Ичкерия, Дагестан, һәм сугыш барган хәзер Украина и, конечно же, в этих названиях уж не стал добавлять Грузию, потому что, ну, в Грузии пока непонятная ситуация. И вот, ну, будем обсуждать обо всем, само собой, как обычно, но в данный момент пока выставим, что-нибудь послушаем давайте, потому что я как бы все не дослушал еще. Вместе что-нибудь послушаем, пока наберется народ, я кое-какие дела сделать должен. И самое главное, Башкортстан һәм Татарстан азат булырга тиеш. Без шунарга ышанып калабыз. Хәрәкәттә һәм йоклап ятмаска кирәк. Шундан соң гына бәрәкәт була. Вот здесь один кто-то пишет мне комментарий, с кем общаться. Я сегодня в ТикТок скидывал одну новость, как бы мы его послушаем, что я им там говорил примерно. То, что я помню, уже более потом подробно послушаем мы его, может быть. А пока давайте что-нибудь послушаем из новостей. Кто что говорит сейчас, давайте Харибас по этому, по Ютубу. Я только что закончил досматривать новости этого дня, этот дождь. А сейчас вот что идет. Ну вот идет первый, у меня эфир идет. Маяк Кавказа. Россия хочет реванша в Грузии, под угрозой весь Кавказ. Этот тоже можно будет потом послушать. Ну, что-нибудь там побольше надо поставить, там очень мало времени. Переговоры Блинкина и Лаврова. Давайте вот этот тоже 2 часа назад закончилось. Давайте вечерней с Ириной Ромалийской послушаем ее в настоящее время, потому что я начал сравнивать дождь и вот этот эфир, получается, дождя с настоящим временем. А вообще баланс. Кое-какие общие вещи они вместе одинаково говорят, а вот некоторые дождь скрывает. Поэтому как бы уже дождю больно доверия нету, но чисто вот чтобы не отставать от мировой политики, пытаясь их дослушивать и потом сравнивать, получается, в настоящее время. Вот такая вот тема. Видосов очень много. Ишетрига. Давайте будем посмотреть. Давайте с этих новостей начнем, пока я кое-какие дела сделаю. У меня колоночка. Слышно будет нормально. На этих кадрах министр иностранных дел Украины и дипломаты еще нескольких стран покидают зал заседания ОБСЕ в знак протеста против выступления главы российского МИДа Сергея Лаврова. Привет. А встретился ли Лавров со своим американским коллегой? У меня сейчас этот уже микрофон есть. Ну а кроме того, в этом выпуске программы «Вечер» команда Зеленского в Штатах на переговорах с командой Трампа о мире. Какие ресурсы Украина предлагает Америке? В России по приказу Путина формируют новую элиту. Это люди, которые ездили на войну против Украины, и их часто обвиняют в преступлениях. В Грузии теперь не разгоняют протест, а арестовывают видных оппозиционеров. А против лидеров правящей партии вводятся санкции. Еще расскажем, что происходит в Сирии, почему биткоин бьет рекорды. Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Что делать дальше, вы знаете сами. Ставить лайки, а мы начинаем. Итак, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину приехал в Евросоюз. И не просто приехал, он должен провести встречу с главой... Так, Рахмат и Кикиши слева, справа это дополнительные, чтобы если что-нибудь не произошло. Запись идет с двух мест. На Мальте знает наша европейская корреспондентка Елена Абрамович. Лен, привет. Скажи, все-таки Лавров с Блинкеном. Нет, должны. Пока новости, а потом сейчас я быстро кое-что сделаю. Здравствуй, Ира. Ну, у нас пока нет данных о том, что такая встреча состоялась, хотя действительно информагентство Рейтер сообщало о такой возможности, но на твиттере МИД России есть пока только фото встреч Лаврова со своими коллегами из Словакии и Венгрии. И, кстати, с венгерским министром он видится регулярно. Петер Сиарто в понедельник встречался с Лавровым в Москве. Но что касается разрешения на въезд в Мальту для Лаврова, то этот вопрос сегодня задали на брифинге в Еврокомиссии, которая отвечает
отвечает за санкции против России. И там ответили, что санкциями заморозили активы Лаврова в Евросоюзе, но въезд не запрещали. Главы МИД Польши и Чехии перед заседанием заявили, что будут бойкотировать выступление Лаврова. А министр иностранных дел Германии напомнила об угрозах со стороны России, в принципе, для всей Европы. Господин Лавров приезжает сюда, чтобы врать о вторжении, о том, что Россия делает в Украине. Я не собираюсь слушать эту ложь. Путин играет в гибридную военную игру. Он не только жестоко атакует Украину бомбами и ракетами уже более 1000 дней, но и атакует наши демократические общества по всей Европе гибридными атаками, а также дестабилизацией через фейковые новости, ненависть и смятение, а также путем влияния на выборы. И мы должны этому противостоять. Дипломаты объяснили приглашение Сергея Лаврова необходимостью сохранить открытыми хотя бы минимальные дипломатические каналы. Министр иностранных дел Мальты, как хозяин встречи, пожал своему российскому коллеге руку, но без улыбки, с которой он встречал остальных. Это можно увидеть на кадрах прибытия. Ну а после сессии он объяснил, что осуждает агрессию России и понимает позицию коллег из Польши, Чехии и так далее, но не несет ответственность за это приглашение Лаврова. Дело не в том, были ли у Мальты какие-то причины приглашать Лаврова. В ОБСЕ 57 стран. Все 57 стран согласились, что эта встреча должна быть проведена с участием 57 стран. Аналогично в США министр Лавров в сентябре прошлого года присутствовал в Нью-Йорке на заседании Организации Объединенных Наций. Ну и кадры, как во время выступления Лаврова министр иностранных дел Украины Андрей Сабига покидает зал, выложила МИД Украины. За ним зал покинули и другие его коллеги, чешские, польские и так далее. Ну а пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии поделился фото, как во время выступления Лаврова он читал книгу о суде для Путина. Многие в своих выступлениях Россию раскритиковали. Украина призывала не верить словам Москвы о мирных намерениях. Впрочем, услышал Лавров далеко не все. Украина выступила первой, Россия должна была выступать 20-й, но поменялась местами с Таджикистаном, чтобы взять 4-е место. И вот сразу после своего выступа российский министр покинул зал. Кстати, позже, общаясь с прессой, он отреагировал на последние слухи о намерениях Европы отправить миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Все эти фантазии, они только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, они упорно предпочитают не слышать очень четкие предостережения, которые президент Путин неоднократно публично делал. Ну и сессия ОБСЕ уже завершилась. Накануне был также ужин, тема которого российская агрессия против Украины. На него российского министра не пригласили. Он участвовал в заседании только сегодня, пока, собственно, не ушел после своего выступления. Ира. Но если будут какие-то новости, выходи к нам обратно в эфир. Елена Абрамович, спасибо тебе. О российско-украинской войне говорили также начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Этот разговор состоялся на прошлой неделе, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Журналисты назвали этот диалог крайне необычным. О содержании беседы журналистам рассказали анонимные источники в Пентагоне. И если верить их словам, то Герасимов сделал заявление, которое противоречит словам Владимира Путина. Речь идет о применении баллистической ракеты «Орешник» при обстреле города Днепр 21 ноября. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что такое оружие Россия применила в ответ на использование американских и британских систем для обстрела российской территории. А вот Герасимов, как пишет «Нью-Йорк Таймс», в разговоре с Брауном утверждал, что испытания «Орешника» российские власти планировали задолго до разрешения Украине бить западным оружием вглубь российской территории. Сам факт разговора подтвердило официальное Министерство обороны России. Там сказано, что разговор был инициирован Герасимовым. Но только «Орешник» не упоминается. В тексте только говорится, что Герасимов предупредил Соединенные Штаты о предстоящих испытательных пусках гиперзвуковых ракет с российских кораблей в Средиземном море. Они состоялись 3 декабря. Ну
Ну и параллельно команда Владимира Зеленского ведет переговоры с командой Трампа по возможному завершению войны. Об этом пишут Рейтер и Wall Street Journal. Как утверждается, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с будущим вице-президентом Джей Ди Венсом, с Китом Келлогом, это будущий спецпредставитель по вопросам России и Украины, а также Рахмат, тугускиши, Рахмат, Мимандая еще. Майком Уолтсом. Журналисты пишут, что команда избранного президента США не проявила особого интереса к идее вступления Украины в НАТО. Я напомню, что не так давно Владимир Зеленский заявил, что горячая фаза войны могла бы закончиться, если бы Украину взяли в НАТО, причем он допустил, что 5-я статья Альянса «Коллективная оборона» может действовать не на всей территории страны. С какими предложениями украинская команда приехала в Вашингтон, и главное, на что они могут рассчитывать, нам расскажет Михаил Комадовский, наш коллега из «Голоса Америки». Миш, привет, рассказывай. Ира, приветствую. Ну, действительно, Андрей Ермак и мне в интервью в прошлом году говорил о том, что он считает, что как раз приглашение Украины в НАТО может стать неким катализатором завершения войны. И ты абсолютно права, украинская делегация встретилась с высокопоставленными представителями избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщили источники Рейтер и подтвердили наши источники, близкие к этому вопросу. Как мы знаем, Украина стремится заручиться поддержкой новой команды президента США, избранного президента в войне против Российской Федерации. Делегацию возглавил Андрей Ермак. Он фактически является главным соратником президента Украины Владимира Зеленского. И вот, по словам источников, группа встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на пост советника по национальной безопасности Майком Уолтсом и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Подробности встречи источник не предоставил. Переходная команда Трампа не ответила на наш запрос о комментарии по поводу этой встречи. Трамп, как мы знаем, пообещал добиться мирного урегулирования почти трехлетней полномасштабной войны между Украиной и Россией, но пока не предоставил подробности, обещал завершить войну за 24 часа еще до того, как придет к власти. Как видим, этого не произошло. В то же время Соединенные Штаты, как мы рассказывали, объявили о выделении Украине помощи на сумму $725 миллионов. Они включают ракеты, боеприпасы, противопехотные мины и другое вооружение. И, как мы знаем, что администрация президента Джо Байдена уходит в отставку 20 января и как раз пытается передать все оружие, которое Соединенные Штаты пообещали Украине как раз до этого срока, чтобы усилить поддержку Киева в его войне с российскими военными. Что говорят, что я слышу из команды Трампа и какие нарративы использует команда президента Зеленского, они все говорят о том, что выигрышная позиция – это мир через силу, но при этом команде Трампа, опять же, повторюсь, не представили детального плана того, как они видят завершение войны России в Украине, и как раз не объясняют, как они будут применять такую силу. Ира. Что ж, спасибо тебе большое, Михаил Комадовский, наш коллега из «Голоса Америки». Спасибо. Но в конце сентября президент Украины ездил в США сам. Тогда Владимир Зеленский презентовал так называемый план победы. Причем и демократам его презентовал, и республиканцам. Это было еще до выборов. И как позже выяснили журналисты Financial Times, 2 из 5 пунктов этого плана украинские власти разработали специально для Дональда Трампа. Первый пункт. Киев предлагает после окончания войны заменить американских военных в Европе украинскими. Второе предложение. Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами. Вот что ранее о запасах Украины говорил в интервью Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм. Самая богатая страна в Европе по запасам редкоземельных элементов – это Украина. Стоимость этих редкоземельных элементов составляет от 2 до 7 триллионов долларов. Украина является житницей для развивающегося мира. 50% всей еды, поставляемой в Африку, поступает из Украины. Это чрезвычайно важно, что украинцы готовы сотрудничать с нами, а не с россиянами. Поэтому в наших интересах убедиться, что Россия не захватит эту территорию. Подробнее о редкоземельных металлах, которые, по всей видимости, являются предметом переговоров Киева и Вашингтона, расскажет Алексей Продайвода. Это интерактивный
интерактивная карта аналитического проекта Deep State. По состоянию на 4 декабря видно, что российские войска обошли Кураховское водохранилище с севера и вплотную подошли к селу Шевченко. Рядом с ним находится Шевченковское месторождение литиевых руд. Литий – это ценный редкоземельный металл, необходимый для изготовления микрочипов, электроприборов и батарей для электромобилей, количество которых в мире с каждым годом стремительно растет. Еще одно место залежей этого минерала уже 3-й год находится под оккупацией. Это участок Крутая Балка в Запорожской области, недалеко от Бердянска. Ми насправді з російською окупацією втрати там частини Запорізької області, Донецької області і Луганської області. Ми втратили і ще втрачаємо дуже великий ресурсний потенціал. По подсчетам геологической инвестиционной группы в Украине остается еще более 2 десятков месторождений стратегических полезных ископаемых. Кроме упомянутого лития, залежи которого имеются также и вдали от линии фронта, эксперты называют такие минералы, как графит, титан и уран. По данным Государственной службы геологии и недр, Украина входит в 5 стран мира по объемам разведанных запасов графита. Сейчас известны 6 графитовых месторождений, но эксплуатируется только одно в Кировоградской области. 2 участка в Приазовье под оккупацией. Графит является незаменимым компонентом для изготовления батарей. Также его используют в ядерной энергетике. Титановые месторождения расположены в Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и частично в Киевской областях. Титан – это стратегический компонент авиакосмической отрасли и военной промышленности. Также Украина богата ураном, который необходим для функционирования атомной энергетики. 3 урановых месторождения находятся в Днепропетровской и Кировоградской областях. Правда, после начала Большой войны объемы добычи урана существенно снизились. Стоит отметить, что большинство вышеперечисленных запасов редкоземельных металлов до сих пор не разведаны. Поэтому посчитать объемы и стоимость этих подземных пассивов достаточно сложно. Ведь объективно оценить можно лишь то, что возможно физически поднять из недр, продать и получить выгоду. У нас є уранові родовища, мідні родовища і втішені графітові родовища, так, але над цими родовищами є цілі населені пункти, міста, села, селища, побудована інфраструктура, дороги, трубопроводи, газопроводи, ЛЕПи і так далі. І точно ніхто не буде відселяти півміста чи там 2-3 села для того, щоб здійснювати розробку. При этом добыча редкоземельных металлов хоть и прибыльное, но очень дорогостоящее и долговременное предприятие. От оформления документов до момента добычи 1-й тонны той или иной руды может пройти от 10 до 15 лет, говорит основательница геологической инвестиционной группы Ирина Супрун. До прикладу, там Полухівське родовище літій це передбачає підземний видобуток корисних копалин. Короче говоря, за богатство воюють, получается. Це сотні мільйонів доларів і технологію потрібно в першу чергу туди привести таку, яка дозволить, окрім того, що видобути правильно цю корисну копалину, також її і переробити, і створити той перший продукт переробки, який далі вже буде використовуватися в виробництві кінцевого продукту, тих самих електромобілів, тих самих там мобільних телефонів. Поэтому без участия западных инвесторов украинским компаниям в будущем будет сложно покрыть все многомиллионные затраты на добычу редкоземельных элементов, считают эксперты. Для Украины разработка полезных ископаемых при участии иностранного капитала – это новые рабочие места, инфраструктура, развитие инноваций и, конечно же, прибыль для государства. Но говорить о реализации таких инициатив, пока идет горячая фаза войны или пока Россия будет угрожать снова развязать боевые действия, не приходится. Ну и продолжить эту тему хочу с нашим гостем Сергей Фурса, украинский экономический аналитик, инвестиционный банкир. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, из различных публикаций мы знаем, что Украина предлагает Соединенным Штатам вот эти инвестиции в эти ископаемые редкоземельные металлы в случае мира. Для США это выгодная инвестиция, по вашим оценкам?
Ну, смотрите, мы до полномасштабного вторжения, до войны никогда не видели никакого интереса со стороны американских инвесторов в то, чтобы разрабатывать здесь какие-то месторождения. Поэтому пока что это какая-то фантазийная история, которую когда-то случайно кто-то назвал, и оно пошло-поехало, люди повторяют это раз за разом, просто потому что кто-то уже раз об этом сказал, нужно повторить. Поэтому это выглядит очень несерьезно, вряд ли есть какой-то предметный интерес, тем более, что даже спорно, в принципе, экономически выгодно это делать или невыгодно, это вообще непонятно. А почему спорно? Ну, потому что нет оценок, насколько это может быть выгодно, какого качества те месторождения, какого содержания того или иного металла есть, там, например, по литию, но тут немножко не то месторождение, не те месторождения, о которых говорилось. И ключевое, не было никогда интереса со стороны американских инвесторов. В принципе, и со стороны других инвесторов тоже не было. Это первое. А второе, добавленная стоимость сейчас совершенно не в добыче в полезных ископаемых. Ключевая сейчас добавленная стоимость в технологиях, в технологических секторах. Именно туда идут инвестиции, там можно заработать деньги. А добывать что угодно из земли, это уже вторично, и там нет особой маржи. Но я же так понимаю, что как раз между США и Китаем идет вот эта борьба за эти металлы, нет? И в этом контексте это может быть выгодным предложением Киева. Но опять же, Украина единственное место нет. Была ли очередь на это? Ну, не было очереди. Поэтому интереса до полномасштабной борьбы идет уже давно. Вопрос редкоземельных металлов актуален достаточно давно. Но никогда не было интереса со стороны американцев или европейцев, и те, и другие испытывают дефицит этого товара в том, чтобы делать что-то на территории Украины. Я хочу напомнить, что в прошлый приход Трампа, когда Украина пыталась заинтересовать Дональда какими-то сделками, президент Порошенко сделал две вещи. Первое, купил уголь. Просто хамар ясым. Не украинский уголь туда, а из США везли уголь в Украину, который нам 100 лет снился. И второе, закупались локомотивы для Укрзалезницы, украинской железнодорожной компании. Вот это могло заинтересовать Трампа. А не давайте вы дадите американские деньги, вложите в Украину и будете тут что-то добывать. Хорошо. А что тогда, в принципе, Украина может предложить условно Трампу бизнесмену? Ничего. По-хорошему ничего на самом деле. Поэтому Трампу бизнесмену, мы можем там предложить Трампу сыну, да, у них же нет госкомпаний, да, поэтому можем предложить там сыну Трампа, друзьям безусловно, Трампа, да. Что-то, да, что угодно, да, если бесплатно, то это может быть интересно, да, условно. Но это же не те люди, которые занимаются таким бизнесом по-старому, когда инвестируются миллиарды долларов, строятся заводы и так далее. Боже упаси. Хорошо. Может ли вообще, в принципе, американская экономика во что-то инвестировать в Украине? Нет, инвестировать во что-то может, как могла инвестировать там в Польшу и так далее. Но надо понимать, что краеугольным камнем украинская экономика все равно для американской не будет. У нас очень маленькая экономика. И поэтому, да, можно инвестировать в что-то. Просто как ты приходишь на новый рынок и инвестируешь туда для зарабатывания денег. Но это не означает, что вот Украина такое золото лежит где-то на столе, и все думают, как бы к ней подобраться. Ну, такого нет. Хорошо, а вот распространенная тогда теория о том, утверждение о том, что Украина является житницей, украинское зерно очень востребовано в мире. Может ли это как-то привлекать американцев? Ну, опять же, украинское зерно востребовано в мире, поэтому Украина его экспортирует. Есть ли высокая добавленная стоимость в сельском хозяйстве? Ну, особой нет. Не там сейчас добавленная стоимость. Поэтому может ли каким-то компаниям в США быть интересно инвестировать в украинский сельхозсектор? Ну, теоретически может быть. Трейдинговые компании тут давно присутствуют уже и так. Но это, опять же, это не какой-то философский камень в современном мире. Хорошо, тогда это, наверное, уже не про инвестиции, а что вообще Украина может предложить, по вашим оценкам, Соединенным Штатам для того, чтобы они делали все для того, чтобы Украина не проиграла в этой войне? Имею в виду уже Соединенным Штатам, во главе которых стоит Дональд Трамп. С точки зрения экономики ничего.
Только политические уже какие-то. Да, да. С точки зрения экономики больше кооперации будет, безусловно, с Европейским Союзом, больше будет европейских инвесторов, инвестиций со стороны Европейского Союза. Это даже географически обусловлено. Просто у нас, если посмотреть на США, у нас очень мало торговых операций, просто потому что очень далеко. А европейских инвесторов что может привлекать в Украине? Ну, теоретически мы можем стать площадкой для переноса, например, некоторых производств с Китая. То, что процесс идет, большая часть, понятно, инвесторов переезжает в Индию, но кто-то может переехать в Украину, как страну, которая будет рядом. Украина показала, что сейчас у нас там сервисы очень хорошие, да, и поэтому сервисы, что-то, что связано с отдыхом, поскольку чем дальше люди будут меньше работать, больше отдыхать, это возможно. Но вот, например, про перенос торговых, не торговых, вернее, а каких-то площадей для промышленности, для инвестиций, мы тут сталкиваемся с ключевой проблемой, которая есть в экономике Украины, это отсутствие рабочих рук. Людей не хватает. То есть мне всегда казалось, что в Украине, ну, условно, дешевая рабочая сила, но не во время полномасштабного вторжения. И до полномасштабного вторжения, и после уже этого нет. Это миф. Сергей, вы сказали о том, что может перенести предприятие из Китая, предприятие по производству чего? Чего угодно, это не принципиально. Просто мы видим, что сейчас инвесторы пытаются из-за геополитического напряжения уходить, да, из Китая и переноситься куда-то либо на новые площадки, либо просто поближе к себе. И Украина может стать таким местом, куда теоретически ряд инвесторов из Европы перенесется. Что для этого нужно сделать Украине? Ну, во-первых, должна закончиться война. Потому что пока идет война, никаких инвестиций не будет. А дальше, когда война закончится, будет два ключевых вызова. Первый, стандартный украинский, это коррупция и отсутствие верховенства права. Проблемы тут. И второе, это депопуляция, то есть людей мало. В Украине надо решать проблему миграции, то есть готовить страну и создавать условную новую острую. Ну вот с Азии привезете наших узбеков, кыргызов, таджиков, чем в Россию ехать. Чтобы тут что-то работало, для того, чтобы в Украине платились пенсии. И еще один момент, ну, наверное, дерегуляция. Но для этого нужно сделать европейские зарплаты. Должна сделать все максимально просто, потому что у нас еще есть... Дерегуляция экономики имеется в виду, чтобы как можно меньше ведомств были задействованы в ведении бизнеса, разрешения и тому подобное. Да, разрешение в основном, но тут есть такая проблема, что это надо как-то увязать. Здесь добавлю. Получается, если на то пошло, по сравнению с Башкортостаном и с Татарстаном, Украина по добычам, по каким-то богатствам, само собой, в нижней ступени стоит оно. Поэтому я так думаю, что кому бы либо это узкожопым, кроме узкожопых, наверное, наши регионы всем бы, как бы, ну, как сказать, по богатству интересны были бы вообще. А с другой стороны, с кем бы нам, как говорится, не дружить, так скажем, лишь бы это не были это узкожопые. Вот и все. Главное, чтобы наши туганлар, в первую очередь, это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина, само собой. Вот примерно вот с ними мы можем какие-то контактировать. А вот с другими можно будет, как говорится, делать какие-то дистанционные какие-то дела. Это в первую очередь Европа. Вот как я здесь, допустим, во Франции нахожусь, это Франция. Ну и я думаю, вот какие-то вот такие мысли. А так, получается, в Украине, по сути, не хуй брать. Это просто, блядь, подушка безопасности, нахуй, получается. Ну, как он говорит, блядь, копать не хотят. Старинным бизнесом не хотят заниматься, там уголь, вся хуйня вот это, да, блядь, зерно, блядь, ну, неинтересно это. А рыть что-то им, ну, хуево, блядь, уже не резон, да, в 21 веке. Все хотят какие-то технологии, вся хуйня. Поэтому я считаю, вот возвращаясь к тому, какая тема у нас сегодня будет, в первую очередь, Украине. Кстати, подмечу по моему вопросу сегодняшнему, это прям добавление к тому, что я сегодня высказывал в ТикТоке. Украинцы, чтобы, так скажем, не себя, ну, блядь, как это, блядь, так мягко сказать, блядь, себя не перекидывая, получается, на других, где-то там 33 пизды колена где-то вдалеке,
Надо по сторонам чуть-чуть посмотреть и посмотреть, кто же рядом с тобой есть, рядом с Украиной, которая может тебе помочь реально в данный момент. Кто нуждается? Американцы? Нихуя. Европейцы? Да нихуя, блядь. Нуждаемся мы. И поэтому, как говорится, вам, я думаю, чуть-чуть надо, блядь, продрать глаза и посмотреть на нас. Поэтому я и говорю, тема эфира как раз-таки была такая, пока уж это не хотел больно все вдалбливать, потому что я его уже сказал, я дал бы просто прослушать это, как бы я уже в ТикТоке это высказал, просто чтобы не так чуть-чуть по-другому, может, сейчас я скажу, блядь, не помню, короче, да? И, ну, чуть-чуть вкратце скажу, что если это правда, в Сирии этим, блядь, контрабандистам ебаным, которые встали и пошли на Асада, ну, так скажем, вот эти мусульмане, если они очухались с помощью украинцев, то я считаю, такую хуйню, 33 пизды коленов в Африке, так скажем, да, не нужно было делать. Ну, сейчас, блядь, всяко накинутся мусульмане на меня, блядь, что ты пиздишь, им же хорошо. И про мусульман тут речь не идет дело. Речь идет именно о том, чтобы, блядь, нахуй, регионы России были свободными, блядь. А в других краях земли, получается, да, если уж ебаться, тогда надо ебаться, я вам ультиматумом на это сразу отвечаю, надо ебаться в Палестине для начала. Понимаете? А вот эта хуйня, которая сейчас произошла в Сирии, она уже была 100 лет назад и угасла. А то, что горит в Палестине, никто жопу не поднял. Поэтому, как говорится, если кто-то будет на меня что-то выебываться, сперва реши, ответ мне найди насчет Палестины, а потом Сирию приплетать будем. И поэтому, если этот хвост реально, вот этот пиздеж из новостей, правда окажется, что помогали украинские какие-то инструктора по дронам, блядь, в Сирии, получается, это, я считаю, с нашей стороны, это косяк со стороны башкиртов, татар, Ичкерии, Дагестана, и косяк с Украины, то, что они не видят нас. Поэтому я везде и в эфире, в ТикТоке все высказал. В ТикТоке быстрее новости проходят, чем в Ютубе, потому что в Ютубе у меня то закрыли, это закрыли. Поэтому что я хочу сказать. Если есть тут украинцы, которые услышат эту всю тему, выдвигайте кого-нибудь, я не знаю кого, чтобы я ему все высказал, рассказал, что как надо делать. Я готов, как говорится, сотрудничать по борьбе против Москвы. А если вы будете искать где-то какие-то концы, заделывать какие-то шпионские дела, блядь, в Сирии, там еще 30 пизды в Африке, как Пригожин, блядь, или еще где-нибудь заварушку сделаете, блядь, между Кореей Южной и Севером, там еще что-то поможете кому-то нахуй жопу подтереть. Хуйней такой, я думаю, не стоит страдать, потому что ваш враг уже вон там, возле вас, блядь, дома уже он вас ебет, блядь. Сухую, без вазелина. И после этого, блядь, если вы, блядь, не можете помочь Башкортостану с Татарстаном, Ичкерии и Дагестану, какого хуя с вас взять, блядь? У вас все, дали вам оружие, блядь, нет нахуй сказать, давайте, братья, бывшего, так скажем, СССР, блядь, ебучей этой России, помогите нам разъебать Москву, блядь. Вот кто из вас такое скажет? Вот давайте мне дайте ответ на это, блядь. Найдите мне кого-нибудь из вышки там, блядь, Зеленского, кто там может говорить вот на такие темы. Вот где, блядь, подвох, блядь. Вот здесь надо искать это все дерьмо. А вы ищете где-то ебенях в Сирии и так далее. Но если это будет правдой. Но кто-то мне в комментах написал, не-не, это пиздеж. Кто это мог написать пиздеж, блядь? Ну, явно, как говорится, один написать может пиздеж, блядь. Но если это уже сказали... Значит, если это пиздеж, фейк, мы дойдем до этого, блядь, до фейка этого, и мы поговорим об этом потом. Если это пиздеж. Я, как говорится, то, что услышал, я сейчас говорю, а потом дальше уже будем решать. А так, тема наша разговора, у меня уже, блядь, год как долблю про это, чтобы украинцы помогли нам. Украинцы помогли нам. Нихуя, блядь, никто не откликается. Нихуя, блядь. И Кашапову я говорил. Кашапов тоже до сих пор ничего не сделал.
Он же постоянно говорили эти, и Руслан Габасов говорит, подкидывайте идеи, задавайте вопросы, мы будем продвигать его там наверх, блядь. Ну где вы, суки, продвигайте, пидорасы, продвигайте нахуй. Я с удовольствием себя показал бы нахуй, и я бы высказался бы, но в тот же момент меня, наверное, бы опять YouTube накрыли бы, TikTok закрыли бы, все поназакрывали бы, заебали бы меня нахуй. Поэтому это раз. Во-вторых, я все равно где-то должен высказать это в открытую, но пока еще не готов. Потому что вот сегодня уже видели, Невзорова, блядь, ёбнули там тещу нахуй, там отжали, тут отжали нахуй. У меня не то, что отжали нахуй, у меня, блядь, могут, если честно сказать, блядь, родных ёбнуть, так скажем, блядь, да, из-за меня. Поэтому пока не могу высовываться, блядь. Я бы с удовольствием высунулся бы, это все высказался бы нахуй. И сами бы они меня нашли бы. Кому я хочу это сказать, они бы сами меня нашли бы нахуй. И сами бы нахуй начали бы со мной разговаривать. Я это уверен в этом. Потому что такую открытую конкретику никто еще не говорит, блядь. Если кто-то об этом говорит, так уалированно, как говорят нахуй, в 1000 гондонов наденут, потом скажут, простите еще в конце, блядь, нахуй, я не хотел. Что-то в этом роде, блядь. А в открытую нихуя никто не говорит. Поэтому я считаю, что, блядь, нахуй, если вы дальше вот так будете кота за яйца, нахуй, тут не то, что пол Украины, блядь, и Киева не будет, ничего, нахуй, и вся, блядь, Украина будет, это Россия, блядь, и хуй сосать нам, блядь, регионам. Вот и все. Вот в чем наша, блядь, косячная работа. В том, что, блядь, этот Габасов ходит там, блядь, везде, ООН, блядь, нахуй, пиздит там, высовывается там. Файда юг, блядь, файда юг. Нет файда, понимаете, блядь? Как это по-русски файда будет, блядь? Сука, забыл это слово. Короче, файды нету. Вот и все. Поэтому я считаю, что это полное, короче, абсурдное дело, то, что я сегодня, блядь, нахуй услышал. И просто охуеваю от этого, блядь. Я сколько говорил, блядь, я как вылез, блядь, нахуй в эти эфиры, я в какие-то моменты, вот помню, блядь, не знаю, в марте, в апреле я сказал, давайте дронить нахуй Москву, я говорил, давайте дронить Москву. Нихуя, блядь, нахуй, никакой дрон в Москву не долетел, блядь, никакой дрон не летит туда, блядь. Я сказал, дроньте Башкортостан с Татарстаном. Тоже нихуя ничего не летит, блядь. Все косо, блядь, туда-сюда, хуй поймешь куда, блядь. Ебашьте уже, если вы ебашьте куда-нибудь нормально. Косоглазием нахуй не надо заниматься тут, блядь. Че за нахуй, блядь? Один косой, другой-то нормально, наверное. Интеграции. А мы знаем, что Европейский Союз это как раз про регуляцию, про бюрократизацию и так далее. Да, слава Украине, само собой. Проблему мне пока в голову ничего не приходит. Сергей, спасибо вам большое. Сергей Фурса со своим видением того, что по данным западных СМИ Украина предлагает Соединенным Штатам, украинский экономический аналитик, инвестиционный банкир. Спасибо. Вы смотрите программу «Вечер» в прямом эфире телеканала «Настоящее время». И далее в нашем выпуске. В России по приказу Путина формируется новая элита. Это люди, которые ездили на войну против Украины. И часто их обвиняют в преступлениях. А в Грузии теперь не разгоняют протест, а арестовывают видных оппозиционеров. А против лидеров правящей партии вводятся санкции. Но еще расскажем, что происходит в Сирии и почему биткоин бьет рекорды. Оставайтесь с нами и не забывайте ставить лайки. Итак, в России пытаются сформировать новую элиту из военных, которые вернулись с фронта. Инициатор этого процесса лично Владимир Путин. С его подачи в марте этого года в стране запустили программу «Время героев». Заявленная цель – подготовка руководителей из числа участников так называемой СВО. Сообщалось, что из 44 тысяч кандидатов в финал программы попали 83 человека. Известно о них немного, некоторые участники на общих фотографиях даже не показывают свои лица. Тем не менее, издание «Новая газета Европа» смогло установить личности 80 финалистов. Журналисты выяснили, что как минимум 13 из них являются подозреваемыми в совершении военных преступлений в Украине.
СМИ уже писали, например, о Нурсултане Мусагалееве и Борисе Густо. В Украине их обвиняют в пытках и убийствах мирных граждан в Буче и окрестностях. Еще несколько финалистов «Времени героев» участвовали в боях за города, которые полностью уничтожены. Многие из участников уже получили должности. Пожалуй, самым громким стало назначение донецкого боевика Артема Жоги полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Разберемся с этим. Кирилл Мартынов у нас в эфире, главный редактор как раз издания «Новая газета Европа», на которое я и ссылаюсь. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, изучив биографию вот этой потенциально новой элиты, к какому выводу вы приходите? Какой она будет, эта новая российская элита? Или уже есть? Для того, чтобы говорить о новой элите, пока у нас очень маленькие цифры. То есть понятно, что 80 человек Путину не хватит для того, чтобы создать новую элиту. Поэтому первый вывод заключается в том, как и предварительная такая гипотеза существовала, что это в первую очередь некая пиар-активность, которая старается, цель которой повысить общественную привлекательность, в общем-то, достаточно непопулярной войны, которую никто не заказывал, и в которой люди участвуют ради личной выгоды, в первую очередь, получая большие выплаты от Министерства обороны. Вот, соответственно, Путин старается показать, что война – это основной приоритет государства, а те, кто в ней участвовал, это не просто солдаты и ветераны, но еще и так называемая будущая элита. Пока здесь есть очевидный такой разрыв между словами и реальностью. Вот. Кроме того, вы уже упомянули по поводу того, что часть из этих 80 человек получили обвинения со стороны Украины в участии в военных преступлениях. Понятно, что судебных решений еще нету, но надеюсь, что мы как-то доживем до того момента, когда эти люди предстанут перед таким судом о том, что они конкретно делали на оккупированных территориях. Но в глаза также бросается еще другой факт, который связан с тем, что на самом деле среди этой, в кавычках, новой элиты практически нету людей, которые попали на войну, как простые граждане России. Да, вы упоминали, что мобилизованы всего 3 из 80, правильно? Да, совершенно верно. То есть видно, что люди, которые буквально, более-менее случайно попали в жернова этой путинской военной машины, они как-то не пользуются спросом вот внутри этой так называемой новой элиты. Даже в пиар-целях этих людей не очень активно используют. Хотя, казалось бы, если бы они хотели именно показать войну одновременно как бы народное дело, а с другой стороны, как замечательный способ сделать карьеру, они должны были в первую очередь ориентироваться именно на мобилизованных, потому что это выходцы из народа, это как раз и есть народ. Вот они попали на войну не совсем по своей воле или совсем не по своей, и вот какая замечательная дальше судьба их ждала. Таких примеров исчезающе мало. Очень важно, что среди этой новой элиты есть люди, которые воспользовались войной для того, чтобы, Да, этот Петр Лещенко. Украинцы не будут рабами Москвы. Надеюсь, потому что, чтобы не быть рабами, вам время, как говорится, ведь украинцам, вот без обид, вот Ника тут есть, наша, как говорится, красавица. Я дофига, как говорится, в лицо люблю говорить все, как говорится, потому что не вижу смысла лицемерить, да. Но у каждого народа есть свои косяки. Но вот в данный момент на вас смотрит вся Россия. Вот в чем проблема ваша? Посмотреть на нас, понимаете? У вас сейчас такая система идет именно, да? Или это еврейский вариант, Зеленского, сука, я не знаю, что за хуй он, В итоге, суть какая, Конечно, нахуй. Евреи, я думаю, мусульманам не хотят помочь, потому что 4 основных нации, да, Ичкерия, Дагестан, Кавказ весь, вот Башкортостан, Татарстан, это мусульмане. Поэтому, исходя от этого, вот этот момент сейчас, наверное, надо в жопу куда-то засунуть, далеко нахрен, и конкретно решить эту проблему. Мы же, нахуй, с Башкортостана там или с этого, не идем же нахуй сейчас, в наглую пиздиться, допустим, с евреями, нахуй, которые хуйней страдают в Палестине. Нам это нахуй не надо. Почему? Потому что нахуй каждый на своей земле должен сейчас разобраться.
Потом уже, как говорится, можно будет что-то вякать. А сейчас мы не можем ничего вякать. Мы на Москву не можем пойти, блядь. Какая нахуй другая страна, блядь. Поэтому я поражаюсь над людьми, которые, как говорится, у себя на родине еще, блядь, как говорится, жопы не вытерли, блядь, со своими нахуй. Пример возьмем, блядь, Каримовым нахуй, сейчас Мирзияев, тот же Узбекистан. Какого хуя вам там, блядь, делать нахуй в Сирии, блядь? А скажите мне. Я услышал одного корреспондента, по-узбекски говорит, или что-то такое. Типа, здесь вот они пошли туда-сюда. Ну, молодцы, пошли, понятно. Но ты сперва, блядь, у себя в Узбекистане разберись, нахуй, из нищеты выйди, а потом пиздуй в Сирию, блядь. Поэтому я и касается это, блядь, всему российскому, нахуй, народу в данный момент. Манкуртом, разберемся давайте вместе, блядь, против Москвы, нахуй, поможем украинцам и тем самым поможем себе. А вы, блядь, нахуй, идете, это распыляетесь, там сдох, тут сдох, там сдох. Не хватало, нахуй, что в Украине умирают эти ублюдки, нахуй, наши манкурты, блядь. И еще вы претесь в Сирию, блядь, Палестину, еще где-то, нахуй. Вы хуйней страдаете, реально, блядь. Вы одни... Хуеплеты, ничего не сделаете, блядь, нахуй. Совместно надо делать, блядь. Один, блядь, в поле не воин. Это же не зря сказано, блядь. Если, блядь, такие невъебенные, блядь, нахуй, мозгами давить, мы тоже можем. Я тоже вот сейчас могу, блядь, взять у кого-нибудь автомат, пойти на Москву один. И чё? Да мне нахуй, блядь, нахуй, этот автомат засунут в жопу и в рот, блядь. Понимаете смысл, блядь? Один не может ничего сделать, блядь. А вы, блядь, как петушатник ебучий, пиздите, когда я начинаю вам, блядь, в лицо говорить, и претесь, блядь, в Сирию, блядь, Палестину, начинаете, вот. Да вы реально, блядь, диванные долбоебы, которые пиздят постоянно, и нихуя ничего не происходит. А если чтобы что-то происходило, не то что в Сирии, блядь, или в Палестине, нужно решить у себя дома. Дома, когда у тебя будет независимая, нормальная политика, тогда ты можешь вякать везде и церемониться, пиздеть с кем-то. Вот так. И тут еще добавок как раз вам, блядь, пример. Это Грузия. В Грузии что творится сейчас? Грузия это урок. Это урок Башкортостану, Татарстану. Ичкерия это понимает. Дагестану особенно, Кавказу. Это урок вам. Тому, что, блядь, нахуй, когда-то это было в Ичкерии, когда-то это было в Грозном, потом Осетия, Грузия, потом, блядь, сегодня только перечислял в ТикТоке тоже, в Андижане, в Кыргызстане, Андижан с Кыргызстаном, Ош, там, блядь, хуярил, блядь, узбеков, узбеки хуярили кыргызов, хуй поймешь кто, потом, блядь, таджики с кыргызами, блядь, во время Рамадана, потом, блядь, вот это Грузия, потом Украина, нахуй, вам еще что надо? Вам еще какие доказательства надо, что, блядь, нужно ёбнуть Москву, блядь? Сегодня только новости еще напоминание смотрел. 10 лет назад Гондон Путин, оказывается, поздравлял такую хуйню, говорил, что, блядь, молодцы, вы вернулись с победой, там взяли, типа, даже служат, блядь, в дальних рубежах, блядь, пиздец, нахуй. Оказывается, узкожопые служат, нахуй, боевиками в дальних рубежах в Африке в данный момент, да, ведь? А в то время было это Сирия, когда они как будто бы вернулись с победой, нахуй. И какая нахуй эта победа? Это какая нахуй победа? Как раз в тот день, блядь, говорит это, кто-то рассказывал, Руслан Айсен, и вот это, вроде бы, на передаче с Чаринским, вроде бы, 500 миллион, блядь, умерли, 500, полмиллиона, и как это называется? 500 миллион, блядь, 500 тысяч, блядь, миллион, говорю, блядь, 500 тысяч людей положили, нахуй, 500 тысяч людей, блядь, в Сирии ёбнули, нахуй. Чё вы, нахуй? Вы что хотите, блядь? Да, 500 тысяч, блядь, ёбнули, блядь. Вы до сих пор будете Москву яйца целовать? Или что? Как это? Как? Вот ответьте мне, вот здесь вопрос. Это все Руслана Айсина, блядь, Чаринские, все, это все знатоки ислама, все такое. Но ни один не говорит, что надо пойти Москву ёбнуть. Ни один. Почему? Потому что их ёбнут сразу тоже, понимаете? Или что-то произойдет, или я не знаю. Не говорят же. Они говорят так, в репертуарах, припевочках, блядь, так скажем, музыки, блядь, какие-то словечки кинут и все. Ничего путного, ничего не говорят они. Ничего нет от их разговоров. Понимаете? Суть только можно улавливать из этих разговоров, которые я пытаюсь улавливать,
хоть слушая их, что они, то, что хотят донести, я вам буду доносить более откровенно. Надо пойти на Москву и ёбнуть Москву. Вот и все. Но это они вуалированно, в 33 гондона это наденут, потом пиздят. Haligi u по-узбекски qog'ozga o'rab gapirishyapti. Нахуя? Qog'ozga o'rab gapirishni foydasi yo'q уже, блядь. Qolmadi уже, вот это время уже закончилось, блядь, разговаривать, завязывая бумагу, заворачивая, красиво говорить. Розочка, шоколадный период закончился, блядь, нахуй. Медовый месяц закончился с Москвой, понимаете уже? Вас уже ебут. Вы скоро уже будете рожать уродцев, нахуй, путинососов. Понимаете, смысл какой, блядь? А вы не можете понять этого, блядь. Вам постоянно говорят, блядь, вот вам пример Грузия. Вот вам пример Украина. Ну, что еще нам надо? Еще что должно произойти в Башкортостане с Татарстаном, в Ичкерии и Дагестане, чтобы вы стали? Я не могу понять вот этого. Я сегодня был вообще в кипише, нахуй. Чтобы пока не забыть, я в ТикТок это сказал, блядь. Когда я это услышал, блядь. А услышал это, пиздит он, не пиздит, я не знаю, от Майкла Наки. Можете посмотреть Майкла Наки. Он сам лично сказал, что пока это недостоверно, но будем творить. Ну, точнее, уже, ну, копаться он будет. А он вытащит, знаете. Тот еще еврей, хуеплет. Он вытащит правду все равно. Потому что ему похуй. Он пиздит все подряд, блядь. Я так понял, блядь. Ему до пизды что пиздеть, главное пиздеть. Вот и все. Чтобы у него были люди, смотрели люди и так далее. Понимаете, вот в чем прикол. Да, Мухаммад, салам алейкум. Да. Вот поэтому я считаю, что в Дагестане, как вот Чаринский, как его фамилия, не ошибиться, а вот это, Борода, короче, наш, да, брат, мусульманин. Такие, я уверен, больше половины есть такие, есть, я уверен, молчат. В Башкортостане то же самое, молчат, блядь. Я же вам говорю, пишите мне в Телеграм. Вылазьте уже, блядь, вылазьте. Давайте ваши идеи послушаем. Я же не говорю, что по моей идее надо идти. Я говорю со всех, я же вам со всех новостей пытаюсь все демонстрировать, так скажем, все вытаскиваю, что я услышал, я вам говорю, как есть, блин. Поэтому, а вы, получается, послушали, да, молодец, пацан, что-то пропиздел, молодец, и все. Ну, так нельзя. Сколько можно молодец, блядь, Кортай улыбки там да, молодец, а надо делать. Скоро, вы думаете, что, блядь, Путин сдохнет, потом все поменяется? Да нихуя ничего не поменяется, поймите, блядь. На его место уже да хуя претендентов. Вам пример, чтобы далеко не уходить. Пример вам. Давайте, опять я буду говорить Узбекистан, вы скажете, заебал про Узбекистан. Давайте пример я вам приведу Грузию. Вот новоиспеченная Грузия. Где этот ихний президент, который бегал все, Саакашвили. Сейчас где он? Бедный. Бечара в больничке, в тюрьме. В больничке, в тюрьме. Все, его овощью сделали, грубо говоря. Он овощ. Понимаете? Почему? Потому что дохуя пиздел, овощью сделали. А он был нормально, как раз таки он что-то мутил. Он нормальный был. Нахуя его закрыли? Интересно, нахуя его закрыли? Да потому что пиздел дохуя, правду. Хоть он, пусть хуевые дела делал, но он же пытался что-то сделать. Пытался. Пусть он, блядь, нахуй, был каким-то другим, нахуй, бандитом. Но главное, он же был против Москвы, если я не ошибаюсь. Он же был против Москвы. Получается, если он был против Москвы, получается, это уже наш брат. Поэтому Грузия в данный момент тоже показывает, что они против Москвы, блядь, молодцы. Я уважаю их. Грузины вообще это четкие вообще люди. Это не то, что армяне. Армяне это армяне, а грузины это вообще другие люди. Вот и все. Любой поймет это, как говорится, пожив с ними, узнав их, увидев их движения. Да, ведь пусть у них тоже все такие человеческие косяки есть. Это хуйня. Это хуйня. У нас у всех есть косяки. А вот самый интересный момент, нахуй, я даже вам сказать хочу, момент даже, так скажем, сравнение могу дать. Хоть они не мусульмане, я вам такое мощное сравнение дам, чтобы вы охуели. Они 1000 раз, блядь, лучше, чем турки.
Я вам скажу. Грузины 1000 раз лучше, чем турки. Турки, нахуй, пиздолизы и жополизы. А грузины такой хуйней не страдают, нахуй. Они, блядь, нахуй, конкретно в лобешник, нахуй, и иди нахуй. Вот примерно вот такой системой они жили и живут, блядь, нахуй. Потому что у них есть нормальные мужики, которые, блядь, уже сколько дней не заходят домой, блядь. Туда-сюда, грубо говоря, восстание. Вот дай им оружие, они разъебут это правительство за 6 секунд, блядь. А мы в Башкортостане с Татарстаном не можем выйти даже, нахуй, в свой сельсовет. Сельсовет выйти и сказать не можем что-то, блядь. Не то, что нахуй Хабирову. Понимаете, вот в чем наш косяк, вот где наш косяк. А если вы дальше и дальше вы будете думать, что мы вот сейчас, вот сейчас, как Руслан Габасов говорит, час пик придет, нихуя не придет час пик, нихуя. Вы, вот, блядь, вот я не знаю, блядь, нахуй, не хочу быть пиздоболом, но не придет этот час пик, не придет. Для него надо сабаб, причина. Сабаб болмагач кутак-то килмеонда. Понимаете? Не зря же Аллах Та'алям говорит про сабаб. Причина. А причину, блядь, нахуй, искать надо в нас. Причина в нас, блядь, нахуй. Они где-то нахрен на стороне. Причина нашего страха. Не сдохнуть и так далее. Порой один день, блядь, мне аж такая хуйня пришла в голову. Мне плохо стало, блядь, от того, что, блядь, нахуй, внутри прошелся такой, блядь, страх у меня, блядь. Того, что, блядь, нахуй, наш народ Башкортостана с Татарстаном, не говоря, что Ичкерия и Дагестан, никогда мы не разбудим. Никогда мы не разбудим. Вот этот, блядь, у меня проскользнуло через мысль, нахуй. Вот пиздец, как мне стало противно, блядь, как-то не по себе. Почему? Потому что если, блядь, нахуй, столько уже сказали, блядь, столько сделали уже что-то, блядь, чтобы этот народ осознал, что Москва наш враг, я не знаю, что еще надо сделать. Не знаю. Почему? Есть сравнение. Почему эти мысли пришли? Сравнение есть, опять-таки, Грузия. Грузия, блядь, уже с ноября месяца, грубо говоря, уже 2-я неделя пошла. Уже не вы заходят домой. Понимаете, забастовка конкретная. Они сказали, задней не будет. Лично слышал сегодня от грузина одного. Мы задние не врубим, сказали. А я вам постоянно говорил, блядь, задние врубать нельзя. Никогда. Татарлар олга, хар вакыт олга, башкортларды олга. Я всегда говорил, әйләнеп тұрып тоже олга. Әйләсәң да олга шабасың бетінде, артқа шапмайсың. Поэтому и есть это выражение. Только вперед, назад нельзя. Не то время назад давать, блядь. Мы сейчас подавно в 21 веке живем. Если вы хуйней будете страдать дальше, мы и в 22 веке, нахуй, будем рабами. Ничего не изменится, блядь. 100 лет пройдет, ничего не изменится, нас не будет. Даже, может, наши эфиры сотрут, блядь, вот эти ебаные ютубы. Из-за этого я считаю, блядь, если мы сейчас, как говорится, пока горячо не будем, куй железо, пока да, горячо, да, ССНда басмасак, кутак бізге была потом. Вот и все. Хазар басырға керек. Украин, Грузия, он да кипишует. Еще что-то, блядь. Еще Сирия кипишует. Еще что вам надо? В Корее еще что-то творится, блядь. Нажимает какие-то кнопки ебанутые, сука. Хуйней маются и там, блядь. У всех жопа чешется, что-то творится, блядь. А у нас нихуя ничего не творится. Все смирно идут нахуй. Плюс еще, блядь, добавок сегодня потом будем читать. Дохуя этих... призывников забирают. Призывников в наглую забирают, нахуй. В Москве даже. В Москве узкожопые забирают своих, блядь. Получается, нахуй, даже узкожопые эти манкурты, которые точат свои, как говорится, зубы против нас, это показывают, нахуй, гастарбайтерам, блядь, чурки, хуюрки, блядь, этим уёбкам даже пришли, как говорится, забирать за них, их, блядь. И после этого эти гандоны будут еще что-то пиздеть. Потом посмотрим еще Невзорова, послушаем. У него тоже такая хуйня, что, блядь, отчитывает какой-то Вагнер из узбеков. Что за хуйня? Я не могу понять, блядь. Я вам 1000 раз уже говорю, уже год, блядь, 2 года я как здесь, блядь, долблю, блядь. Узбеки, таджики, кыргызы, пиздуйте домой, блядь. Освободите мою Россию, мою любимую Россию. Освободите, заебали вы уже нахуй. Мне негде работать, блядь. Вы мои деньги забираете.
Вот так, что ли, мне истерить надо теперь, да? Истеричкой быть, блядь. Пиздуйте домой. Заебали дома, нахуй, вас ждут. Уёбки, вас же сейчас заберут в армию, блядь. Долбоёбы, на мясо. Вы заебали, реально, да? Каждый день им говоришь про это, эти, блядь, мудаки, да, с тех пор на стройке сидят. Да, еще это видео посмотришь, это пиздец, это опущенность, блядь. Это пиздец, какие-то 4 человека, вагнеровцы, нахуй, подняли, блядь, стадо, блядь, нахуй, узбеков, стадо, блядь. Я не знаю, блядь, я бы, наверное, там был бы, наверное, сказал бы, узбеляр, Буларна, давай ебанем. Я бы сказал бы, давай ебанем их нахуй. Там же на стройке и в бетон закатаем нахуй, никто не найдет. В чем проблема ваша? Езжайте домой нахуй, если не можете так делать. Ёбаный в рот, я не могу понять. Вы же только лопату можете держать. Нахуя вам держать оружие в данный момент? У вас нормальная страна, никто ни с кем не воюет нахуй. Идите домой, блядь. Вот так вот, всем дохуя. Так, давайте дослушаем сейчас. У меня дела, короче. Быть на хорошем счету у начальства. Это бывшие депутаты региональные, в том числе, или бывшие чиновники, которые подписали контракты для того, чтобы показать, что они большие патриоты, возможно, скрыть следы какой-то своей не совсем законной деятельности на государственной службе. И они действительно, некоторые из них достаточно успешно для себя побывали на войне. Возможно, они не участвовали, наверняка даже они не участвовали в таких штурмовых отрядах, где нужно было рисковать своей жизнью непосредственно. Но и дальше они вернулись после какого-то краткосрочного контракта и теперь участвуют в программе, которая сделает из них еще более успешных чиновников и депутатов, чем они были раньше. И, по-моему, вот это здесь ключевой момент, потому что многие аналитики говорят о том, что есть очевидный конфликт между обычной элитой, обычными чиновниками, особенно в регионах, и теми, кого из пиар-соображений государство пытается им навязывать в качестве конкурентов или преемников. А в чем заключается этот конфликт? Этот конфликт заключается в том, что у всех чиновников есть свои собственные деловые, родственные, семейные связи, есть дети. Чиновники, наверное, эту войну тоже не заказывали в массе своей. Они считали, что они дальше будут находиться на своих местах, и рекрутинг чиновников будет происходить по их правилам. Это они будут отбирать для себя следующих чиновников, которые служили бы российской диктатуре. Если здесь появляется некая госпрограмма, когда, по идее, совсем другие люди должны приходить и конкурировать с местами с чиновниками, которые давно там сидят в этих регионах и на этих местах, то очевидно, что это ни у кого восторга не вызывает. И мне кажется, что это на самом деле ключевой фактор, который препятствует широкому распространению этой пиар-практики на самом деле. И этот же ключевой фактор ведет к тому, что среди новой элиты большое количество, пропорционально, да, статистически большое количество представителей условно старой элиты, 20% из этих 80 людей, это люди, которые уже были чиновниками и депутатами до войны. Вот еще хочу вас уточнить. От тех, по вашим словам, исчезающих крайне мало тех самых выходцев из народа. А почему? Они неудобны как-то или... Я думаю, здесь масса факторов. Просто народ вообще не очень хорошо подходит для пиара, потому что мобилизованные могут, в общем, поделиться. Мы знаем, что самая известная публичная вещь, связанная с мобилизованными в течение последнего года, это движение жен мобилизованных. Это семьи людей, которые, в общем, совершенно не в восторге от того, что они сначала попали на войну, а потом оказались там запертыми, навечно, до тех пор, пока они не будут убиты или не получат тяжелое ранение. И изначально это движение было очень лояльным и просто требовало ротации. Потом оно начало выдвигать в том числе политические требования и к Министерству обороны, и, наверное, и к Путину. И мобилизованных, если их собрать вместе и организовать пресс-конференцию, мне кажется, что, в общем, они ничего хорошего про эту войну не расскажут. То есть тяжело найти выходца из народа, который случайно попал в российскую армию и который пригоден для того, чтобы работать таким пиар-активом
для Кремля. На это накладываются вот те факторы, которые мы уже перечисляли, что, в общем-то, это в значительной степени это программа для своих, программа для тех, кто уже и раньше был представителем российского чиновничества. Кирилл, ну последнее, пожалуй. Как вы при этом людям, россиянам будут объяснять, что новая элита – это Жога, которого обвиняют там, в пытках, казнях, что это там Мусагалеев, Дудко, которых обвиняют в массовых убийствах? Или они об этом не знают, и это просто с чистого листа рисуют эти портреты? Ну, во-первых, ведь в России запрещено это обсуждать. Да, то есть если ты сомневаешься в том, что чиновники честные люди, не убийцы, то, в принципе, тебе за это можно и статью дать. Поэтому лучше всего не сомневаться. Да. И, кстати, это, я думаю, что для Путина, если он всерьез к этим пиар-активности относится, для него это ведь понятная идея, что нужно взять людей, которые связаны с тобой кровью, которые поучаствовали в одних преступлениях с тобой. И, в общем, эти люди, им некуда деваться, они знают, что они будут осуждены, если режим сменится. И, в общем, они должны работать внутри этого режима до тех пор, пока, ну, защищая себя, интересы свои экономические, там, свои семьи и так далее. В этом смысле это понятная идея, что военные преступники должны как бы держаться вместе. Вот, так что, да, что касается объяснения людям, ну, еще аргумент очень полезный, и не знаю, насколько он убедительный, заключается в том, что война – это настолько важное и священное дело для российской диктатуры, что ее участники, они все свои прежние грехи, в кавычках, смыли кровью. Правда, не очень понятно, как можно чужой кровью смыть свои грехи. Обычно это как-то по-другому происходит, да и вообще не ясно, как эта логика работает. Кирилл, спасибо вам большое. Кирилл Мартынов, главный редактор издания Спасибо. «Новая газета Европа». Спасибо. Ну и в России художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис покинул свой пост после доноса актера. И это далеко не единичный случай. О цензуре и интригах на российской сцене расскажет Антон Венедиктов. И нет на карте ни одной границы, поскольку всюду Пруссия моя. Арию маршала Бранденбургского на сцене Новосибирского музыкального театра исполняет Антон Лидман. Местные СМИ пишут: после начала войны России против Украины он занял, цитата, «активную патриотическую позицию» и отправлял на фронт детали для дронов. Актер пожаловался на художественного руководителя собственного театра следователям. Просил проверить, не дискредитирует ли Леонид Кипнис российскую армию. И написал в заявлении, что на сцене популяризировали, цитата, «творчество лиц, открыто выступающих против России». Театр – это дело коллективное. И личность моя в составе коллектива театра все-таки, ну, хоть и значительная, но не такая, чтобы можно было оказывать влияние на все, что делает театр. Труппа есть театра, которая в основном и добывает золотые маски. Труппа театра создает прекрасные спектакли. Труппа театра работает для Новосибирска и вообще не только Новосибирска, но и жителей России. Кипнис возглавлял эту труппу почти 30 лет. После доноса региональные издания начали выискивать компромат на его страницах в соцсетях. Мол, племянница живет в Германии и поддерживает ВСУ, а среди его подписок независимые СМИ «Дождь» и «Медуза». Вот как актер жаловался на худрука в интервью газете «Завтра». Про Одессу он однажды бросил типичное: да нет там никаких нацистов. У него там друзья, знаете ли, местные деятели культуры. Раз они сказали, что нацизма в Одессе нет, что это путинские выдумки, значит, так оно и есть, на его взгляд. Лидман утверждал, что его отстранили от гастролей из-за разногласий с худруком. И в итоге его начальник свой пост покинул. Издание ВНРУ пишет: Кипнис был уволен по решению Минкульта. Сам он свой уход не комментирует. Очень часто реальная политика, вернее, политические мотивы оказываются исключительно поводом для того, чтобы решать свои проблемы. И как раз в театре это очень ярко и остро проявляется, просто в силу того, что там мало людей, там высока конкуренция, там не очень много денег, и все те деньги, которые тебе дают, они как бы распределяются тоже в режиме ручного управления.
На прошлой неделе ежегодные гастроли в Москве отменил известный Коляда-театр из Екатеринбурга из-за того, что на сцену запретили выходить одному из актеров, Олегу Ягодину. 2 года назад его оштрафовали за антивоенное высказывание. Заменять актера режиссер не стал. После звонка из центра на Страстном я начал звонить всяким важным начальникам, и ответ у начальников был один. А я тут при чем? Как сказал еще один большой начальник, ну вот играет ваш Ягодин у себя там в маленьком провинциальном театрике, никого не интересует, пусть играет. А в Москве на одной из центральных площадок ему нельзя. Худрук театра Николай Коляда при этом пишет, что после начала войны, цитата, «только успевал всем рты закрывать и готов облиться бензином, лишь бы вернуть своего артиста на сцену». Вот как сегодняшнюю атмосферу в российских театрах оценивает культуролог Ян Левченко. Между этой Сциллой и Харибдой, как бы между эзоповым языком и несуществующей, а сидящей в головах как бы цензурой, вот и пролезают как бы какие-то явления, которые условно можно назвать словами Мандельштама «ворованный воздух». Да, вот они пролезают вот между в этих минных полях. И я не думаю, что в этом есть какая-то форма героизма. Ничего героического в этом нет. Это обычная история. Это и есть способ бытования живого искусства в современной России. Прощаясь с труппой, худрук Новосибирского музыкального театра выгнал из зала актера, который на него донес, утверждает ВНРУ. А причиной конфликта Леонид Кипнис называл то, что Антон Лидман теперь сам хочет занять должность руководителя. Новые деньги, новые связи, вот оно счастье. Сгоняйтесь. Антон Бенедиктов. Настоящее время. Ну, теперь к событиям в Грузии. Украина ввела санкции против первых лиц в Грузии, включая основателя правящей партии «Грузинская мечта» Абедзина Иванишвили и премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Пакет санкций предполагает ряд мер, в том числе ограничения на финансовые операции. Также новые санкции против грузинских властей анонсировали и Соединенные Штаты Америки. А Нидерланды выступили за приостановку безвизового режима с Грузией. Сегодня ровно неделя, как в Грузии продолжаются масштабные протесты против приостановки процесса евроинтеграции. 6 ночей подряд в Тбилиси продолжались столкновения протестующих с полицией. Только минувшая ночь выдалась относительно спокойной. Полиция впервые с момента начала протестов не стала разгонять многотысячный митинг. Сегодня вечером люди снова вышли на улицы. На площади перед парламентом работает наш корреспондент Звиат Камачидлишвили. Звиат, привет, рассказывай, какая там сейчас ситуация. В последнюю ночь разгона того, который мы видели, разгона в предыдущей ночи не было. Какие ожидания от ночи сегодняшней? Добрый вечер. Ситуация пока у парламента спокойная, люди собираются, но вот, кстати, спецназа нет, и также пока не видно водометов, но это пока бывали такие ночи, когда спецназ и водомет появлялись буквально уже после 12 часов. Что касается событий минувшей ночи, то власти объясняют отсутствие разгона тем, что после того, как из офисов некоторых оппозиционных партий, также из квартир активистов, как заявляют власти, были изъяты пиротехника и, по их выражению, иные боевые материалы. Митинг прошел весьма мирно и, соответственно, не было необходимости в разгоне. Хотя я отмечу, что пиротехника вчера все равно использовалась, по крайней мере, не в таком количестве, как в предыдущие ночи, но, тем не менее, звуки разрывов и всполохи на территории парламента периодически возникали. Ну, а сами демонстранты, по крайней мере, если судить по сообщениям из групп в социальных сетях, которые посвящены протесту, склоняются к версии, что спецназ просто устал, и власти таким образом дали ему какое-то время для отдыха. Не исключено, что отсутствие разгона в минувшей ночи также было связано с некоторой неурядицей в рядах МВД. Дело в том, что вчера вечером стало известно об отставке главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Ираклия Шешмилашвили. Это именно то управление, которое планирует и отвечает за разгоны. При этом Шешмилашвили подал отставку весьма демонстративно. Он выложил фотографию своего рапорта на своей странице в Фейсбуке и сопроводил эту фотографию флагами Евросоюза и Грузии. Также вчера оппозиционные СМИ опубликовали список из более чем 100, с данными о более чем 100 сотрудниках спецназа, которые участвуют в разгоне митингов. И сегодня подлинный список, кстати, подтвердил, по сути, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что подобное обнародование списка является психологическим насилием над полицейскими. Ирина?
Звят, ну давай еще о санкциях поговорим. Расскажи, как в Грузии, собственно, реагируют на решение Украины и США ввести ограничения. Отмечу, что украинские санкции введены против 19 грузинских чиновников, кроме, соответственно, Иванишвили и Кубахидзе. Туда еще, например, попал и мэр Тбилиси, в прошлом игрок киевского «Динамо» Каха Каладзе. Также туда попали главы МВД, СКБ, ряд других министров и функционеров партии. Санкции введены на 10 лет и предусматривают в том числе ограничения на финансовые операции, запрет на въезд в Украину и запрет на право собственности на территории Украины. И, кстати, как выяснили грузинские журналисты, Каладзе, например, до сих пор владеет недвижимостью в Украине, в частности, как минимум 2 квартирами в Киеве общей стоимостью 850 тысяч долларов. Эта информация стала известна из его декларации, которая была заполнена 31 января этого года. Ну и вот предлагаю послушать, как, собственно, сам Зеленский объяснил необходимость введения санкций против грузинских чиновников. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз в Грузії протести. І треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Украину. Разом треба захищатись проти Москвы. Комментируя решение украинских властей, премьер-министр Грузии выразил сожаление, заявил, что Грузия остается в одностороннем режиме дружбы с Украиной, и предлагаю послушать отрывок из его заявления. Введение санкций – это, само собой, такое событие, которое говорит о тяжелом положении властей Украины. Вы помните, в свое время, 1 марта 2022 года, власти Украины отозвали своего посла из Грузии по 2 причинам. Точнее, из-за 2 поводов. Первое было то, что мы не ввели санкции против России и не обвалили свою экономику. И, кстати, Молдова тоже не вводила санкции, но никто оттуда посла не отзывал. И второе – это то, что мы не отправили в Украину военных добровольцев. Отсюда стал ясен тот умысел, который действительно за всем этим скрывался. В планах было открытие не одного... Тут хочу засунуть свою мысль. Короче, я здесь врубил сейчас ТикТок еще. ТикТоктағыларға ассаламу алейкум всем. Казахстан алға. Просто здесь YouTube у меня. Что я хотел сказать? Вот вы сейчас слушали же, как в Грузии чувак какой-то там оттуда, да, депутат или кто там, отошел от этого. Почему? Потому что он за халык, за народ свой. И он сказал, типа, будет за интеграцию с Европой и так далее. Поэтому я считаю, каждому из Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана и всех других регионов то же самое, как говорится, будет высказываться. То же самое мы это, как говорится, и даже сейчас я это говорю им, сейчас вам лучше проснуться и встать за нашу сторону, потому что ваш метод, который вы сейчас за Хабирова топите, там, за Кадырова и так далее, вы же сами себя угробите. Потому что мы всех, я вот всем вот одним словом говорю, всех будем ложить. Башкортостан, Татарстанда, будем ложить их. Нам они нахуй не нужны. Эти манкурты нахуя нам не нужны вообще. Шунарга, без оларны, бары нахуй утрабис. Вот я вам конкретно это говорю, блядь. Мен кире турган болсам, мен оларны жаллап утырмын, блядь. Бүтінісін сігіп ташлайын, блядь. Почему? Потому что қазір олар нахуй иміп ятамы Хабировны кутаған, а Хабиров Путинны кутаған иміп ятамы, онды имген халық бізге керек ме? Біз имеушілерден түгіл, біз сигушілерден. Шунарга, исходя от этого, да, каждая хабировская падаль нахуй должна понимать, лучше сейчас вам отойти. Как вот мужик из Грузии такую тему сделал. Молодец. Я уважаю вот таких людей, которые сейчас очнутся. Потому что лучше, как говорится, сейчас, чем потом поздно, блядь, будет. И, кстати, Кабахидзе и на этот раз разглядел след неких внешних сил. В частности, он заявил, что на самом деле именно под их давлением было принято решение о введении санкций с целью рассорить Украину и Грузию. Впрочем, президент Грузии Саломе Зурабишвили с ним в этом не согласна. И вот как она отреагировала на заявление Зеленского о санкциях. Я бы не могла сказать лучше. Спасибо, Владимир. Россия пытается вернуть себе контроль над Черным морем.
что ж, Звят, спасибо тебе большое. Звят Мичедлишвили работает в Тбилиси. Но Румыния обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента страны. Накануне второго тура, он пройдет уже в это воскресенье, Совет нацбезопасности Румынии рассекретил ряд документов. В них описана масштабная российская кампания с кибератаками и манипуляциями с алгоритмами ТикТока. Она, по данным румынских властей, была направлена на помощь ультраправому кандидату Калину Джорджеску. Игорь Шевчук продолжит эту тему. Рассекреченные документы румынских спецслужб проливают свет на то, как изначально непопулярный кандидат Калин Джорджеску неожиданно для всех выиграл первый тур выборов президента. Кражи данных, изменение контента и блокировка доступа к румынским избирательным сайтам. Для этого российские киберпреступники организовали более 85 тысяч кибератак, в том числе непосредственно в день первого тура выборов президента. Румыния является мишенью для агрессивных гибридных действий России, включая кибератаки, утечку информации и саботаж. Способ и масштаб киберкампании позволяет сделать вывод о том, что совершивший атаку располагает значительными ресурсами. Кроме этого, как выяснили спецслужбы, Россия организовала масштабную сеть аккаунтов TikTok в поддержку Джорджеску. Они распространяли ролики без маркировки политической рекламы. Это нарушает не только румынское избирательное право, но и правила самой соцсети TikTok. Согласно рассекреченному документу, основной используемой социальной сетью была китайская TikTok. Сеть аккаунтов, непосредственно связанных с компанией Калина Джорджеску, изначально состояла из 25 тысяч аккаунтов. Эти 25 тысяч аккаунтов стали очень активными за 2 недели до даты выборов. Обход блокировки политической рекламы координировался в том числе и через чаты в Discord и Telegram. Представители TikTok заявили, что удалили нарушающие правила аккаунты, однако сделали это уже после первого тура выборов. Было удалено 66 тысяч фейковых аккаунтов и 10 миллионов фейковых подписчиков. Ранее был удален аккаунт с 299 тысячами подписчиков, связанный с крайне правой партией «Альянс за объединение румын». Представители TikTok также признались, что соцсеть получила за рекламную кампанию более 380 тысяч долларов, хотя сам Джорджеску ранее говорил, что на свою предвыборную агитацию не потратил ничего. Эффективность агитации в ТикТоке объясняют социологи. 31% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за Джорджеску. При этом за Джорджеску проголосовали всего лишь 8% избирателей старше 65 лет. TikTok заявили, сеть аккаунтов, которые занимались предвыборными манипуляциями, связаны с российским государственным информагентством «Спутник». Обеспокоенность возможным российским вмешательством уже выразил Вашингтон. Мы обеспокоены докладом Верховного Совета национальной обороны Румынии о российском участии во вредоносной кибердеятельности, направленной на то, чтобы повлиять на избирательный процесс в Румынии. Соединенные Штаты ценят вклад Румынии как сильного союзника по НАТО и партнера в Европейском Союзе. В Кремле пока никак не отреагировали на сведения румынских спецслужб о российском вмешательстве. На прошлой неделе там все обвинения отрицали, а победу Джорджеску в первом туре комментировали так. Наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной. Пока хорошо нам понятно действующее руководство Румынии. Она не является дружественной нам страной. А дальше мы будем, конечно же, следить. Сам Калин Джорджеску пока никак не прокомментировал доклады румынских спецслужб, однако накануне в интервью агентству Рейтер выразил свою позицию по целому ряду вопросов. В частности, заявил, что не будет следовать обязательствам по расходам на оборону внутри НАТО, прекратит военную помощь Украине и перекроет транзит украинского зерна через территорию Румынии. Второй тур президентских выборов в Румынии пройдет 8 декабря. Согласно соцопросам, Джорджеску лидирует, набирая около 60% голосов. У его соперницы, проевропейского кандидата Елены Ласкони, более 40%.
И в Сирии группировки исламистов вошли в город Хама. Об этом сообщает сирийское телевидение. По данным сотрудников СМИ, вооруженные отряды, которые выступают против режима президента Сирии Башара Асада, захватили центральную тюрьму города и освободили заключенных. При этом в Министерстве обороны России сообщают, что продолжают наносить удары с воздуха по сирийским провинциям Идлиб, Алеппо и Хама. Достаточно ли этого для того, чтобы помочь правительственным войскам сдержать наступление их противников? И что вообще сейчас происходит с российским контингентом в Сирии, расскажет Вениамин Трубачев. На этих кадрах российские военные самолеты и вертолеты в Сирии. Видео опубликовало Министерство обороны 9 ноября. В сообщении указано, что экипажи совместно с сирийскими ВВС провели учения. Цель этих маневров – отработка ударов по провинции Алеппо. Теперь российская авиация бомбит Алеппо и другие провинции в Сирии по-настоящему. В Минобороны России заявляют, что наносят удары по военным объектам антиправительственных сил. Но специалисты по региону говорят, что это совсем не так. Они систематически нацеливаются на гражданские объекты, больницы, школы, населенные пункты, рынки. И это то, что они сейчас делают в Идлибе и Алеппо. И цель не в том, чтобы оттеснить повстанческие группы. Они знают, что так это не работает. А в том, чтобы создать давление на местах и на международном уровне. Группировка российских войск в Сирии действует с 2015 года. Тогда они помогли Башару Асаду удержаться у власти. Сейчас у России на территории страны есть две базы. Авиационная, Хмеймим, она находится недалеко от города Латакия, и военно-морская в Тартусе. После начала наступления противников режима Асада аналитики, изучив новые спутниковые снимки, увидели, что российские корабли покинули базу. В Минобороны России эту информацию не комментировали, но 3 декабря ведомство опубликовало это видео с заявлением, что проводятся учения в Средиземном море с запуском ракет. Вернутся ли корабли обратно в Тартус, неизвестно. Также большой вопрос, как Россия в данной ситуации может помочь Асаду. Если говорить о помощи от России, то он, скорее всего, получит от нее больше, чем от иранцев. Я думаю, что Россия будет стараться изо всех сил. И вопрос будет в том, насколько они хотят это сделать, учитывая, что их сейчас очень волнует Украина. Возглавлял российскую группировку войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кисель. На этих кадрах он на базе Хмеймим принимает парад 9 мая. Российские СМИ, близкие к Минобороны России, написали, что после стремительного наступления антиасадовских сил его сняли с должности. Ранее британская разведка сообщала, что именно генерал Кисель командовал первой танковой армией в начале полномасштабной войны России против Украины и провалил наступление на Харьков. После этого его как раз и отправили в Сирию. Похоже, что Россия перебросила самые современные боевые самолеты в Украину, и она не вмешивалась в ситуацию 3-4 дня. Они начали вмешиваться только через 4 дня после того, как вооруженные группы смогли взять под контроль второй по величине город в Сирии. Официальной информации, сколько российских военных находится в Сирии, нет. По подсчетам BBC, численность военного контингента приблизительно 7,5 тысяч человек. Они работают в основном на военных базах и обеспечивают их охрану. Ресурсов для наземной операции сейчас у России нет. Информационное агентство публикует видео с подбитой, брошенной или захваченной военной техникой, в том числе и российского производства. Там есть и танки, и реактивные системы залпового огня. Антиасадовские группировки продолжают наступление. Сейчас они находятся уже на расстоянии 35 километров от базы Хмеймим, откуда российские самолеты и вылетают на боевые задания. Вениамин Трубачев. Настоящее время. И к новостям криптовалют, точнее одной биткоина. Он бьет рекорды. Один биткоин теперь стоит больше $100 тысяч. Стоимость самой известной криптовалюты выросла почти на 50% буквально за месяц. Как так вышло? Кто на этом заработал? И стоит ли эту крипту покупать сейчас? Смотрите далее в нашем сюжете. Представьте, что утром 1 января 2023 года вы решили вложить $100 в биткоин. Сегодня, почти 2 года спустя, на счету было больше 600. Стоимость криптовалюты достигла своего исторического максимума.
Сейчас на бирже один биткоин стоит больше 104 тысяч долларов. Я думаю, что нет другого способа описать это, кроме как нечто абсолютно историческое. Конечно, многие люди, кто занимается криптовалютой, ожидали, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов. Но то, что это произошло на самом деле, просто потрясающе для всех, кто в этом участвует. Биткоин – это, пожалуй, главная криптовалюта в мире. Она децентрализована, то есть работает без банков, посредников и директоров. Но сравнивать ее с валютами типа доллара, евро, рубля или гривны не совсем корректно. Биткоин это альтернативный денежный актив, и я об этом думаю так. В мире существует около 180 валют, некоторые из них более распространены, чем другие, некоторые более волатильны, чем другие. Что касается свойств биткоина, то он имеет фиксированное ограниченное предложение. А вторая уникальная особенность биткоина заключается в том, что он разработан как цензуроустойчивый. Если вы посмотрите на это с точки зрения жителя страны, где инфляция высокая, а валюта волатильная, или где часто правительство изымало средства у граждан, очевидно, что такие свойства биткоина имеют определенную привлекательность. Рост валюты происходит на фоне избрания Дональда Трампа президентом США. Он пообещал сделать Штаты криптовалютной столицей планеты. В эту среду стало известно, что он намерен назначить криптолоббиста Пола Аткинса на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам США. И это как раз то, о чем было объявлено вчера, и что так благоприятно сказалось на ценах на криптовалюты, так как назначение регуляторов делают криптоинвесторов такими, скажем, быками, потому что появляется администрация, которая настроена к криптовалюте скорее позитивно, чем негативно. Эксперты ожидают, что биткоин может вырасти еще сильнее. Аналитики называют огромные цифры, вплоть до нескольких миллионов долларов в ближайшие 10 лет. Акции компаний, которые активно вкладываются в биткоин, значительно выросли. Например, компания MicroStrategy начала закупать криптовалюту в 2020 году. С тех пор ее акции выросли на 2500%. Но, конечно, нужно вспомнить и тех, кто заработал кучу денег на курсе биткоина, но не может этими деньгами воспользоваться. Один из самых ярких примеров – Стефан Томас. Он еще в 2011 году получил больше 7 тысяч биткоинов за образовательный видеоролик. На тот момент это было всего несколько долларов. Он сохранил ключ к кошельку на флешке, на которую установил пароль, но потом он забыл его. Флешка, которая хранит ключ доступа, позволяет попробовать ввод пароля лишь 10 раз. После этого она стирается. Стефан Томас попробовал, кажется, все. Привлекал специалистов по восстановлению данных, искал старые записи и даже использовал гипноз, чтобы вспомнить пароль. Но тщетно. Сейчас стоимость его кошелька оценивается в 700 миллионов долларов. 8 попыток Томас уже израсходовал, и теперь решил больше не угадывать пароль, а просто жить с мыслью, что он владеет богатством, которым никогда не сможет воспользоваться. Ну, вот такие бывают случаи тоже. Ставьте лайки, это наше богатство, которое вы нам дарите. Конечно, если для вас это безопасно. Читайте наш сайт currenttime.tv, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Это была программа «Вечер» на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Ирина Армалийская. До свидания. Здесь такие же люди, как ваши матери, братья, отцы, жены. Требуйте адвокатов, ничего не подписывайте без нас. Я тут уже почти 3 часа. Да. Меня зовут Мария. Моя фамилия Эйгисмон. Это что такое? Почему этого не пускаете? Вот.
7 утра дети уходят спать, и уже днем приходят взрослые. То есть И протестующие делятся поколенчески и делят день на смены. Потрясающе так сказать. совершенно. Это вот очень интересный феномен, который, на самом деле, там много феноменов, помимо фейерверков, которые мы сейчас наблюдаем, да, над которыми все уже пошутили, посмеялись, восхитились. Есть еще и вот такой интересный прикол. Но помните, была же революция школьников в России по-моему, после медведевских уточек дети висели на фонарях, а родители, я знаю одного миллиардера, сын которого висел на фонаре, в общем, как-то испортил политическую, мне кажется, карьеру Вальда. Да, папа снял с фонаря, пошел в полицейский участок, но компроматные всякие статьи были на эту тему. Ой, кажется, мы в эфире. Итак, я хочу представить, это Катерина Кадрикадзе. А это Юлия Таратука. Это Анна Мангай. Это наша новая еженедельная программа, которая называется «Drama Queens». Начинаем. Итак, хочу начать с вопроса. Дорогие коллеги и друзья, знаете ли вы такую деревню Чорвила? Надо так произносить, Чорвила. Я даже произнести это не могу. Это деревня в Грузии, регион Имеретия, которая известна, знаменита тем, что в ней родился один, казалось бы, простой мальчик по имени Бедзина. Мальчик подрос, и сейчас деревня Чорвила живет лучше, чем любое место, вообще любой населенный пункт в Грузии, потому что Бедзина Иванишвили поднял свою деревню. Он вырос, он начал платить зарплаты, он начал выплачивать пособие в 500 лари всем своим одноклассникам. Он отстроил школы, больницу, все нужные и ненужные учреждения, например, ритуальный дворец. Он построил, где ритуальный дворец. Это место, где проходят поминки, а также свадьбы, все вот подобного рода мероприятия. То есть одна абсолютно счастливая деревня. И все пишут о том, что в деревне Чорвила социализм. Собственно, тем, что Бедзина Иванишвили вот так построил и так облагодетельствовал эту деревню, он приобрел себе имя в 2012 году, и благодаря этой деревне он был избран премьер-министром, и партия «Грузинская мечта» победила. Все хотели жить как там. А ясно, что в деревне теперь как-то все пошло не туда? Ну, после 2012 года, после победы, он прекратил выплачивать пособие всем своим знакомым. И деньги закончился, коммуналку перестал оплачивать, потому что оплачивал до того всем. Вы можете себе представить, там дома, как в Швейцарии. Люди приезжали туда на экскурсии из Тбилиси, чтобы восхититься вот этим вот невероятным действом. Да? Но с 2012 года все не так хорошо, и все равно эти люди голосуют за Иванишвили. Все-таки эта деревня гораздо более благополучная, чем иные. Но мне кажется, надо объяснить нашим зрителям, что мы выбираем только темы, которые считаем важными обсудить друг с другом в первую очередь. И вот нас заинтересовало, кто же стоит за теми акциями, которые происходят в Тбилиси. Почему, собственно, в Грузии начались протесты? С кого они начались? Да, и вот они начались, конечно, с Бедзины Иванишвили, с олигарха, который был премьером, который так или иначе официально управлял Грузией, но потом ушел, кажется, как бы из политики, но до сих пор, вот сейчас 2024 год, то есть 12 лет, он на самом деле остается хозяином страны. И вот этот олигархический режим, как его формулируют очень многие протестующие, привел к отказу от евроинтеграции. Именно Иванишвили, главный человек. Это вообще на самом деле очень интересно, потому что, как мы тут в редакции обсуждаем, грузинская власть выстрелила себе в ногу. То есть она совершила несколько действий, которые мы совершенно не понимаем, зачем она произнесла вслух. Но вот всякий раз, когда я смотрю на людей, которые так активно протестуют против Иванишвили в дневную и вечернюю смену, я думаю, что, наверное, у него есть какая-то штука, которая роднит его с той самой российской властью, которая, кажется, немножко влияет на грузинскую политику. Так. Уже какая-то хрень началась, да? Так, итак, меймунда, короче, туганлар. Эзгене қолды қазір келем. Нәрсеке, просто этот пирог пішірем, короче, кое-какой. Занимаюсь бытовой движухой, короче. Так, «Маяк Кавказа». Вот этот, конечно, хотелось бы послушать вместе, о чем говорят. Ну, давайте этого послушаем, да, вместе Фейгина и Курбанову, короче, да, пока поставлю. Так.
вечер. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Я приветствую всех, кто нас включил и смотрит в эфире Фейгин Лайф. Я говорю вечер добрый всем, кто нас смотрит в прямом эфире в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами, как и всегда, в четверг в этот час, обсуждая самые насущные и важные новости и события. Мы встречаемся в компании с Марком Фейгиным. Марк, добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф и канала Курбанова Лайф. Друзья, ну и, конечно же, прежде чем мы начнем наш разговор, не забывайте обязательно ставить свой лайк, не забывайте подписываться на оба YouTube-канала, ну и все ваши комментарии, они приветствуются, для нас это очень важно, ваша реакция и ваша рефлексия на все то, что мы сегодня будем обсуждать. Марк, я предлагаю начать, что называется, с закуски супер легенького, что не менее, значит, удивляет. Вы знаете, что сегодня ночью, кажется, по американскому времени должны дропнуть интервью Такера Карлсона с министром иностранных дел, военным преступником Сергеем Лавровым. Значит, Такер говорит как? Я так хотел встретиться с Зеленским, да, хотел с ним поговорить, не разрешают, не получается, странно, почему же ему отказывают. Всем дают интервью, только ему отказывают. Поэтому искать правду, искать истину, разбираться в тонкости организации российской души, он отправился, значит, там, в Москву к подонку Лаврову, позицию которого, ну, абсолютно понятно и естественно. Но самое главное, Такер Карлсон собирается поднимать очень важный вопрос о том, как... Карлсон, блядь, снова прилетел в Москву, да? Вот пиздец, нахуй. Чуть ли России любит, нахуй, дома московские, крыши. Так он сказал, что мы стоим на грани большого конфликта, большой войны, эскалации ядерной, и нужно разобраться, насколько все серьезно. Как вам такой подход, учитывая, что Такер Карлсон достаточно близкий человек к команде Трампа? Вот это, наверное, самый главный такой аспект, который сегодня должен нам что-то сказать про это интервью. Во-первых, у меня есть инсайт из Вашингтона о том, что там уже меняется третья команда у Трампа по составу относительно из его окружения. Конечно, они там выясняют отношения беспрерывно. Вот. В этом нет ничего такого, это нормально, победившие, так сказать, борются за места. Что касается Такера Карлсона, он, безусловно, входит в какой-то из ближних кругов окружения Трампа, это однозначно. Он не меняет своего положения там. Ну, может быть, кто-то отодвигается, придвигается, это уже второй вопрос. Но, тем не менее, сам факт, что если он прямо сейчас поехал, то помимо того, вообще набор идиотский. Вот все, у кого он берет интервью, включая, кстати, Путина, ладно, бог с ним, вообще какие-то страны, то Дудин, то, значит, теперь Лавров. Ну, честно говоря, выглядит очень стремачно. Чего там может Лавров рассказать? Ну, хорошо, ладно, дает он интервью, там, окей. Я подозреваю, что он что-то привез от Трампа, скорее всего. Не случайно это совпало с тем, что Ермак, представляющий делегацию Украины, встречался с окружением Трампа в Вашингтоне. С кем встречались, что, пока ясности нет. А здесь параллельно Такер Карлсон поехал в Москву. Ну, у меня есть такое подозрение, что все-таки что-то он привез. Что, я не знаю. Раз он встречается с Лавровым, разговаривает, ну, Лавров — это короткий отрезок до самого Путина, наверное, что-то такое привез. Может быть, специально для этого его послали. Потому что я, честно говоря, не вижу смысла у Лаврова брать это же... Ну, хорошо, ладно, Путин, окей, ладно. Он там от себя. А Лавров что может сказать? Все то же самое, повторить то, что говорит Путин. Ну, а что он может сказать? Там что, какая-то самостоятельная позиция есть? Или там мнение какое-то интересное у Лаврова? Ну, какое? Как будто бы они все не выстроены под одного человека. Ну, хорошо, если он там просто ради просмотров, но, по-моему, учитывая, что разговоры шли о том, что он претендует чуть ли не пресс-службу возглавить новой администрации Трампа, ну, честно говоря, нахрена тебе Лавров сдался? Ну, окей. Я подозреваю, что все-таки это как-то, в общем, связано с идущими переговорами, где на дистанции, где через посредников идут какие-то переговоры, и Такер Карлсон вполне может быть таким связующим элементом. Не главным, вот, главный сам Трамп, но выполняющий какой-то функционал, наверняка. Если вы заметили, сейчас, как в последние дни, действительно нет ударов в глубь территории России, оружием, которое предоставлено западными партнерами, и разрешения, которые ими же также предоставлены для этих ударов. Видимо, это тоже связано с каким-то переговорным процессом, что можно, что нельзя. Опять же, я придерживаюсь все той же точки зрения, они не договорятся. Даже Москва тут в лице Пескова, по-моему, кого-то заявил о том, что предложения Трампа интересны, но все равно они должны укладываться
в задачи и цели так называемой специальной военной операции. Просто если этот ограничитель стоит, я тогда вообще не понимаю роли, функцию Трампа и его предложений. Но окей, ситуация может меняться в пользу Украины, может быть, Трампа самого. Ну, посмотрим. В любом случае, этот визит я не считаю связан только с интервью с Лавровым. Но это было бы слишком, как бы сказать, ну ты же уже скоро пресс-службу возглавишь американскую, если такое случится, если его кандидатура пройдет там, после 20 января, да? Нахрена тебе Лавров сдался? Ну, какой в этом смысл? Ну, ладно, ты просто журналист, но ты же чиновником собираешься стать. Логично я рассуждаю? Зачем тебе Лавров? А вот если его послали что-то отвезти, да, тогда Лавров это хороший предлог. Ну а что, я поехал Лаврову интервью брать? Вот логика такая, я это так вижу. Потому что, ну, действительно, видимо, интенсивные эти переговоры, они включают как и дистанционное общение, так и непосредственно. Я, может, передачу какого-то там устного послания. Вряд ли кто-то сподобится на письменное. Вот интересно, да, Карлсон 21 века, который таскает весточку из Америки в Русню. Интересно, да, блядь, Карлсон, блядь, нынче уже другой, блядь. Малыша он не утешает, а утешает путинососа какими-то нахуй весточками. Материальный документ. А вот передать из уст в уста, что называется, ну, это да, это возможно. Это возможно. Ну, интересно, да, что выбран в таком случае именно такой посредник, такие Карлсон, просто ты думаешь о том, что так много там представителей команды Трампа, которые могли бы это сделать лучше, но окей, но вы вспомнили про Орешник в том числе, точнее про удары, отсутствующие удары вглубь российской территории. Это очень важный и интересный момент. Вы правы, их нет. Летают в основном дроны и наносят свои удары. Но тем не менее, как стало известно, совсем недавно... Со стороны Украины нет ударов, вы еще заметили. Да, но оказалось, как пишет западная пресса, что «Орешник» — это плохо срежиссированная постановка, потому что состоялся разговор между Валерием Герасимовым, мы узнали, что он в том числе живой, его вообще нету нигде публично. Он созвонился с представителем высшего военного командования, он поговорил с Чарльзом Брауном, с главой Объединенного комитета начальников штабов, и оказывается, что помимо того, что они там обсуждали опасения по поводу очередной эскалации, там же Герасимов предупредил, что еще задолго до удара, что они будут испытывать этот орешник. То есть, по сути, все, что мы с вами слышали после, с выступлением Путина, что это связано с тем, что по нам нанесли удар, это все просто выдуманная история. Значит, давно не было этого разговора. Нам напоминает Нью-Йорк Таймс о том, что последний раз еще генерал Милли говорил с Герасимовым, и это было в 2022 году. То есть разрыв между телефонными звонками, он достаточно большой. Ну и там в том числе, снова-таки, это не связано с этими ударами. Там Герасимов отдельно предупредил о своих учениях, ну и, наверное, что-то снова-таки сказала американская сторона. Так вот, вот эти звонки, которые абсолютно внезапно появляются, у нас тут и Такер внезапный, и Чарльз Браун, который звонит. Вы тут, конечно, правы, что переговоры идут, и, скорее всего, на самых разных уровнях. Только единственное, что все в этой стране решает и принимает эти решения один человек. Ты хоть звони Герасимову, хоть встречайся с Лавровым. Это доседалище. Ты можешь и к Лукашенко поехать. Может быть, какую-то, не знаю, там, очаг сопротивления, альтернативные идеи пытаются посеять в окружении Путина? Нет. Я думаю, что касается разговора Брауна, Чарльз Браун, руководитель комитета начальников штабов, и Герасимова, это действительно связано с ракетами средней дальности, вообще всей этой ситуации. Возможно, это как бы договоренность, я не исключаю, Трампа и Байдена, что пусть вот Браун поговорит, пусть они на военном уровне пообщаются относительно вообще рисков, угроз, там, обмена информацией и всего остального. То есть, ну, это сверху пошло. Ну, как бы инициатива, возможно, даже американская, это тоже не исключаю, потому что заявлений наделали столько, российская сторона, американцы, все остальные очень осторожны. Столько наделали прям, таких угроз раздавали, а мы вот такое можем, а мы еще вот такое можем, а мы вот страшно, вот, даже не прикручивая боеголовку, удар будет такой, что страшный удар, и главное, что никто не собьет. Да? Ну и так далее. Поэтому военный обмен здесь уместен для того, чтобы предупредить какие-то там развития событий определенного эскалирующих. Но я еще раз хочу подчеркнуть, ударов, вот я сейчас из Киева вернулся, пока я был, все
стоял в окно, смотрел, когда прилетит, значит, орешник. Вот, орешника не было. Но и со стороны Украины сейчас будет ударов нет. Я думаю, что это связанные вещи. Переговоры вот такие, и о том, что о них публично объявили, и то, что отсутствует взаимный удар. Я не исключаю. Ну, грубо говоря, это может быть контекстуально связано с тем, что Трамп сказал, ну мы же все равно договариваемся, выходим на какие-то мирные переговоры, зачем же усугублять ситуацию вот этими взаимными ударами? Да, право теперь такое у Украины есть, ну и у вас такое право есть. Прекратите обстрелять Украину, Украина прекратит вас обстрелять. Кстати сказать, на любой вариант он был бы устраивающий Украину. Если бы по территории Украины прекратились любые удары дронами, баллистическими ракетами, там, орешниками, херешниками, ну, так погодите, такое Украина прекратила бы обстреливать глубь территории России. А что такого? Что, вот есть линия фронта, там что-то происходит, да, там ну, какая-то километровая, 2-километровая, 10-километровая зона, куда можно стрелять. А дальше не надо стрелять. Зачем вы стреляете по территории Украины? Зачем вы это делаете? Украина готова, потому что прекратить такие же удары. Ну, вот мое личное такое мнение, я не могу отвечать за военно-политическое руководство Киева, да, но я думаю, на такое бы пошли. Москва нехотя, может быть, сейчас соблюдает какую-то паузу. Если она взаимная, если это посредником американцев, то, возможно, она соблюдает какую-то паузу в этих обстрелах. Я не исключаю. Но какое продолжение у этого всего будет? Конечно, переговоры идут. И пока главным противником вообще договоренности является именно Москва. В отличие от Москвы, которая заявляет, что должны, вне зависимости от переговоров или боевых действий, выполнять цели СВО, Украина в лице президента Зеленского говорит, что ну вот мы тут готовы, там готовы. То есть, ну, как бы наоборот, Киев, в общем, готов к переговорам и видит в этом перспективу. Возможно, конечно, как мы уже не раз обсуждали, Киеву важно продемонстрировать, что не Киев торпедирует переговоры, не Киев препятствует их началу, да, и возможным договоренностям в принципе о прекращении огня. А это делает Москва. То есть это важно подчеркнуть, потому что угроза Трампа о том, что тот, кто будет блокировать переговоры, тот и пострадает. Да? Если это будет Москва, ну, знаете, пеняйте на себя, мы Украине дадим все необходимое оружие. Если это будет Киев, ну, прекратим поставки. Так это звучало. Опять же, не авторизировано, так сказать, тоже, понимаете, смотря что и как. Тут тоже большой вопрос. А что не будут давать тогда? А что, наоборот, будут давать? Ну и так далее. Поэтому сейчас такая мертвая зона. Временная такая воронка, в которой сейчас находится, с одной стороны, формально не обладающий полномочиями Трамп, он же еще не президент, он же еще не инаугурирован. Даже 17 числа только состоится заседание, где выборщики проголосуют по итогам выборов за кандидатуру. Ну, формально это, да, это такое какое-то большое мероприятие, но даже его еще не было. А уже действительно администрация, его окружение, сам Трамп уже действует. Ну, вот даже на примере, понятно, что это напрямую не относится, но вот на Ближнем Востоке, смотрите, как он поставил вопрос. Это уже обсуждается. Либо-либо. До моего 20-го все вот это регулируйте, вот это регулируйте, вот это регулируйте. Начало. И я подозреваю, что именно там как раз состоятся такие прекращения огня, выдача всех заложников, какой-то такой режим. Я думаю, что не исключено, что, скорее всего, в секторе Газа-то, например, что-то будет достигнуто. Тем более, что Филадельфийский коридор передан под контроль. А это как бы беспрецедентная история. Вот, с Украиной гораздо сложнее. Это не так линейно все. Но я не исключаю, что сейчас вот есть вот это, повторяю, момент, пока еще к власти не пришли, и вроде как ответственность за все эти решения пока Трамп не несет, потому что не у власти, потому что на Байдене, на его сыне, наверное, ответственность, я так думаю. Ну вот, и поэтому это выгодная позиция. Вроде как ответственность не несешь, а договоренности могут быть достигнуты. Так что это все надо точно рассматривать в контексте переговоров. И еще не президент, но к тебе уже все едут, и уже вокруг тебя все шуршат и пытаются... Там ты едешь. Вот я из Парижа вернулся, я сейчас вот еще в Париже. Так он прилетает туда, Трамп... 7 числа. Да, 7 числа на открытие вновь собора Парижской Богоматери. Вот, и, соответственно, ну понятно, почему это предлог. Пол Маккартни, говорит, будет там выступать. Меня не пригласили, кстати сказать, вас тоже, Алена. Вот. А что, мы поехали, почему нет? Вот. Но вопрос в чем? В том, что это же предлог поехать и встретиться с европейскими лидерами. Там до хрена народу будет. Очень много народу. Но они будут разговаривать. Я вот не знаю, Зеленский едет, нет?
Понятия. Пока не анонсировалось, я предполагаю, что вполне возможно, что и нет. Тем более, что у нашего с вами друга Макрона свои внутренние проблемы, поэтому это все будет его омрачать. Мы к Макрону вернемся, ну и, конечно, к тому, что нас с вами не пригласили, может быть, поэтому у Макрона эти проблемы. Но когда я сказала о том, что еще не президент, но к нему уже все едут, это касается, конечно, и Украины. Та уже вышеупомянута, это же не секрет, что большая украинская делегация находится в Америке и встречается и с Китом Келлогом, и с Джей Ди Вэнсом. Речь идет о том, что Wall Street Journal и Reuters прям вдвоем вышли с такими заголовками о том, что Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны. Я уже не знаю, повез ли Ермак Трампу часы, чтобы они отмеривали эти 24 часа, но тем не менее. В Вашингтоне встречались с различными представителями команды Трампа, но и цель наша одна, и она очень понятна. Получить реальные гарантии безопасности, предотвращающие повторную агрессию со стороны Российской Федерации. Мы с вами говорили, Марк, о том, что президент Зеленский он предложил уже формулу фактически НАТО в обмен на территории. Она получает категорическое нет везде, и сейчас пишут, что и в том числе в Америке. Но тем не менее, значит, пытаются продавливать какие-то свои инициативы, наверняка повезла украинская сторона. Правильно ли, что сейчас, вот сейчас еще когда декабрь, когда не январь, будем переходить заниматься этим вопросом, встречаться с в телегу и более такие новости, короче, мы почти бетердамин, да. Сейчас минут 10 еще. Просто этот у меня чтобы pishirgan aybirimni usti yonib ketmasin. Ozgina qoldi. Qizartib olam да, chiqaram. Итак, сейчас будильник поставлю на 10 минут. 22, 27. Окей. Итак, сегодня просто эфир открыл ТикТока. Может, где-то буду еще раз повторяться, потому что вначале было 2 Ютуба, сейчас 2 ТикТока. Так, меня слышно или нет, я так и не понял. Погромче надо этот сделать звук, мне кажется. Так, начнем вот то, что закинули планар с этих новостей потихоньку начнем, и потом перейдем в этот, как обычно, Башкортостан, Татарстан темалары будет. Само собой, внутренние проблемы, потому что если мы, еще раз повторюсь, если мы будем исходить от Украины, то нам в данный момент в Сирии, Палестине нехер делать. Поэтому, как говорится, мусульмане, братья, вы должны понимать, что вначале, как я до этого говорил, в ТикТок не говорил, повторюсь, нужно у себя решить проблему. У себя. Башта үзүңнү үйүңнү кора, потом читке корарсың, потому что мы не можем разорваться. Во-первых, у нас нету своего государства. И вы со стороны Русни сейчас что-то вы не можете. Особенно это привычка наших братьев-мусульман, которые болеют за Палестину, потом сейчас начнется у них болезнь за Сирию и так далее. Само собой, я не против этого, но вначале уничтожить Москву. Мы если уничтожим Москву, потом только мы можем что-то делать. А до этого нет. Вот шуай. Шундыхан. Давайте вот этот начнем, прослушаем сейчас как раз. И этот. Сейчас. Кушаляран Таушлана. Лига свободных наций. Здравствуйте, друзья. Я Болян Сирис, и мы начинаем нашу передачу «Час Че». Сегодня в гостях у нас очень интересный человек, и мы с ним уже встречались. Я сегодня немного сейчас напомню. Мы вспоминали стихи Пушкина шовинистические, в которых упоминается народ, который представляет сегодня нашу власть. Помните пушкинскую сказку о мертвой царевне и 7 богатырях? Перед утренней зарею братья шумною толпою выезжали погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, сарацина в поле спешить и башку с широких плеч у татарина отсечь.
или вытравить из леса пятигорского черкеса. Несмотря ни на что, империи не удалось уничтожить этот волелюбивый народ. Большей частью сейчас пребывает за границей, за пределами Российской Федерации. И у нас сегодня в гостях Кассе Кик. Мы встречаемся с ним второй раз. Для меня это легендарный просто человек, который в российском ресторане заказал песню «Батько наш Бандера». И ФСБшники были вынуждены, присутствующие там, вынуждены в течение 30 секунд или сколько там минут слушать эту песню. Здравствуй, Кассе. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Скажите, пожалуйста, вы не можете быть не в курсе, и нас интересует ваше мнение. Мы знаем о событиях в Грузии. Можете сказать два слова, как вы это оцениваете? Я не призываю делать прогнозов. Вот просто что по вашему мнению происходит, и можно ли рассчитывать на какое-то развитие событий, что именно? Вы знаете, с момента демократических серьезных преобразований в Саакашвили, в Грузии, в 2003-2004 году, когда Миша Саакашвили пришел к власти, и те разительные изменения, которые произошли в Грузии, и при том, что после войны 2008 года в одностороннем порядке для народов Кавказа отменила визовый режим при въезде в Грузию. Это знаковое было событие для нас. Более того, затем уже Грузия и парламент Грузии, и народ Грузии признал геноцид черкесского народа. Переоценить невозможно этот акт. Фактически черкесский вопрос с этим актом признания геноцида черкесского народа вышел на новый политический уровень, из платформы которого мы сейчас сегодня имеем возможность бороться за нашу Родину. К сожалению, те события, которые произошли... Я не хотел комментировать, если честно, но последнее заявление премьер-министра Грузии о том, что откладывается решение власти откладывается до 2008 года вступления Грузии в Евросоюз, это говорит о том, что реваншистские силы, которые подпитываются и управляются из Москвы, фактически одержали победу в Грузии. Пример для нас Грузия был неким ориентиром и неким таким маяком для всех наших народов. И мы всегда в наших спорах с имперцами всегда приводили Грузию как пример и говорили, вот пример успешной Кавказской республики, и мы будем такими же успешными и с успешными Кавказскими республиками. Мы всегда так говорили. Сейчас же те изменения, которые происходят, они очень негативно, я уверен, негативно скажутся, в том числе и на эмоциональном состоянии людей, которые проживают на Северном Кавказе и представляют северокавказские народы, поскольку они могут потерять надежду. Но и более того, я хочу сказать, что я не удивлюсь, если завтра Россия чуть-чуть укрепится еще, что она может сделать через Грузию с позволения этих властей, которые сейчас в Грузии правят, сделать военный марш-бросок в уже неподконтрольную Армению и вторгнуться на территорию Армении для того, чтобы привести снова Армению в подчинение. Курс Пашиняна, курс на западное развитие и на ориентир на западный мир очень сильно раздражает московских политиков. Ну, я думаю, что процесс еще не закончен, и история за последние 20-30 лет нам иногда дарит такие, несмотря ни на какие прогнозы, события, которые в корне меняют ситуацию. Я думаю, что еще не все понятно в Грузии. Я с вами соглашусь и надеюсь на здравомыслие и на победу здравых сил в Саакашвили, в Грузии. Я боюсь, что мы можем не успеть спросить, я хочу вас спросить, что мы говорили в прошлый раз с тобой о жизни черкесов 500 лет назад, о том, что
были не просто активные взаимодействия и общение с Европой, а это был кусочек европейского сообщества, если можно так сказать. Вот, это роды, это слова, вы вспоминали, это традиции. Короче, про Черкесию, да, говорят? Представитель участвовал в выборе папы, и вы, папы римского, и вы говорили, что идет работа над книгой ваших ученых-историков, активистов. Насколько продвинулась эта работа, потому что очень интересно. Волга, Башкортостан, Татарстан. Да, Bütün Россия. Колоссальную работу, просто колоссальную работу на протяжении 5-6 лет, даже больше. Целая группа ученых, историков работают над собранием. Вообще будет 30 томов, насколько я знаю. Из них первые тома вот должны вот буквально уже в первой декаде следующего года выйдет первый том, а может быть несколько томов по истории Черкесии из архивов западных стран и Ближнего Востока. Документы, которые никогда не были опубликованы и никогда не были в центре научного исследования. Это будет действительно очень интересно. Вот мы ждем, есть огромный интерес, я думаю, не только у нас, но и у многих других. Вы помните, когда нас зазывали в Российскую Федерацию, нам обещали очень много, там и своих президентов, и родные языки, и изучение, и культурная жизнь. В каком состоянии сейчас вот с этим дело у адыгов, у черкесов? Насколько это развивается? Или это только вот 2 притопа, 3 прихлопа? Или что-то есть? Театры, газеты, журналы? Всю атрибутику национального такого, национальной идентичности и национального, скажем, символики мы сохраняем. Но внутри то, что наполняется смыслом, ежедневным смыслом, когда ты живешь и общаешься, у тебя делопроизводство, деловые переговоры представителей одного и того же народа. Если не происходит на родном языке, то язык понемногу вымирает и отмирает, даже терминология не развивается сам язык. Фактически мы поставили в такие условия. В школах, как и в других национальных школах, везде же это так. Изучение родных языков сведено на уровень факультатива. Даже в тех селах, где 100% черкесское население, детей учат с 1 класса на русском языке. Создаются все условия для того, чтобы вытеснить черкесский язык. Получается, свое сейчас добавлю. Это болезнь распространения по всей нашей полушарии, как говорится, с Алтая, точнее, опять Алтай путаю, с Якутии. С Якутии до Ичкерии, получается, языковый барьер у нас только узкожопый. Вот только этот язык, как говорится, в котировке, а наши 0. Поэтому у каждого, получается, у Черкесии, у всех, грубо говоря, одна проблема. То, что в Башкортостане нет школ, в Чечне нет, в Черкесии нету, везде. Короче говоря, одна жопа. Поэтому, исходя от этого, как всегда я говорил, нам нужно обязательно слиться в едино. И каждый, получается, из своего региона должен идти на Москву. Другого варианта нету здесь. Только таким образом мы можем достичь этой цели, уничтожения Москвы. Без уничтожения Москвы нам ничего не светит. Не то, что школа, а просто говоря, наших, грубо говоря, подобие Алсыновых и сидящих в тюрьмах никогда не выпустят. И они там, грубо говоря, проведут свою жизнь. Молодую там, пожилую, разницы нету. Поэтому в первую очередь мы должны думать, люди, которые сидят в зинданах. В первую очередь, потому что напоминаю всегда мусульманам,
вот у молящих, у кого будет принимается дуа? Только кто в зиндане, кто болеет, и еще там пару там этих, да, короче говоря, кто в притеснении. Поэтому, исходя от этого, в первую очередь мы должны помочь им вытащить всех из зинданов. Такая же ситуация, 700 тысяч детей Украины неизвестно где, рассыпали по всей этой ебучей Русне, неизвестно где, и слышали, помните, в Татарстане, в Башкортостане что-то везут их, куда их девают, непонятно. Солить их будут, что ли? 700 тысяч, это же не шутки, понимаете? 700 тысяч, это значит 700 тысяч семей. Ну ладно, пусть по двое детей сразу комплект же не могут забрать. Ну, если даже так, 350 тысяч семей лишились своих детей. Не говоря о том, что у нас в Башкортостане, в Татарстане, также в Ичкерии, в Дагестане, ну, свои есть проблемы, так скажем, внутри. Также с детьми, такие же проблемы с детьми получается. То, что им помощи нету никакой и так далее, как подобие пенсионеры, да, так скажем. А вдобавок еще в эту нищету добавили еще эти 700 тысяч детей украинцев. Вообще как бы ни к селу, ни к городу, да, так скажем. Ну, само собой, в свое время Казахстан принимал всех детей, в тыл был и так далее. Узбекистан принимал, Кыргызстан, Таджикистан. Это не проблема. Принять-то мы примем, но это уничтожение так скажем, можно, наверное, это как-то будет некрасиво, уничтожение, так скажем, популяции этого народа. Грубо говоря, делает из них узкожопых. Мозги пытаются править им, блядь, не тем, чем нужно, не тем вареньем, так скажем, блядь, будут сейчас заливать мозги детям, которые вообще не при делах этой ебучей войне Путина, блин, понимаете? Вот тут, если мы будем затрагивать разные темы, которые люди обсуждают, опять цель та, одна моя. Никто не говорит, чтобы, блядь, мы взяли оружие и пошли на Москву. Вот никто, блядь, никто, вот сколько я уже говорю об этом, никто об этом не говорит. Ну, когда вы уже услышите это, чтобы мы взяли оружие и пошли на Москву? Я с вами иду. Можете за мной идти. Я пойду с вами. Хуй с ним, блядь, один, но чтобы за мной кто-то шел, понимаете? Вот в чем прикол, блин. А если мы будем херней маяться, вот таким образом вот этот черкес будет говорить, Балаяне этот Эльзя будет говорить, там Кашапов, Габасовы, еще кто-то где-то там, Ахмад Закаев и так далее. Ну, это говорить можно веками. Мы же, блядь, не говоруны какие-то, блядь, которые пришли пиздеть здесь на радио, да, так скажем. Действовать надо. Пока ноги, руки ходят, надо делать. Что, потом стариками пойдем, что ли? Старики пошли на войну, что ли? Или что, блядь? Вот момент как бы очень плачевный. К счастью, пока это им не удалось, но если эта политика еще в ближайшие 20-25 лет будет продолжаться, боюсь, уровень знания черкесского языка снизится катастрофически. Но я уверен, что скоро Россия развалится, мы снова обретем свою свободу и независимость, и обязательно возродим не только свою культуру и свой язык, но и свои государственные институты. Мына, айтып тұрам бит енді. Скоро развалится Россия. Юк, біз что, пришли ждать, что ли? Я не могу понять. Нәрсесін күтөбізсің біз, туғанлар. Я не могу понять, блин. Нәрсені күтөбіз? Чего ждем, я не могу понять. Скоро, говорит, развалится. Взрослый человек, старше меня, наверное, выглядит. Я не знаю, сколько ему лет, этому мужику с этим Балаяном разговаривать. Но это не дело.
Скоро, говорит, это то же самое, Габбасов говорит, скоро. Ну, давайте тогда будем скоро говорить, ну, скоро развалится, а Украина пусть пока дохнет, да, ведь так, что ли? Вот так вы говорите, понимаете? Украинцы, получается, пусть дохнут, мы посидим, подождем, а потом, блядь, нахуй, скоро она развалится. Кутагом развалится, кутагом. Что может развалиться, если вы дома? Если вы хрен знает чем занимаетесь, никак она не может развалиться. Вы о чем говорите, блин? Вот я поражаюсь над такими людьми. Это братья, так скажем, черкесы так говорят. Это ладно, это он. А другие тоже самое говорят. Вы что, идиоты, что ли? Вообще, что ли? Я не могу понять. Чего вы ждете? Давайте тогда каждый будет сидеть у себя дома на печи, как Иванушки, дурачки, блядь, и ждать, когда же развалится Россия. Вот таким вопросом, блядь. Жирный такой вопросительный знак воткните нахуй себе в задницу и сидите, ждите. Как этот, курица нахуй, нести яйца, да? Я вот, мен оңламаймын, туғанлар, мен вообще, мен крышам китает вообще. От этого всего, что, блядь, каждый день какое-то дерьмо слушаю, я не могу понять от этого, что уловить вообще. Где правда, блядь? Где вот это, блядь, лицемерие уже закончится, край лицемерия, где уже, блядь, закончится? Ну тогда, окей, было вот дело так. Мы были бы все вот эти, кто пиздит, где-нибудь, блядь, на границе или где-нибудь, блядь, с оружием. И мы говорили бы, скоро пизда России, блядь, пизда России. Ну, мы же дома об этом говорим. Как она может, блядь, накрыться пиздой, если украинцам уже некем воевать? У них нет людей. Не с кем с ними воевать, точнее, им не с кем идти против Москвы. У них нет людей, блядь. Оружия не было, блядь. Сейчас накидали оружие. Теперь людей нету. Геморрой. Все бегут. Потому что, блядь, никто не хочет дохнуть. И с той, с этой стороны. Но стой-то дохнут. Понятно, долбоебы там конкретно дохнут. А здесь-то понятно, люди понимают, что, блядь, заебала эта война. 3 года уже, блядь, идет. В феврале уже 3 года будет, блядь. Мы прижили, зажили. Уже 3 года живем и пиздим, получается. Ладно, я год пизжу об этом. А до этого до меня пиздели. 3 года они пиздят об этом. Но цели-то нету. У нас цель что? Как Руслан Габбасов говорит, ждать X. Час X? Какой нахрен час X? Я не могу понять. Какой час X, блин? Синерса. Аллах Та'аляммы. Сейчас X деп жазып қойырға. Ну, ты вообще, вот я не могу таких людей понимать. Братья мусульмане об этом говорят. Час X. Если даже, окей, час X, давайте будем ждать час X, допустим, да? Допустим, я пытаюсь здесь согласиться. Но Аллах согласен, я не согласен все равно. Допустим, и вам жирный пример сейчас. Час X. Сирийцы пошли. Сирийцы там уже, блядь, пошли. Хуй знает как. Кто их нахуй потревожил? Кто им, блядь, дал наводку? Сидели вот на жопе Рима тихо 10 лет. Жили в палатках, в нищете, в ебенях. Я, как всегда говорил, есть был один знакомый. Дочь там, говорит. У него дочь там. Понимаете? Ингуш он сам, ингуш. У ингуша дочь там. Замуж с мужем уехала, мужа убили, и она там пошла уже там, 33 раза уже ее взяли замуж. Там чуть ли не 10 детей, я как понял. Не жалко ли? Просто человек там в палатках живет, в нищете. Выйти не может она оттуда. Она не может выйти. Значит, получается, она лет 10 там живет, не выходя оттуда. В этих палатках в Сирии. И они пошли, получается, сейчас атаковали. Конечно, для них это победа. Альхамдулилля, что это они сделали такое. Но у нас-то нету такого. Мы же не в палатках живем. Мы же не ждем там, блядь, под Уфой или там в Казани. Не сидим, блядь, в палатках и ждем, когда же мы пойдем на Москву через 10 лет, блядь. Вообще это, блядь, не похожая хуйня. Вот поймите, не похоже, но только одно может быть похожим, если мы тронемся, как они. Они сделали это.
Они смогли сделать это, потому что они постоянно жили на боевых, как говорится, условиях, потому что они ждали этого момента. А мы что ждем? Мы что, час X ждем? Час X, которого хрен знает где этот час X. А у них был час X. У них был, они сделали уже. Хаму взяли, все взяли. Ну, это во всех 3 республиках одинаково положение? Во всех 3 республиках одинаково. Там, где черкесы с количеством отношений командира Балкария преобладают, там на бытовом уровне он очень развит до сих пор. Но в республике Адыгея и в Черкесской республике Карачаево-Черкесия ситуация чуть-чуть похуже. Потому что, например, в Черкесской республике Адыгея там каждое село фактически еще со времен окончания русско-кавказской войны окружено кольцами из военных поселений, которые потом превратились в хутора, станицы и села. И на одно черкесское село приходятся такие кордонные линии, кордонные круги, где проживают русскоязычное население. И, естественно, когда у тебя соседи, представители другого народа, а они, проживая на территории Западной Черкесии, Черкесской республики Адыгея, даже не думают изучать черкесский язык в своих селах, это исключено. Потому что о чем говорить, если в черкесских селах не изучают, в школах не изучают черкесский язык, то и давление русскоязычного социума на новое поколение гораздо выше. И угрозы исчезновения черкесского языка гораздо выше. Ну, такая ситуация во всех республиках. Мы все поверили в обещание про государственные языки. И вот сейчас в Мордовии сегодняшней там абсолютно такая ситуация. Мы призывали открыть гимназию, которая бы на протяжении там 7-10 лет готовила будущих преподавателей, но власть заявила, что там все очень хорошо. А скажите, насколько чувствительным триггером стала для вашего народа вот так называемая специальная военная операция, и как поменялось сознание черкесов, адыгов, и какая была реакция? Вы упомянули об этом, но можно подробнее. Все здравомыслящие люди, не только среди черкесов, вообще по всему миру, поддержать вот эту бессовестную войну, нападение России на Украину никто не может, в том числе и среди нашего народа. Я знаю многих людей, которые еще сомневались и имели некие надежды, взгляды на вменяемость российской власти, но с вторжением в Украину российских войск у них исчезли эти иллюзии, и они сейчас в частных беседах высказываются категорически против и понимают о том, что единственный правильный шаг для народа будет это в дальнейшем в перспективе объявления своей независимости и своей свободы. Мало кто знает, естественно, об этом в средствах массовой информации не говорят, но многие черкесы, которые были в силовых органах, работали или же несли контрактную службу в рядах российской армии, многие в начале войны отказались идти на эту войну и разорвали и контракты, и просто отказывались идти на эту войну. Сейчас, сегодня, к сожалению, на стороне оккупационных войск Российской Федерации на территории Украины находятся черкесы, которые там, к сожалению, воюют и погибают. Их не так много, но они есть. Это люди, которым просто-напросто взбаламутили головы вот этой пропагандистской ахинеи и засели в мозги, и буквально в смысле обманом, фактически обманом, их завлекли туда.
И самое интересное, самые сложные моменты, когда Россия на грани распада, она всегда обращается, и вы в своих передачах очень часто об этом говорили и замечали, обращается к национальному самосозданию народов и дает им возможность самовыражаться в некой форме, но при этом в направлении, чтобы они поддержали центральную власть московскую и поддержали войну. Это было и во время Отечественной войны, Второй мировой войны, и во время Первой мировой войны, и затем, и вот сейчас мы это наблюдаем. Вот это знамя Черкесии, которое было поднято на всеобщем черкесском конгрессе в 30-е годы 19 века, когда у нас кровопролитная война национально-освободительная шла против России, когда Россия пыталась оккупировать нашу родину. Этот флаг был поднят как единый флаг всей Черкесии, независимость Черкесии, как флаг свободной Черкесии, как флаг нации, который борется против оккупантов. Сейчас же сегодня российские оккупационные войска, куда рекрутировали некоторую маленькую часть черкесской молодежи и отправляют на убой туда, в Украину, им, каждому из них, на их кепки, на их мундиры клеют вот этот черкесский флаг. Хотя он фактически чуть ли не под запретом в России была. Просто так его вне территории черкесских республик достать и демонстрировать считалось как некое агрессивное явление, неэтичное проявление со стороны власти. Я даже помню несколько моментов в Москве, когда наша молодежь после какого-то мероприятия, торжества на своих машинах выехала и на МКАДе просто держала черкесские флаги, их целым батальоном ГАИ, их окружили, их доставили в ОВД, против них были административные дела возбуждены, и за демонстрацию флага одного из субъектов Российской Федерации. А сейчас всячески демонстрируют, показывают. Они таким образом хотят что сказать? Главная мысль в чем заключается? Наклеивая национальные флаги на мундиры наших ребят черкесских, на мундиры чеченцев, дагестанцев, эрзи, народов Мордвы, башкир, татар и других народов, они тем самым хотят показать всему миру, что все народы, которые проживают и оккупированы Россией, поддерживают эту войну путинской России против Украины. Вот такой посыл в первую очередь. И когда будет так называемый Нюрнбергский трибунал против военных преступников и против России, они будут оперировать тем, что вот нас хотят забрать всей этой кровью и сказать, что в том числе и все остальные народы участвовали в этом. Не только представители русского народа, но и представители всех остальных народов. Я вам благодарен за встречу. Каждый раз я понимаю, что вот что-то не так получилось, мы про что-то не поговорили. Но я думаю, что, может быть, нам нужно организовать такие встречи. Пусть короче, но чаще. Мы об этом подумаем. Может быть, даже не в рамках вот этой передачи. Но спасибо тебе большое. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания, друзья. Мы встречались с КС Киком, представителем. Короче, понятно. Дуслав. КС Кик какой-то. Но он как бы о ситуации в Грузии, независимой Черкесии и будущем Кавказе. Мне, конечно, здесь есть одна тема добавить, короче, то, что он говорил, пока не улетела мысль. То, что вот этот флаги туда-сюда, это понятное дело, у всех, как говорится, давали такие наводки, так скажем, как у нас там Шаймуратов генерал, короче, и с этим шаймуратовскими темами шли, короче, и имам у нас был, который делал с ними намазы и так далее, и отправлял наших башкиртов и татар с Башкортостана на эту ебучую войну.
И, ну, примерно он такую же тему сказал с этим флагом, получается, у них одно и то же, короче, тематика. Когда им нужно, они могут дать добро даже на то, которое для всего, наверное, было бы, блин, это пиздец. Это то же самое, что ехать, как говорится, с Салават Юлаевым там и так далее. А почему вот Шаймуратом генералом только идут, а Салаватом не идут, понимаете, у нас? Салаватом я не слышал, что с Салаватом Юлаевым кто-то шел. Никто не шел. Понимаете, смысл какой? Потому что он против русни. А Шаймуратов этот, как Габбасов говорит, историк, он хуеплет-предатель. И вот и все. И тут он самое главное не сказал. Я не знаю, черкесы это мусульмане, не мусульмане. Хер поймешь, короче, что за народ, по идее. Ну, мы говорить будем, это Кавказ, короче, да? Но все равно для меня априори это Дагестан и Ичкерия. Потому что я конкретно их знаю как мусульман. Остальные рядом, так скажем. И он, так скажем, неправильно выразился по моим критериям. Вот постоянно у меня все ютубы, все вот проходит одним лозунгом. Манкурты. И он, получается, говорит, что вот эти черкесы типа нормальные, но им забаламутили голову, и они идут. Ну, я считаю, он как бы мягко выражается. Или у него нету слова манкурт в лексиконе, в ихнем, так скажем, да, у черкесов. Поэтому, исходя от этого, егошнее вот это мышление не сходится с нашим, получается, уничтожением манкуртов. Почему? Потому что каждой нации, как мы уже до этого довели, слово манкурт до всех, да, ведь есть манкурты. Даже у узкожопых есть манкурты, но они не могут их признать. Они их выражают как-то по-другому. Поэтому, исходя от этого, манкуртов мы знаем с истории того момента даже, когда это слово манкурт еще в то время не употреблялось. Потому что Чингис Айтматов его написал недавно, так скажем, да, ведь? А во время Салавата Юлаева манкурты явно были, это те, которые, как говорится, издали Башкортостан, и издали Татарстан в 1552 году. Вот это и есть манкурты. Поэтому мы должны правильно, как говорится, излагаться. Если вышло для этого слова, допустим, псих, там, неадекват и так далее. И тут такое же выражение манкурт. Поэтому, когда мы выражаем, что, блин, наши предатели, так скажем, которые сдали нас полностью, как вот Хабиров, Кадыров, Миниханов и все вот эти и так далее, другие регионы, это манкурты. В данный момент конкретно, чтобы выражать нам мнение наше, нужно различать людей. Значит, есть узкожопые, и еще вдобавок наши же враги это манкурты, потому что не нужно их утешать, себя точнее, лаская их как-то, ну они не поняли и так далее. Нет, это нет. Это ошибка. Это ошибка вот этого человека. Если он не может это конкретно высказать, мы будем полны в жопе, потому что они не смогут отличить, кто с кем. И получается, которые сейчас пошли на Украину, они, если сейчас они не развернулись, вот в данный момент, когда мы ведем эти передачи и так далее, сколько долбим весь Башкортостан, Татарстан на ушах, они все равно знают, пусть какая-то часть людей все равно знает о нас. И исходя от этого, они, если сейчас не остановились, значит, это и есть манкурты. Они нам не нужны. Это первые наши душманы, которые пойдут на нас. А узкожопые будут за ними. Вы имеете в виду, узкожопые первые не побегут. Сейчас тоже в Украине узкожопые первые не бегут, поймите. Если даже кадыровцы убежали с Курской области. Откуда могут идти узкожопые, если, как говорится, первые прутся наши башкирты
И манкурты вот эти чертовые, которые думают, что они, так скажем, прислуживают, понимаешь ли, или точнее, нет, сейчас зарабатывают деньги. Мы же в 21 веке, они зарабатывают бабосы. Вы чё? Чего уж так оскорблять? Они не пиздолизы, но они зарабатывают деньги. Вот примерно так. Поэтому мы точно знаем, Башкортостанда, Татарстанда есть манкурты. Это, в первую очередь, наш глава Хабиров и Раис Миниханов. Шаймиева тоже туда же в придачу. С одним, как говорится, макаром уйдут под это, как говорится, под эту гребенку. Поэтому, туганлар, давайте в таких моментах конкретно будем высказываться, потому что вот именно вот такие люди-то и будут, наоборот, доносить людям, что они ошиблись. Они как бы наши, но ошиблись. Не, нихуя. Когда ты об этом говоришь, вот, допустим, мы ведем диалоги по 3, по 5 часов, я сижу с вами, да, я же, как бы, наверное, для свободы Башкортостана и Татарстана пытаюсь давить, но в этот момент манкурты, вот эти, которые ошиблись, как вы говорите, ошиблись, они творят там убийства. И зачем нам убийцы наших регионов будущих, которые мы хотим создать халяльным, нормальным образом? Если мы мусульмане, мы должны, значит, очистить от всякой нечисти, от узкожопых бусурман и манкуртов, которые бусурманы напали на нас, получается, в 1552 году. Примерно так. Давайте пойдем дальше. Итак, вот идем дальше. Соловьиный помет. Ну, как обычно, развалины какие-то на фотографии. Новости энергетической сверхдержавы, которая встала с колен. В селе Иркутской области жители разбирают собственные бани, чтобы отапливать дома. Рубить деревья запрещают власти, а на покупку дров нет денег. На зиму надо 2-3 машины дров. Это 48-72 кусков. Кусков вот этого я не понял. 48-72. Хз. Кубометров? Может 48-72 кубометра? Квадратов, кубометров? И не стыдно им думать о тепле в это время, как страна воюет с НАТО. Да, кстати, добавлю от себя. Живя во Франции, альхамдулилля, у меня есть газ на газу. Вот я как бы сейчас, конечно, готовил на электрическом, духовка, потому что электрическая, да, а так газ на газу. А в Иркутске, получается, где добывает газ, точнее, ну даже пусть в Татарстане добывает газ, пусть протянули бы трубу, да, ведь за эти 500 лет, блядь, у них нет газа. В этой огромной параше, блядь, нет газа. После этого они еще говорят, Европа, как говорится, в заднице. Мне кажется, вы в заднице всегда и были. Не можете из говна выбраться. Так, ну уж смотреть не будем долго уж. Будем больше читать новостей. Сирия, повстанцы берут в котел Хаму. Надо готовиться к переговорам по Украине. Ну, вот так какой-то канал, я так и не понял, чей канал это. Международные новости 5 декабря. Понятно. Самое интересное, повстанцы берут в котел Хаму. Получается, и Хаму они взяли. Короче, мусульмане в приоритете. Альхамдулилля. Так, самое интересное, вот это, наверное, будем слушать чуть-чуть, потому что это тот самый из башкортов откуда-то откопал. Я его пока еще не закинул, но надо было его в идеале закинуть куда-нибудь, так скажем, посмотреть комментарии людей. Ну, потом, может, я сделаю. Итак, прочитаю оглавление и потом послушаем. Бывшие Вагнера пытаются завербовать узбеков в ВС РФ. Никто из узбеков не захотел утилизироваться добровольно, даже под угрозой депортации. Воюйте, ваньки, сами. Но здесь отказ или не отказ вы не услышите. Я не услышал. Не знаю, откуда это Руслан Габбасов взял их не отказ, но
Я думаю, как говорится, само собой, может, они отказали, понятно, понятно. Но здесь об этом не слышно, отказали или нет они, блин. Самое интересное, что их никто не будет спрашивать, если захотят, заберут. Вот в чем прикол. Поэтому узбек туганларга мен айтам. Сизден сурап турган киши болмый. Понимаете? Вы как этот быдло, понимаете? У быдла никто ничего не спрашивает, поймите. Вы стоите там, блядь, 100 человек в этом видосе. Но видос я не смогу вам показать. Можете посмотреть у меня в телеге. Граница Хорватия называется. Телеграм, можете подписываться. Все же так говорят, я тоже решил сказать сегодня так. И тут, короче, получается, человек 100 точно стоит, блядь. Ну, может, 80 человек, и им, блядь, 5-6 вот этих вагнеров, и кто-то видео снимает. Об этом еще говорят. С издевкой, с издевкой. Я бы, наверное, в этот момент с узбеком, ну, узбеки, есть такую тему сделали, я бы, наверное, в этот момент ёбнул бы их, наверное, вот этой толпой, 80 человек, этих 5-6 человек, я бы там же бетон закатал бы нахуй, этих вагнеров, блядь. Это же убийцы. Убийцы зовут узбеков убивать украинцев. Это где видно такое, а? Поэтому я 1000 раз говорю, блядь, азиаты, освободите мою парашу, блядь. В моей параше хватит нахуй зарабатывать бабки. Пиздуйте домой. Я вам уже 1000 раз сказал, блядь. Сидите дома нахуй. С родителями, женами, детьми. Кутах барма, блядь. Мином парашем, да. Не можете в покое оставить мою парашу, блядь. Даже я сам там не живу, а вы достали уже жить там. Мне жалко, блядь. Послушаем. Если это скажете, что по-русски не понимаете. Это делается очень просто. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, блять, на всю громкость слышно. можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до 5 лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Подъебка. Вот. Статус ветерана боевых действий. Ты что киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот этот момент мне вообще меня сбесил. Ты что, говорит, киваешь? Что-то ты типа понимаешь или не понимаешь, что ты киваешь? И он, бедный, начал там отнекиваться, там, блядь, мне аж его реально жалко стало, но вот этого гандона я бы на кол посадил бы конкретно, блядь, нахуй. За то, что он маскалы минем холкомна, минем узбегомна маскалы. Мразь, блядь, узкожопая, блядь. Что просто? Весело. Да. Вот. Кто, желающие есть? Поднимите руки. Нет, желающие. Да, едем на родину. Все, выключать. Да. Желающие есть. Я вот этот момент, оказывается, упустил, когда слушал днем. Желающие есть, говорит, поднимите руки. Никто не поднял руки. Понятно. Ну, едем тогда домой, говорит, в оконцовке. Понятно. Но от этого, наверное, взял этот Руслан Габасов, то, что этот не захотели. Понятно. Но этот момент самый, да, ведь интересно, что, так скажем, блядь, разговор идет, знаете как, блядь, стройка, как вот эти, блядь, в лаптях узкожопые фотки же есть, вот в ТикТоке постоянно, вот так же, как будто в лаптях эти узбеки стоят, потому что у них сапоги прям в грязи, потому что, ну, грязь, блядь, стройка идет, блядь, замерзли они, стоять там уже, руки кто-то, короче, как
стоят как будто их как солдат собрали, блядь, понимаете? Гражданских людей собирают в России просто так. Я вот этого поражаюсь, блядь. Нихуя себе охуели, а, узкожопые. Гражданских людей на стройке, какие-то вагнера приходят, собирают, блядь, получается, по струнке стойки, нахуй. Как в армии нас строится, блядь. Нас 2 года так строили, блядь, нахуй. Я знаю, что это такое. Это что за хуйня? Это что за хуйня, блядь? Блядь, Узбекистан, нахуй, должен реагировать, нахуй. Этого Мирзияева, нахуй, намыло вообще, блядь, гондона, блядь. Меняйте своего президента, нахуй. Чтобы он, блядь, другой был, нахуй. Чтобы за вот этого, за любого, нахуй, узбека он должен жопу рвать, нахуй. Порвать эту русню сраную, блядь. Вот что за, нахуй, распустили, блядь. Бляди, ебучие. Короче, O'zbekistonga men еще раз aytam. Qaytib ketasiz tug'anlar. Uyga qaytib ketasiz. Quttaq bormi, блядь? Rossiyada, блядь. O'xsha. Mananda Yevropaga kelasiz dedim men sizga. 100 marta aytdim уже. Вы что за нахуй, а? Устраиваете какие-то, блядь, рисковые, так скажем, для жизни, блядь, нахуй. Для вашей, не для моей, нахуй. Мне-то что, блядь? Аллаха шукр, пока я здесь. А вы-то там, понимаете? Вот этом дерьме. Унижение. Unaqa pulni topmaganing yaxshi. Boshingga urasan u pulni. Tupur naqi unaqa pulga, блядь. Quta qo'yib chiqib ket Rossiyadan, блядь. Qancha aytaman. Хватит унижать наших узбеков deyman, tushunmaydi, Qancha yashagan bo'lsam Rossiyada shuncha ko'chani shipirdinglar. Men всегда их уговаривал. Uka, bor хотя бы курьером работать. Ёб твою мать, блядь. Нахуй тебе подметать. Нет, говорит, мне здесь хорошо, блядь. Я поражался над такими людьми, блядь. Ну, блядь, okey. U zamonlar o'tib ketdi. Endi, блядь, uyga qaytadigan vaqt keldi. Ota-onang kutyapti. Uyga qayt, uyda o'tir. Nima gap senga? Nima qilasan u pulni? Boshingga urasan pulni. Ozgina topsang ham yetadi, o'lmaysan O'zbekistonda. Хуй там, блядь, умирай, блядь. Я вам еще раз о своей жизни скажу. Аллаха шукр мен deyam. Mayerda 210 евро дают, блядь. И Allohga shukr 210 so'mga ham yashayapman. 210 so'mga ham yashab bo'ladi ekan. И вот этого поражаюсь, блядь. Вот это унижение увидев, мне, блядь, аж голос пропадает. Блядь, обидно, блядь. Обидно. У меня же микрофон есть. Ору, блядь. Наш микрофон хотя бы говорить. Ору нан батаги. Нарсакай. Ну, постоянно, когда такие вещи слышу, блядь, у меня истерика, блядь. Истерика, потому что мы не можем дать ответку. Почему? Потому что вы не можете понять, что творится в мире. Вам только окша. Заебали у окшаны, блядь. Заебали нахуй. Менам окша деп yurganman zamonында. И чё? Men nima o'l oqshani o'zim bilan olib ketdimmi? Yo nimadir qildimmi? Boyib ketdimmi? Или что-то bo'ldimi? Я не могу понять. O'l oqsha bugun bor, ertaga yo'q. А seni o'zingni, как говорится, говно в топтании, вот это унижение, я думаю, блядь, нахуй, никаких денег, нахуй, оно не должно, блядь, нахуй, покрывать. Оно не покрывается деньгами. Потому что это g'uruрлuk. O'zingni g'urur tutuv, u, блядь, bir necha oqsha bilan olinmaydi, sotilmaydi. Shuni anglag'iz tug'anlar. Shuni anglashga kerak. Boshqirdiston bilan Tataristonga da aytam bitinda ona. Нехуй ехать в Украину, блядь. Нехуй. А вам, узбекам, таджикам, кыргызам, езжайте домой, блядь. Все, хватит. И добавлю, как всегда я добавляю это, всегда напоминаю себе и вам. Первая помощь ваша будет, это мощнейший, блядь, экономический бум, блядь, понимаете? Татарстан, бетенда, Миниханов вам уже съездил, бетенда, блядь, просил людей, чтобы приехали. Вон, на днях этот хуй один говорит, Алладан дуа кылырга керек, чтобы снега не было, говорит, один еблан, блядь, в Татарстане, блядь. Это еблан. Это Манкурт из власти говорит про Аллаха нам. Говорит, чтобы не навалило снегом, чистить некому. Казань чистить некому. Не говоря, что Москву засрут скоро. Я много слышал таких людей, которые, как говорится, говорили, да, мы уедем, они обосрутся. Ну, уезжайте.
Уезжайте, давайте, китыгас. Китыгас. Так нельзя. Унижением находить деньги, привозить домой. Я не знаю, как у тебя, блядь, глоток хлеба и воды, так скажем, я не знаю, еды пройдет от этих денег. Я не знаю, как вы живете, блядь. Или вам похуй на то, что как вы зарабатываете деньги, блядь, какими унижениями. Это не труд, это унижение. Труд манда, не вписывайте, блядь. Унижение вы проходите. Сколько лет уже проходите, терпите. Но вот это уже точка кипения называется. Надо завязывать. Уже бітті, блядь, нахуй. Житті, блядь, үзігізіне жерге таптать это берега, блядь. Қашан қатты можно шулай, блядь, быть, блядь, пиздализм, который, нахуй, говорит, ну мы же чисто приехали зарабатывать деньги. Но, блядь, когда вас вот так на стройке строят, блядь, это уже, блядь, унижение. Это уже переход всех рамок, нахуй, приличия узкого мира, блядь, понимаете? Узкожопые гниды, нахуй. Они, блядь, нахуй, только должны, блядь, нахуй, быть уничтожены поголовно, нахуй, которые сейчас там власть держат. Нормальные пусть остаются, других нахуй. Потому что они нам, блядь, нахуй, 500 лет, грубо говоря, давайте возьмем, кровь портят. 500 лет они сосут нашу кровь, блядь, как вампиры сраные, блядь. Плюс еще, ладно, они вампиры, блядь, гнилые вампиры, нацисты, которые, блядь, еще вдобавок проверяют нашу нацию, но сосут кровь все равно. Они сосут у нас кровь, но в то же время, нахуй, унижают по национальной, как говорится, тематике. Вот это меня вообще умора, блядь, нахуй. Поэтому я считаю, что вам, приезжим сейчас, вот реально надо уезжать, блядь. Реально. Вот недавно только мои родственники говорили в Узбекистане, что открыли в Германию дорогу и так далее. Прям это прям. А я-то уже давно мы об этом слышали. И они вот мне сегодня, ну, на днях диктовали об этом. Ну вот, если вам дают возможность ехать в Германию, приезжайте в Германию. Понимаете? Безопасно, нормально, живите тихо, мирно и все. Так же, как в России, как шелковые там ходите. Здесь тоже будете шелковым находить. Вас никто не выгонит. Здесь даже паспорта ваши никто не будет проверять. И никто не будет на вас орать: чурка, понаехали, идите нахуй. Вот так. И строить на стройке вас тоже никто не будет. Поймите. Здесь цивилизация как бы не такая. Она, не знаю, и не была такой, я думаю, блядь. Только в Русне такой, нахуй, приказной порядок, унижение, блядь, и опущение. И швабра в жопе. Идем дальше. Что там? Я не знаю о чем, но давайте послушаем. Ну, дохуя читать. Ой, блядь, дохуя читать. Ну, давайте... ну такая, чисто давайте уж все не прочитаю, тут дохуя текста, чисто поверхностно прочитаем и как бы просто пройдемся. Знакомая травматолог поломала руку своему сыну, когда ему принесли повестку. Письмо массажиста из Белгорода. Знакомая травматолог поломала руку своему сыну, когда ему принесли повестку. Сергей, имя изменено, массажист, ему 56 лет. У него широкий круг общения, от которого Сергей не скрывает своих антивоенных взглядов. О том, как переехал из Белгорода в Москву и как пытается переубедить друзей военных, он рассказал в своем письме. Весной 21 года я сказал жене, что нужно переезжать из Белгорода, будет война. В июле 22 года нашу квартиру в Белгороде захотела купить женщина, которая приехала с детьми из Иркутска. Ей не хватало 300 тысяч рублей. Мы сделали скидку на эту сумму, пока оформляли сделку, ей негде было жить. Поселили их у себя, мебель решили не распродавать, ей оставили. Какие вы хорошие люди. Нет, просто расчетливые. Вы радуетесь, что приехали жить в чистый Белгород, а сами приехали в конфликтную зону. В следующем году сюда приедет война. Для меня война — это личная трагедия. У меня и у моей жены родственники и друзья живут в Украине. Крым, Мариуполь, Николаев, Киев, Херсонская, Харьковская и Полтавская области. Они стали жертвами агрессии страны, гражданином которой являюсь я.
Они ежедневно рискуют лишиться жизни и здоровья, некоторые стали беженцами. Короче, тут до хрена читать Тонар, очень до хрена. Давайте суть прочитаем. Другому моему другу пришла повестка, когда началась мобилизация. Он бывший сотрудник полиции, водитель. Пришел в военкомат и спросил, в каком качестве его хотят использовать. Согласно вашей военно-учетной специальности, механиком-водителем БТР. Ответили ему. А ничего, что у меня фамилия украинская, как вы думаете, что я буду делать? Может, я технику перегоню через линию фронта и деньги мне еще за нее заплатят? Тогда сейчас я сообщу о вас куда следует, за вами приедут. А я скажу, что вы меня оклеветали и в суд на вас подам. А если отправите меня, я технику перегоню на сторону украинцев и через СМИ расскажу, что я предупреждал об этом свои военкома. Вы косвенным соучастником получите со всеми вытекающими. Ему в военном билете написали «склонен к измене и предательству». Поставили печать на эту сверху. А повестки не приходили больше. Но мой друг все равно думает, как покинуть зомбированную страну. Ну, понятно, как... Нихуя не понятно, короче. Хуйня какая-то. Но суть, короче, надо читать полностью. Но мне тема не понравилась. Короче говоря, повестка, кто кого наебет. Вот и все. Так. Читаем дальше. Комитет Башкирского национального движения, наверное. Война в Украине. Колониальная война имперской России. Войну, развязанную Россией 24 февраля 22 года, часто называют колониальной. Кстати, 24 февраля уже будет 3 года. 3 года, блядь. Я охерею просто. Через пару месяцев будет 3 года, получается, этой ебаной войне, блядь. Где передохли до хера и больше. Империи крайне часто называют колониальной. Империи крайне неохотно расстаются со своими колониями. Война в Украине тоже имеет постимперские причины. Нежелание российской политической элиты примириться с жизнью на руинах империи. В России парадоксальным образом декларируется противоположный посыл. Войну пытаются предоставить бунтам против западного колониализма. На такую риторику существует спрос. Парадокс. Такого мировосприятия состоит в том, что, будучи де-факто колониальной империей, Россия пытается предоставить себя как жертву колониального насилия. В европоцентричном мире она говорит о себе как о подчиненной империи. Subaltern Impery, из которой западные страны систематически выкачивают природные ресурсы. Еще в XIX веке тянется представление о России как о стране, страдающей зависимой от колониального Запада и противостоящей ему. Сырьевой экспорт в этой модели сочетался и интеллектуальным импортом, литературной формы, салонной культуры и социальной практики российского дворянства в целом были заимствованы из Европы, преимущественно из Франции. В XX веке этот нарратив был дополнен попытками СССР презентовать себя в качестве лидера всемирного антиколониального движения, господствующего в Советском Союзе. Риторика наполнена инвективами в адрес империализма и колониализма. Убедила подавляющее большинство советских граждан, что империя – это другие. Еще в 1921 году в Москве был создан коммунистический университет трудящихся Востока, где потом учились ключевые фигуры Компартии Китая, Вьетнама, Индонезии, Ирака, Сирии, Анголы и других стран, боровшихся за независимость от Европейской колониальной империи. В феврале 1960 году в Москве открылся университет «Дружба народов», вскоре получивший имя Патриса Лумумбу.
Образовательные институции антиколониальной советской политики отводились весьма значимая роль. Готовить лояльность СССР и коммунистические идеологии элиты к управлению своими странами. Формально СССР поддерживал все антиколониальные движения, однако этот подход совершенно не помешал вооруженному завоеванию Центральной Азии, аккуратно названному борьбой с басмачеством. Не помешал он и инсценированной годом позже коллективизации, которую вполне справедливо рассматривают как колониальную политику в отношении крестьянства в СССР. Со временем представление об СССР как о глобальном антиколониальном силе укрепилось среди советских граждан во всем мире. Силу этих представлений иллюстрирует почти тотальное отсутствие рефлексии в СССР о крайне непопулярной войне в Афганистане 1979-1989. Нихера 10 лет, блядь, ебаной войны в Афгане, блядь. Меня не было тогда еще, блядь. Потом только. Так, о колониальной кампании. После краха Советского Союза это представление трансформировалось в конспирологические идеи о России как криптоколонии англосаксов, то есть скрытой колонии, чьи колониальное положение не осознают неподготовленные наблюдатели. Таким образом, деколониальный дискурс иногда присваивается имперцами, защищаем от мифического Запада свою вечно догоняющую империю, и как волк в овечьей шкуре, примеряющим костюм жертвы западного произвола. Криптоколония от греческого «тайны» плюс колония. Тайны. Колония. Страна, считающаяся независимой, но тайно управляемой другой страной, как колония. Эта колония полностью замаскированная под независимое государство. Реальная политическая информация в таком государстве обладает очень ограниченным круг высших чиновников. Это президент, то есть генерал-резидент, руководство тайной полиции и Министерства иностранных дел. Всего 10-20 человек. Еще несколько сотен, включая верхушку интеллигенции, обладают частичной или превращенной информацией. В такой криптоколонии 99% населения не понимает вообще, где они живут, и что происходит, и что делают. Они видят только какие-то конкретные неправильные действия, и им кажется, что эти неправильные действия – это результат глупости руководства или какого-то особого идиотизма, характерного для этого государства. Но криптоколония – более рационализированное государство, чем обычное. Понятно. Итог. Добавить хочу к этому насчет вот этой колонии и так далее, и вот этой власти. Башкортостанда что-то вот на днях слышал, короче, я или рассказывал об этом, или нет, вот этот Аксакал опять что-то говорил там насчет этого Салавата Юлаева и так далее, там то, что его, оказывается, там сносить нельзя, ну, можно не сносить, короче, там залить его, короче, этим, каким-то другим металлом, короче, который не портится, короче, не стальным, а другим, короче. Ну, короче, опять какая-то демагогия непонятная, в итоге, короче, ни хера не понял, и нафиг это все нужно. В итоге, короче, что я хочу сказать от этого. Башкортостан с Татарстаном – это копия, получается, вот эта тема, которая вот сейчас вот здесь рассказывалась. Колониальная война имперской России, которая происходит внутри России, так скажем, в кавычках. Внутри этой пидороссии, где не может, так скажем, отречься, не может отпустить регионы, понимаете? И плюс еще добавок, он еще, блядь, пытается хапнуть Украину, которая вообще не при делах. Вообще другая независимая, получается, страна. И вдобавок еще сейчас Грузия. И в тот же момент еще вспомним, давайте теперь про Армению. И в Армении такая же фигня, которую Пашинян хоть чуть-чуть прошарил, резко повернул в сторону Франции. И поэтому, как говорится, сейчас, быть может, если Грузия там какой-то кипиш будет продолжаться дальше, или, не дай Аллах, это все, блядь, на самом деле утихнет, и русня туда, как говорится, положит конкретные лапы, то он дальше перейдет в Армению. Исходя от этого,
начиная, получается, Башкортостан, Татарстан, ну и, само собой, там Якутия и так далее, должны понимать, что вот эта вся вот эта связь, она едина. Едино. Почему? Потому что нас окружает везде. Везде окружает, блядь, так скажем, бывшие СССРы. И от этих бывших СССР нам некуда деваться. Потому что это Аллахом созданные земли. И тут получается вопрос. А огромная территория еще есть Казахстана. Куда, как говорится, Путин в любой момент тоже так же может сказать, блядь, там же есть русские, что-то надо делать, помочь им. И поэтому я считаю, что каждое вот это движение, которое, блядь, творится сейчас, вот в данный момент, нужно гасить его сейчас. Чтобы потом, блядь, нахуй, оно не возрослось, блядь, как, допустим, не то что в Украине, а как, блядь, в 41-45, понимаете? Чтобы этого не было, чтобы, блядь, весь мир, нахуй, не, как говорится, не встал, это нужно донести именно вот этим, вот, допустим, вот это комитет башкирского движения, если он такой написал, и если это пишется или Габбасовым, или в общем, кто там сидит, или там с Америки, там, или это Айгуль Леон и так далее, это из этой басоты, короче, или Руслан Сулейманов, короче, тоже из Канады, получается. Если из этой категории наших, так скажем, единомышленников, башкиртов, которые хотят, получается, взять независимость, то нужно конкретно добавить туда мое вот это изречение. Да прям конкретно, если есть тут люди оттуда, нужно конкретно туда добавить, донести полностью американцам, европейцам, само собой украинскому правительству о том, что если мы сейчас, получается, в этом маленьком дерьме, как говорится, подобие Москвы, не разберемся, то оно может всполохнуть, как это называется, блядь, янгын шығырға может бүтін дүнияға, начиная, я же говорю, с края, получается, Казахстана, заканчивая здесь краем, получается, Кавказа, Чечни, грубо говоря, кто там граничит с ними. Ну, край, Армения не могу сказать, край это не Армения, край это Россия, это Чечня. В итоге, получается, вот эта вся земля, получается, может встать, ну, как скажем, блядь, ну, в огромном дерьме кипеть даже, ну, может, даже может, да? Поэтому лучше бы, возвращаясь назад к моему любимому мышлению, сейчас лучше регионам сплотиться срочным образом с Украиной и пойти с каждого региона на Москву. Все. Вот только вот этот тезис, или как это, ребус, как хотите, решайте и это доставьте, как говорится, тукми-щачми бусузлярны, донесите до вышестоящих этих долбоебов. Я их, блядь, нормальными людьми не могу считать. Это долбоебы, которые, как говорится, думают каждый о своем кармане, думают о каждом о своем, блядь, нахуй, популяризации, блядь, нахуй, популярной, блядь, или он Трамп, блядь, или этот уебок, этот, еще его помощники, блядь, как этот, блядь, сука, Карлсон, блядь, который постоянно прилетает в Москву, нахуй, на своем сраном, нахуй, вертолете, нахуй, и что-то там пиздит. Поэтому мы должны конкретно уже доносить вот эту мысль о том, чтобы не распыляться, цельно долбить Москву. Почему, блядь, нахуй, американцы, эти сраные, блядь, тоже, никак не могут понять, что вся хуйня выходит из Москвы. Нигде ни при чем. Ни Чечня, ни Дагестан, ни Башкортостан, ни Татарстан ни при чем здесь. Как Алсынов сказал, Кара Халок ни при чем. А попадают все под раздачу. Не говоря о том, вообще, блядь, не при делах Грузия. Не при делах Грузия. Понимаете? А насчет Грузии,
я думаю, почему они хотят, тот раз где-то говорил я или нет, почему они хотят Грузию, я вам скажу. По моему мнению, мне кажется, если не ошибаюсь, в Крыму такая же хуйня была, такая же риторика была, почему Крым брали в 2014 году. Выход к морю, портам и так далее. И почему я постоянно говорю, что Башкортостан будет в Ненеции, до новой земли, представили, да? Башкортостан это будет полностью наши земли, имейте в виду, Башкортостан, Татарстан тоже. К морю, чтобы дать, получается, отпор и доказать, что мы можем, и можем, как говорится, дохуя чего, именно до новой земли мы откроем себе порты. Потому что ни у Казахстана, ни у кого нету портов. И будет у нас порты. Через Башкортостан и Татарстан будет проходить дорога, грубо говоря, по нашим территориям к морю, к Ненеции, да, так скажем, Коми и Ненеция. Ненецкий автономный округ, или как его назвать. Короче говоря, это все будет наше, нахуй. Вот так вот. Вот. И тут Грузия. Почему Грузия? Потому что выход к Черному морю. Он хочет, получается, взять все портовые, блядь, так скажем, края, чтобы оттуда можно было, блядь, выходить к Африке и таскать нахуй оттуда золото или еще рабов еще африканских нахуй добавок. Ну и имеется в виду, блядь, этим пидорасии нахуй не хватает, блядь, нахуй земли, так скажем, власти, кичливости. Они же кичливые. Вот эту кичливость свою сраную они никак не могут угомонить. А как они могут его не могут угомонить или там почему они не могут заткнуться? Потому что навс это эго, это свое эго, голодное, сраное ихнее эго, оно не может, блядь, нахуй угомониться. Почему? Потому что, блядь, у каждого человека оно разных размеров. Допустим, у бедных это найти кусок хлеба и водички попить. А у этих пидорасии нахуй, это получается хапнуть нахуй весь мир и, как говорится, так скажем, блядь, и то не насытиться. Примерно вот такой темой они живут. Из-за этого... Сейчас, секунду. Тикток у меня садится, блядь. Надо этот на зарядку воткнуть его. Вот даже телефон не выдержал один. Утра телефон, короче. 12 секунд. Украина, салям, рахмат, надежда. Надежда, как говорится, есть у нас, иншаллах. Надежда у нас всегда есть, и мы должны, как говорится, жить с этой надеждой всегда. Что рано или поздно мы дойдем до Москвы. Поэтому чем быстрее, тем лучше. Исходя от этого, вот поэтому морские порты, Крым, Грузия – это нужные части этой ебучей Москве. И я считаю, что кислород этим придуркам прикрыть, это нужно. Договориться с Украиной, чтобы конкретно сейчас поднажать и собрать, получается, нашу, так скажем, делегацию, которая, как говорится, против Москвы, и конкретно уже от этого исходя набирать людей на Москву, которые пойдут с оружием на Москву. В первую очередь это через наши регионы. Не напрямую с Украиной туда ебануть, а именно через регионы. Потому что освобождая каждые зинданы, каждые тюрьмы, каждый, как говорится, как это на английском называется, prison. Каждый призон надо открывать и оттуда выносить людей. И вот дальше идем. Обращение русским. Вот вчера слушал, или сегодня,
вчера ночью, грузинский политик Георгий Панджавидзе. Он говорит, как бы он говорит без мата, но пытается, там без мата нельзя говорить, его выражение. Но все это не прослушаем, чуть-чуть просто начнем, послушаем, о чем он говорит. Кому он говорил, что он говорил, непонятно. Высказывался. Чуть-чуть. Я обращаюсь к русскому народу. Я обращаюсь к вам, немитая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Я обращаюсь именно к вам и хочу вас... Стихами обращаются. Вы когда-нибудь задумывались насчет того, почему все ваши соседи сторонятся вас? Я, например, ненавижу вашу империалистическую политику и шовинизм. Но я напомню, почему все соседи ненавидят вас. Черный январь в Баку, ночь саперных лопаток в Грузии, кровавый январь в Литве, Первая и Вторая Чеченская война, операция Дунай или вторжение в Чехословакию, военное положение в Польше. Вы инспирировали военный конфликт в Молдове, инспирировали военный конфликт в Грузии и оккупировали Абхазию и Южную Осетию. С помощью агентов влияния вы инспирировали гражданскую войну в Грузии. В 2008 году вы снова напали на Грузию. В 2014 году напали на Украину, аннексировали Крым, оккупировали часть Донецкой и Луганской области. Теперь снова напали на Украину. Сейчас вы тратите в сутки миллиарды долларов на войну в Украине, а сами живете в скверных условиях. Вместо того, чтобы на эти деньги строить свою страну и жить в достатке, вы другим соседям не даете жить. Вот почему все вас презирают и ненавидят. Ваши военные удивляются, что украинцы нутеллу едят, и что они живут в кирпичных домах, и что у них есть ноутбуки. Аналогичная ситуация была и в Грузии. Когда вы напали на нас, ваши солдаты украли унитазы, постельное белье, носки и вилки из Грузии. Вот почему мы называем вас нищими варварами. До хрена слушать его. Короче, вилки, носки и использованные гондоны у грузинов воровали. Я-то думаю, где у них опыт уже был, блядь. Думаю, что они перепиздили всю Украину, нахуй. Вот оно что, блядь. Они же до этого в Грузии были, эти, блядь, немытые варвары, блядь. Пиздили все у грузинов, нахуй, как говорится. А теперь, блядь, гондоны пиздят, блядь, в Украине. Понимаете? Вот в чем прикол. Поэтому Башкортостан, Хам-Татарстан, это должен конкретно понимать, блядь. Конкретно, блядь. Я просто поражаюсь. Вот здесь сейчас, пока слушал его, точнее, вы слушали его, я тут читал кое-какие, блядь, комментарии. Пришлось мне их некоторых, блядь, нахуй забанить, потому что как мусор пишут, блядь, да хуя что-то, блядь, о чем-то пишут, блядь. Уёбки какие-то. Ну давайте, ладно, дослушаем, оказывается, 6 минут всего лишь, блин. Давайте. Сейчас 4 минуты. Твердите всему миру, твердите всем и говорите, что американцы и весь Запад завидуют вам. Это же смешно. Олга, Грузия, Джорджия, Гамарджуга, Гугарагат. Достижений. Вы отстали от цивилизации. Вы не государство, а потемкинская бутафория, которая держится только на ядерном оружии, на силовиках и на пропаганде. Да. Без ядерного оружия вы ничто, и вы это знаете. Вы занимаете половину Евразии, но вам этого не хватает. И нападаете на нас, на ваших соседей. Вчера приходила мысль, когда я его слушал, ну, как вчера, сегодня ночью, в 3 часа ночи я его грузил, оказывается. Добавлю от себя здесь насчет оружия, да, ведь вот именно башкиртам, татарам, Ичкерии и Дагестану я вам, вот своим, да, братьям, мусульманам сказать хочу, да, ведь, бисмилля, да, если мы мусульмане, конкретно я вам вот говорю, вот это, то, что он сейчас говорит, я с ним согласен, с этим грузином, базара нет. В этот момент, то, что он говорит, что они пугают весь мир оружием, это все хуйня. Понимаете смысл? Понимаете, в чем? Оружие, которое они пугают, да, ведь,
нас оно не должно вообще, блядь, не колышет вообще. Не должно вообще нахуй не пугать, не вообще даже нахуй ничего не должно делать. Почему? Потому что мы регионы в данный момент этой пидорасии. Исходя от этого, у них, у этих гондонов, мысль уничтожить свои регионы никак не будет. Ну никак нахуй они не ебанут нахуй ни в Чечню, ни в Башкортостан, ничего. Поймите. Плюс, если даже хуй с ним, блядь, нахуй, ебанут, мы, мусульмане, нам поебать нахуй. Это все земли, это Аллах Тааламның жерлері бұл, да, ведь, земли, да, ведь, все. И Аллах Таалям, если захочет, он уничтожит и без этого путлера сраного эту землю, понимаете? Хочет, он дыру там сделает, хочет, провалится земля. Если вы видели там, особенно по этим, где добывают нефть, нахуй, по всей Русне, блядь, и в Ульяновске, везде проваливаются земли куда-то, нахуй, проваливается, блядь, земля из-под ног, нахуй. Сколько было такое, да, дыра там, блядь, потому что выкачали все там, нахуй, пустота под землей. Исходя от этого, то, что вот этот пугалкой, нахуй, своей, как говорят в Русне, да, блядь, нахуй, своей, нехуй пугать нас, блядь, понимаете? Нас ничем не должны они пугать, поймите. То, что, блядь, будет оно, этот взрыв, блядь, или там вот эта, сука, атомная хуйня, блядь, оно нас не должно вообще колышить. Это будет пугать только тех в Европе, в Америке, потому что они, как говорится, так скажем, не мусульмане. Они могут там как-то мельтешить между Аллахом и между своим Богом и не понимать. Ой, вот так, понимаете? Им будет страшно, базара нет. Их нужно, как говорится, понять. Таким образом, что они вот такие долбоебы в итоге. А нам должно быть похрен, понимаете? Похрен. Почему? Потому что, блядь, мы регионы в данный момент. Мы рабы. Рабам должно быть до пизды, блядь. Что у него там есть? Пугалка, не пугалка, атом, не атом, блядь. Нам похуй. Исходя от этого, мысль в чем тут? Мысль в том, что мы все должны собраться в одно единый кулак и ёбнуть нахуй по Кремлю. Что, блядь, нахуй, как я мечтаю, Путин сраный должен бегать там в памперсах вместе с Лукашенко в обнимочку, нахуй, как дети, под колбой стеклянной, нахуй, бронированная колба, и они там, как говорится, живут. Понимаете, вот этого я хочу, зрелище увидеть, а не нахуй горизонтально лежащего, сука, Ленина. Понимаете, смысл какой? Вот этих пидорасов надо загнать туда. И Кадырова туда нахуй пригнать, сыночка ихнего нахуй, ебаного. И Хабирова, блядь, и Миниханова Шаймиевым, блядь, всех туда загнать нахуй. И с других стран тоже загнать туда, само собой. С Казахстана, с Узбекистана, с Кыргызстана и с Таджикистана. Всех нахуй туда загнать, блядь. Менять всех правителей, блядь. Не нужны нам нахуй ни одна эта сука не нужна нам, блядь. Которая сейчас топит и гнобит свой народ, блядь. Не нужны нам эти манкурты сраные. Вот в чем прикол, понимаете? А не то, что там, блядь, кто-то там пугает нас какой-то сраной пугалкой, блядь. Нам похуй должно быть, понимаете? А мне вот в данный момент мне до пизды вообще. Потому что, блядь, нахуй, ты хоть от пули сдохнешь или от атомки, а от этого нет разницы. Если сені сағат уақытың жеткен екен, өле тұрған болсаң, все, сен шул минутта мәйітке айленесің. Шул минутта сен мәйітсің. Бітті, секунд. Тамам. Дослушаем, муж. Отнимайте наши земли, убивайте наших отцов, друзей, детей, а потом твердите всему миру, что угроза интервенции исходила от нас. Как вы твердили всему миру, что Грузия напала на Россию в 2008 году, и вам этого не было стыдно. Смешно, это же смешно. Посмотрите на наши масштабы. И посмотрите на карте, на ваши масштабы. И после всего этого вам всегда хватает наглости сказать нам всем императивным тоном, что хотите жить с нами в добрососедских отношениях и что мы должны встречать вас с улыбкой. Вы там, наверное, все сумасшедшие. Не то что улыбкой, а как Казань. Казань как встречала. Башкортостан.
с хлебом, солью. Вы чё, плясками встречает? Не то что улыбкой, блядь. Наши пиздец. Они начинают плясать. Чуть ли не лизать, нахуй. Ладно, хоть пляшут, блядь, пока еще. Я так думаю уже. Подумайте, если бы мы отняли вам Петербург, устроили там геноцид, выгнали вас оттуда, убили ваших друзей, родителей, соседей, а потом сказали бы вам, что мы хотим дружить с вами и жить в добрососедских отношениях, и что вы должны встречать нас с улыбкой. Как это было бы воспринято вами? Подумайте. Вы элементарного не понимаете или не хотите понять, что если бы не оккупация и ваши гнилые пропагандисты с грузинскими фамилиями, они реально не грузины, у них только фамилия грузинская, а душа русская, то мы вообще не вспоминали бы вас и вашу страну. Вы должны осознать, что Советского Союза больше не существует. И те гнилые пропагандисты, которых кормил Кремль в Грузии, они уже умирают. Те агенты влияния, а новоиспеченные, они изгои в моей стране. А их аудитория — это мамонты, которые тоже в процессе вымирания. Вы должны привыкнуть к тому, что Грузия не ваша зона отдыха и не ваша столовая. Это свободная страна. Вы думаете, что в Грузии вас любят и ценят, и уважают? Те, кто вам клянутся в любви, это не грузины, это грызуны, это грызуны с грузинскими фамилиями. Они остатки тех безмозглых грызунов, которые все делали, лишь бы угодить вам. Не грузины, а грызуны. Грузуны. Убил этот момент у меня, блядь, нахуй. Грызуны они, блядь, нахуй. Блядь, я повторить даже это не могу, блядь. Ну, это, блядь, белочки, нахуй. Все, блядь. Поэтому, как говорится, вот у нас тоже такие же белочки, нахуй, хабирчики, нахуй, кадырчики, нахуй. Чуть-чуть названия другие только у нас, блядь. Минихановы, вот грызуны, суки, блядь. Сука, блядь. Пиздец, чипы-дейлы ебаные. Большинство настоящих патриотов Грузии их даже людьми не считают. Мы их людьми... Очень плохо, что вы забыли, кто такие мы, настоящие грузины. Вы, наверное, забыли, что два грузина, будь они прокляты из-за этого, что два грузина приняли Россию с Сохой и оставили ее оснащенной атомным оружием. Да, это так, это правда. Если бы не стали, ни Лаврент и Берия, у вас не было бы ядерного оружия. И вы бы знали свое место тогда. И напоследок, я вам советую, я хочу хороший совет дать вам. Если хотите интегрирование в цивилизованном мире, свергните Путина. Поменяйте мировоззрение, начните уважать другие народы, их ценности, историю. Не мешайте нам вернуть наши земли обратно. Начните мыслить, как цивилизованные люди. И может потом, после всего этого, мир тоже пойдет к вам навстречу. И может, и мы, ваши соседи, когда-нибудь простим вас, ваши злодеяния. А если вы продолжите в том же духе, разговор с вами всегда будет короткий. Русский военный корабль, иди на 3 буквы. И дальше вы знаете, куда пойти. А я добавлю, русский корабль, иди нахуй, хуй, блядь, аңладыңызмы? Куттак башлар, урыслар. Куттагымыз суырыгыз, блядь. Әйтәлмәде инде, уялды әйтергә. Мин уялмыйм нахуй. Мин уяла торган малай түгел мин. Авызына сигин бөтөгөнөгүзне, блядь, нахуй. Урыслар, нахуй. Главное, урыслар, блядь. Поймите, вот здесь вот начинают писать манкурты, нахуй. Я сейчас их блокирую, нахуй. Затрахали эти манкурты. Ну, наверное, наши товарищи уже устали с ним бороться, наверное, блядь. Я должен блокировать их, нахуй. Заебали. Да, хорошо сказал, не столовая. Вот именно, блядь. Башкортостан и Татарстан тоже не столовая, блядь. И Ичкерия, и Дагестан, и подавно с алмазами. Якутия тоже это, как говорится, не столовая, нахуй. Не почивальные, нахуй, узкожопых, блядь. А они, блядь, нахуй расслабились тут, блядь. Закинули ножки, блядь, на нас, блядь. И
творят всякие дела, блядь. Поэтому мы должны встать, потому что наше время пришло. Наше время, вот молодых, время молодых, разъебать этих стариков. Другого варианта нету. Если вы, говорится, чмошники нахуй, всю жизнь, блядь, нахуй, пора уже нахуй, блядь, из этого чмырья выходить, блядь. Выходите нахуй, и все, долбить этих узкожопых срочно, блядь. Он, кстати, блядь, только понял, что на улице дождь идет, блядь. Дождь пошел нахуй. Делаем, как говорится, скоро сейчас уже завтра джума будет, делаем дуа. Я тоже в ТикТоке об этом говорил. Делаем дуа, чтобы все мусульмане мира, делаем дуа, чтобы путинососы все сдохли. Делаем дуа, вот во время дождя особенно принимается. Делаем такие дуа, чтобы мы победили этих узкожопых всех и посадили их всех на кол, блядь. Тут вот дальше читаем. Рекорды ядерной сверхдержавы. Венесуэлка може, а челюсти ні. 1500 человек в день потери России в Украине установили новый рекорд. 1500 человек. Я просто херею в день. После этого мои подсчеты вы еще скажете, что я лгу, когда я вам про Башкортостан читать начинаю там в телеге. Мы еще туда перейдем. Давно я там не был. И вообще в эфире тоже давно не был. Вот я вам и говорю, когда говорят Габбасов, все вот эти аналитики начинают говорить хуйню какую-то, я считаю, это неправда. Из Башкортостана, из Татарстана по 3000 в год не может быть. Это ебанутые подсчеты, чтобы вы не упали со стульев и не сдохли от услышанного. Само собой, Башкортостан, Татарстанда не 3000 умерло, блядь, нахуй. Минимум, нахуй, умерло, блядь, 50-100. Вот это будет более правдивая расценка. С Татарстана то же самое. Минимум 100. Не говорят, что там Чувашия, Мариэль, блядь, и остальные какие-то мелкие, так скажем, блядь, республики. Ну, я имею в виду, говорю, что маленькие у них территории, считай, они мелкие. Не говоря, что, блядь, пиздец, там Бурятия, нахуй. Бурятия, нахуй, минимум 200 тысяч, нахуй, закопали уже. Якуты то же самое, блядь. Поэтому с каждого региона 1500, если раскидать на регионы, сколько нам регионов говорили? 86 регионов, да? 86 регионов на 1500, если разделить, пусть будет даже 100 регионов на 1500, это получается по 15 в день, да, получается? 15 в день. 15 человек в день с регионов. Нормально? Как вам? Нормально это? Башкортостан, Татарстан и другие регионы. Нормально вам? 15 человек в день, каждый день будете хоронить. 15. Да там могильщик заебался, наверное, копать нахуй, понимаете? Но, увы, как говорится, вам это узкожопая, блядь, пидорасия нахуй делает облегчение. Они оставляют там, блядь, там их гнить, чтобы через них прошла березка и росла березка нахуй. Их кушали, как говорится, дикие собаки и всякая дикая дичь там нахуй. Вот и все. Кости собирать нахуй, вы заебетесь кости, наверное, собирать потом, после, так скажем, раскопок. Раскопки, когда начнете делать в Украине, вы, наверное, там, вот, есть же картина какая-то, блядь, черепов, блядь, вот столько черепов, наверное, наберете, ну, оно будет явно как пирамида, нахуй, Эфиопии, или как там, блядь, точнее, Египта, нахуй, этот, так скажем, размером высоты, блядь, наверное, будет черепушная пирамида в Украине. Так, туалар, идем дальше. И тут, конечно, интересное тоже про Украину. Нужно побудить украинцев вернуться или начать работать. Канцлер Германии Шольц. Ну,
как-то тут можно и негативно добавить, и среднячок. Ну, я могу, так скажем, сейчас дочитаю эту всю тему и, конечно, свое добавлю. Слишком многие находятся здесь по сути уже достаточно долго, и теперь им нужно наконец начать действовать. По словам Шольца, он очень подробно обсуждал этот вопрос с Зеленским. И Украина намерена создать в Германии и Польше украинское агентство, которое будет помогать украинцам либо вернуться на родину, либо устраиваться на работу в Германии. Я хочу сказать от себя. Если украинцам даются документы, не то что нам, работать, я бы, наверное, работал бы здесь. Потому что оставаться здесь легче и лучше было бы, чем ехать в эту разруху. Это первый вариант. Второй вариант, само собой, сейчас туда ехать смысла нету. Грубо говоря, нахуй шлите этого Шольца нахуй, и пусть хуй сосет, как говорится, у Путина. И в итоге, когда государство неорганизованное, блядь, разрухи в данный момент, блядь, пол Украины, блядь, находится, блядь, в русне, я думаю, в такую хату точно возвращаться не стоит. Хоть ты 1000 раз будь патриотом, я бы не поехал бы, потому что, блядь, нахуй, если вдобавок еще это будет мощная, блядь, вот этот договор, блядь, который не будет нравиться нам, не дай Аллах, если будет такой договор, блядь, с приходом этого ебучего Трампа, блядь, если договор будет хуёвый, то после этого, я думаю, такую Украину ехать точно не стоит, потому что она будет продана, получается, нахуй, чуть ли не вся, блядь, этой ебучей русне, и я считаю, блядь, там уже украинцам точно нехуй делать будет в данный момент. Может, через какое-то время, да, можно, но это самый плачевный хуёвый вариант. Есть, конечно, охуенный вариант, если в данный момент вот эти ебаные Шольцы, блядь, заставляя работать, хуйней мается нахуй украинцев, лучше бы они, блядь, уёбки, помогли бы нам, Башкортостану и другим регионам пойти войной на Москву. Вот это было бы идеальное решение. И украинцы вернулись бы, само собой, и в Донецк, и Луганск, везде. Все было бы ихнее, и даже больше. Я, как говорится, добавлю бы от себя, до Воронежа будет, как я говорил, Кавказ и Украина. А Украина может даже быть, это вся Москва, называться Киев-2. Киев-1 на месте, а наверху пусть будет это Киев-2. Разъеб Москвы и уничтожение слова Москва. Чтобы это, блядь, слово Москва никогда нахуй не слышали мы нахуй и забыли раз и навсегда, блядь. Это будет идеальный вариант. Вот тогда уже украинцы могут, как говорится, четко ехать, как говорится, и перевоспитывать своих рабов узкожопых в этом Киеве-2. Как раз будет, как говорится, вам чем заняться, вернуться и давать им пизды, блядь, нахуй, чтоб оклемались, нахуй, и давать им книжки украинские, пусть учат украинский язык. Вот это будет идеальное решение. А то, что Шольц, блядь, пытается заставить, нахуй, украинцев работать, это огромная ошибка. Почему? Потому что ему сперва, этому гондону, я немцев в Германии вообще ненавижу. Вторая пидорасия, нахуй, на самом деле, блядь, внутри Европы. Гондоны те еще. Этим гондонам я скажу одно. Когда Сирия нахлынула, никто сирийцев не заставлял идти работать. Они просто говорили и все. Ну и все. А этот хуй прям выносит это нахуй на все мирное обозрение, унижая украинцев. Поэтому есть какие-то тут интересные, странные движения. Получается, значит, все-таки Шольц на самом деле может топить под русню. Поэтому мы не знаем. Двойные стандарты. Лицемерие никто не отменял. Поэтому я считаю, нахуй, дела Шольца это один день сбора всех украинцев по всей Европе и Америке на улице, послать нахуй
немецкий корабль, нахуй, ебеням. Чтобы они, блядь, больше никогда рот не открывали насчет работать или не работать. Не хотят, нахуй, помогать. Пусть, нахуй, идут ебеням, блядь. Вот и все. Украинцам найдутся другие помочь, потому что они же не хотят, нахуй, чтобы Украина вся проглотилась русней. Поэтому, как говорится, они будут все равно помогать. Так что не ссыте. А Шольца нахуй шлите. Дальше идем. Пиздец, блядь. На Алтае какая-то хуйня. Ну, у нас, как всегда, блядь, через одно, как говорится, понос, блядь, то этот, блядь, золотуха или понос, блядь. Грузия, кстати, сегодня Невзорова там давили насчет тёщи, да? И, грубо говоря, Невзоров даже сказал, нахуй мне эта теща, блядь, грубо говоря, да, блядь, если она тоже, блядь, как-то в одно время топила, говорит, за Путина, блядь. Вот так вот. Но, с другой стороны, как бы, ну, давление, блядь, на родственников, это низкий поступок, само собой, этих узкожопых, нахуй. И кадыровцы такой же тематикой занимаются. Ну, у них одна тема, нахуй. Давить на маму, на папу, чтобы выдавить, нахуй, сына или дочь. Вот. И тут на видео глава Единой России, директор школы города Славнород, Алтайского края просит помощи и обвиняет власти в произволе. Обвиняется директор в совращении школьника. Совращении школьника. Бабу или мужчину, я так и не понял. Вот так понапишут. Ну и вот он распластался на полу и орет, блядь, типа они меня что-то делают. Взрослый директор школы, блядь, я хуею на Алтае, блядь. Это что за нахуй, да? Ой, блядь, просто я поражаюсь. Вот. Ага. Вот у меня только что вырубили, короче, ТикТок, прикиньте, блядь, нахуй. Уёбки постарались опять. Опять, блядь, забанили ТикТок. Ебанутые, сука. Люди сидели и банят тут. Гандоны. Сейчас, секунду. Такое чувство, как будто они прям слушают меня, блядь. Я хуею просто. Просто хуею. Ну да. Доступ к рейтингу заморожен, короче. До 13 декабря, прикиньте, блядь. Понятно. Пошли они нахуй. Гандоны. Так, туганлар. Хазар мына эфир алып барайын бит инде. Заморозили, точнее, да, закрыли эфир, сейчас загружу доказательства все. Короче говоря, дұрыс сөзіне сөйлесең, халыққа, точнее түгіл, халыққа да түгіл, ТикТокқа да ошамас екен. Почему? Потому что ТикТок это, сука, китайский нахуй, дерьмовый, блядь, нахуй программа, блядь, который, блядь, нахуй рубится нахуй под русню. Китайцы и узкожопые нахуй. Одни узкожопые, а китайцы узкоглазые нахуй. Два брата-акробата, гниды, блядь.
загружу доказательства все. Короче говоря, дұрыс сөзді сөйлесең, халыққа, точнее, түгіл халыққа да түгіл, ТикТокқа да ошамас екен. Почему? Потому что ТикТок это, сука, китайский, нахуй, дерьмовый, блядь, нахуй, программа, блядь, которая, блядь, нахуй, рубится, нахуй, под Русню. Китайцы и узкожопые, нахуй, одни узкожопые, а китайцы узкоглазые, нахуй. Два брата-акробата, гниды, блядь. Так, туғанлар, қазір мына эфир алып барайын бе енді, заморозили, точнее, да, закрыли эфир, сейчас загружу. Так. Азер, секунд. Пока давайте я поставлю вот эту одну вещь. Чуть-чуть. И сейчас я тут. Боевики антиправительственных группировок возле дорожного знака «Добро пожаловать в Хаму». Битва за 4-й по величине город Сирии началась, но пока далека от завершения. Противникам Асада удалось вплотную приблизиться к Хаме, но после этого армия Сирии заявила, что остановила наступление боевиков и даже перешла в контрнаступление. Однако далеко отбросить антиправительственные подразделения не удалось. Они находятся, по крайней мере, в 15 километрах от Хамы и ждут подхода дополнительных сил. Мы сейчас в Суране. Все соседние села тоже наши, слава Аллаху. Мы работаем над освобождением Хамы и возвышенности Джабаль Зайн Аль-Абидин. На шоссе номер 5 следы ожесточенных боев. Сгоревшая бронетехника, танки, пустые военные грузовики правительственной армии. Это дорога с севера на юг, от уже захваченного Алеппо через Хаму к столице Дамаску. В последний раз мы были тут в 17-м году. Сейчас почти начало 25-го, и вот мы вернулись. Пока что Хама – один из немногих форпостов Башара Асада перед Дамаском. Поэтому на оборону Хамы пришло элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра», которое и провело контрнаступление. Не дожидаясь исхода боев, мирное население спешит уехать подальше, кто на чем может, захватив самое необходимое. Бегут главным образом на северо-восток, в провинцию Рака, которая уже давно находится под контролем сирийских демократических сил, курдских военных формирований, сотрудничающих с США. По данным ООН, количество беженцев уже превысило 50 тысяч человек. Эскалация боевых действий привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения, к перемещению десятков тысяч людей, прерыванию предоставления критически важных услуг и срыву наших гуманитарных операций. Насколько масштабным окажется возобновление боевых действий в Сирии, будет во многом зависеть от того, окажут ли Россия и Иран существенную военную поддержку сирийскому режиму, как это происходило в прошлые годы гражданской войны. Признаков прибытия существенного подкрепления пока не видно, но в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН представитель России обвинил в дестабилизации Сирии не только США, но и Украину. Саму же Россию различные оппозиционные группы в Сирии обвиняют в авианалетах на жилые кварталы, школы и больницы в провинциях Алеппо и Идлиб. Так, накануне обстрелу подверглась университетская клиника в Идлибе. По данным волонтерской организации «Белые каски», среди жертв были и пациенты реанимации. Они погибли после того, как авиаудары повредили систему подачи кислорода. Боевики антиправительственных группировок возле дорожного знака «Добро пожаловать в Хаму». Битва за 4-й по величине город Сирии началась, но пока далека от завершения. Противникам Асада удалось вплотную приблизиться к Хаме, но после этого армия Сирии заявила, что остановила наступление боевиков и даже перешла в контрнаступление. Однако далеко отбросить антиправительственные подразделения не удалось. Они находятся, по крайней мере, в 15 километрах от Хамы и ждут подхода дополнительных сил.
Мы сейчас в Суране. Все соседние села тоже наши, слава Аллаху. Мы работаем над освобождением Хамы и... Так, я здесь, Тугандар, короче, все понятно, короче. Интернет глюк. Так, 4 сағат барабыз. Туғанлар мені ябып қойсалар, мына бірсін яптылар бит енді. Ябып қойсалар, екінші нәрсекеге ютубтан шақырғамагу. Башқұртстан Уфа деген ютубым, есть что. Шунда жазылығыз. Что-то глюк этот поймал. Интернет глюк поймал. Хз. Все нормально вроде бы. Окей, идем дальше. Так, один момент. Так. Да, вот я вчера записывал, чтобы не забыть. Вот, допустим, даже, да, из этой узкожопой системы, кого посадили, да, это вот недавно посадили, когда посадили, уже давно сидит или суд, или что, я не понял. Про Горинова, постоянно про Горинова говорят. Вот этот, я забываю сказать. Блядь, где мой микрофон? И вот 4 числа, вот как раз в новостях услышал, ну, его посадили по фейковым статьям, как обычно. Мучают холодом Зинданда, но в тюрьме мучают холодом, где он там в обезьяннике находится, в этом Москве или где там в каком-то Матросская тишина или где он там, блядь, находится. В итоге, исходя от этого, что я хочу сказать, что в этой московской, блядь, ебучей, как говорится, Думе сидят одни маньяки. Получается, им похрен даже на своего, получается, раба, так скажем, блядь, узкожопого, как бы, чтобы демонстрировать, что они могут любого вот таким образом сделать, как говорится. Им не волнует, какая нация. Мы это поняли теперь, да, ведь? Но, как говорится, тут только один момент. В таких случаях, получается, блядь, я не знаю, блядь, пятиэтажные стандарты. В каком понимании? Пятиэтажные стандарты того, что они, сажая этого Горинова, показывают как бы другим народам, что они, так скажем, ровные, да, ну типа ровные они такие, типа, ну и узкожопые сидят, и татары сидят, и чеченцы сидят, ну все сидят, как бы, кто против этого. Окей. Если мы рассматриваем это с этой стороны, ну а тогда, какого хуя тогда везде, блядь, нахуй, по всей регионам, блядь, Башкортостана, Татарстана и другим регионам, там, Бурятии и так далее, ходят эти сраные, блядь, узкая община? Понимаете, как тут?
Получается, там сажают одного узкого мужика, Гориного, его мучают холодом еще, и других, само собой, всех так делали. А там еще вдобавок узкожопые, получается, ходят против не то что нелегалов, а в наших республиках и хозяйничают. Вот как это можно понимать, да? Вот вы в какой стране живете. Я это понимаю так, что вы, манкурты, в Башкортостане и Татарстане, не можете увидеть очевидного, что вас, как говорится, как сказать, блядь, ебут и дразнят. А вы не можете это, блядь, нахуй, вот, блядь, живя там, это чувствовать. Это до такой степени быть бестолочью, блядь, нахуй, что не видеть это. Ну, это же уму непостижимые вещи, блядь, нахуй, чтобы вот это дерьмо проходить, пропускать через уши, глаза. Вот это чувство, блядь. У вас что, нету своего, блядь, вот этого чувства, нахуй? Какая-то, блядь, гордость должна быть, нахуй. Я не знаю, я не могу понять. Ладно, блядь, Башкортостана, Татарстанда нету, скажем, такого. Ну, а Кавказ? Кавказ-то что молчит? Чё это горелые такие прям заядлые, блядь, такие боевики? Где они? Где? Я не могу понять, блядь. Или все, ушли с Басаевыми? Ушли с ними, да? Поэтому үкінерлік хәлгә життік біз, что я даже, оказывается, получается, не могу в своей нации найти людей, которые говорят, давай вместе пойдем на Москву. Вот мы до чего дожили, понимаете? Мында үкініп өліп кетесің, үкінуден өлесің мында. Сен былай гана өлмейсің, шегілеп гана или там пулю не поймаешь. Үкіну сені өлтірге может. Что дожив до вот этого периода 21 века, узнаешь, что в твоей республике нет людей, которые могли бы пойти, так скажем, против вот этого всего бесстыжего проявления нацизма, унижения. Ну, вообще, блядь, конкретно, как они говорят, холопы мы, блядь. Конкретные, блядь, нахуй. Вот я не знаю, как у вас это разбудить. Что вы, люди, ё-моё, вы должны жить нормально. И мы должны жить нормально. Вот это вы не можете, что ли, понять? Не хотите, что ли? Или по жизни хотите в окопах? Как вон те, получается, строители, которые я сегодня видел, в грязи из стройки вынесли и построили по струнке смирно. А вы в этот момент уже в окопе, в керзовых сапогах, грубо говоря, и все, как говорится, ну, улем состояние своим, да. Состояние капута. Не знаю, как это будет. Мертвечины. Итак, все об этом раздували, у меня эфира не было, давайте вот этот момент добавлю к тем пропавшим людям. Как раз это, вот даже, чтобы не говорили, опять цифры, опять пизжу. Тут, понимаете, в тот день я вам про пенсии рассказывал, как насчет пенсий наебывают. А тут вот наглую, ебучая, блядь, Анна Цивилева пиздела всем нам, точнее, блядь, пропизделась. Момент сейчас. Если уж они блоканули такое, я буду писать, блядь, все равно по 10 минут. Туганлар максимально репост. Рахмат. Так. Итак. 48 тысяч пропавших без вести участников войны в Украине.
Такие данные случайно раскрыла замминистра обороны России Анна Цивилева, ее называют племянницей Путина. Ну, вы это уже 1000 раз слышали, наверное. Ну, давайте дадим еще раз прослушку, вот этот момент. И концентрация к этому. Сейчас. Россия готовит наступление на Херсон. 48 тысяч пропавших без вести. По этим цифрам нигде не фигурирует. Случайно озвученные цифры. Таких долб***ков, как вы, в ямы и надо сажать. За отказ идти на штурм Вот, в ямах или сидят. расстрел. Такер Карлсон снова в Москве. Политический хаос в Южной Корее и упавший астероид в Якутии. Об этих и других событиях дня сегодня среда, 4 декабря. Я, Мелани Бачина, расскажу теперь. Чуть-чуть назад уже возвращаемся. Итак, Россия готовится к новому наступлению на Херсон через реку Днепр. Об этом со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина пишет газета Financial Times. По данным издания, таким образом, Кремль планирует усилить давление на Украину до того, как избранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом. Эту информацию подтвердил сегодня и спикер Сил обороны Юга. Российские военные собрали 300 лодок для переправы через Днепр, чтобы наступать на правобережье Херсонской области. Спикер отряда «Юг» украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что российские войска также пытаются захватить речные острова и подойти ближе к западному берегу Херсона. ВСУ заявили, что готовы противодействовать любому развитию ситуации. Недавно россияне провели крупное наступление на Казацкий остров. Он расположен к северо-востоку от Херсона, недалеко от Новой Каховки. Financial Times пишет, что армия России развернула на левобережье Херсонщины некоторые из своих лучших подразделений беспилотников. Они запускают дроны через реку, по которой сейчас, собственно, и проходит линия фронта. 2 года назад, напомню, ВСУ в ходе контрнаступления вернули захваченные россиянами Херсон. С тех пор город находится под постоянными обстрелами тяжелой артиллерии, ракет и беспилотников. На другом участке фронта Донецком российские войска пытаются взять в окружение Великую Новоселку. По данным Американского института изучения войны, им удалось продвинуться на севере этого населенного пункта. Прицел 415, уровень 32. Дело в том, что Великая Новоселка находится на границе 3 областей – Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. По мнению аналитиков, российские военные приближаются к своей цели по окружению этого населенного пункта. Они ведут наступление сразу с нескольких сторон и перерезают логистические маршруты на подступах к поселку. ВСУ рассказывают, что российская армия использует тактику штурмов малыми группами и, несмотря на большие потери, приближается к Великой Новоселке. Это крайне важный опорный пункт для ВСУ и самый крупный населенный пункт на юге Донецкой области. Если российская армия сможет его захватить, это перережет логистику ВСУ в районе Курахова. Также под угрозой окажется Днепропетровская область и Запорожье. 48 тысяч только пропавших без вести участников войны в Украине. Такие данные случайно раскрыла замминистра обороны России Анна Цивилева. Ее называют еще племянницей Владимира Путина. Во время заседания Комитета Госдумы по обороне она сказала, что именно столько тестов ДНК сдали родственники пропавших на войне российских военных. Заседание проходило еще 26 ноября, и тогда велась прямая трансляция на сайте Госдумы, но запись в итоге так и не появилась. Однако записать кусок трансляции удалось подписчику телеграм-канала «Астра». Ранее стало известно, что российские регионы вот этот момент давайте. Закупать средства для опознания тел погибших участников войны в Украине. Цивилева сказала, что все, кто подписывает контракт с Минобороны, теперь сдают свои ДНК. Депутат Госдумы Андрей Картополов, который был на заседании, сразу после слов Цивилевой обратил внимание на то, что озвучены чувствительные данные, и публиковать их нигде не надо. Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем, они сдают бесплатно, у них принимает это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч, это тоже ведется. Она первые цифры называла, в том числе вот из этих случаев, я бдительно прошу, этими цифрами нигде не фигурирует. Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять, я думаю, тоже там, чтобы эти цифры нигде не глаза.
Добавлю, официально данные о погибших в Украине Минобороны России не публиковало с 2022 года. Недавно издание «Медиазона», которое ведет статистику потерь по открытым источникам, называло цифру погибших около 80 тысяч человек. Свою оценку потерь российской армии назвали накануне в НАТО – 700 тысяч человек убитыми и ранеными. По их подсчетам, ежедневные российские потери только в ноябре достигли нового максимума – по 1500 человек в день убитыми и ранеными. Но даже несмотря на такие потери, российским военным удается продвигаться на фронте, в том числе у Курахова Донецкой области. Захват этого города, говорят аналитики, лишь вопрос времени. Спасибо призраку Новороссии, Фобосу за предоставленные антенны Сирио двухметрового диапазона. Вот мы их как раз готовим, устанавливаем. Курахово сейчас одна из самых горячих точек фронта. Российские военные продвигаются вперед, украинские военные отступают. На этом видео связисты на окраине города налаживают связь и благодарят тех, кто помог, чем смог. В Z-каналах бросили клич на покупку антенн. В соцсетях таких кличей немало. Российские военные жалуются на нехватку техники и оружия и просят им помочь, как они говорят, выполнить приказ и идти на штурм. Уважаемые россияне, мы, штурмовики Южно-Донецкого направления, просим вас о материальной помощи для приобретения мотоциклов. Они нам нужны для выполнения боевой задачи. Позор, бля, мотоциклы просят. Мотоциклы нужны в том числе для того, чтобы доставлять личный состав. Давайте сейчас потом дойдем до велосипеда еще этот. Так, Туганлар, я здесь. Короче, этот... интернет у меня что-то тут пропадает куда-то, блин. Мында до хрена безнекелер кеткен шекелі кюкларға, короче. Мында до хрена этих отморозков понаехало, короче. Итак, ладно, идем дальше. И вот... Так, сейчас запись кинем. Так, продолжаем. 48 тысяч, это Севилева, это чертовая, блядь, пропиздошилась. Вот представьте теперь, 48 тысяч, да ведь? И потом вы дальше слушали, как бы там 700 тысяч и так далее, говорят, да ведь? 48 тысяч. Получается, сдали какие-то анализы 48 тысяч людей, которых не нужно было говорить. Окей. Мы как бы это не слышали, окей, мы об этом не знали и так далее. Нам это как бы, ну, как бы не говорили, допустим. И тут получается вопрос, забываю микрофон, блядь, вопрос такой, 48 тысяч, хуй знает с каких регионов, мы даже не знаем с каких регионов, ну, допустим, со всех регионов этой пидорасии, 48 тысяч убитых. Это раз. Анализы сдали или дали. Вот я и говорю, вот именно, не 48 тысяч. И этот момент кто-то записал и резко его удалили. Это прямой эфир у них был. Вот как я прямой эфир, а у них прямой эфир, блядь, обсуждение, вот эта хуйня идет. И тут момент. Самое интересное, меня, блядь, об этом никто пока еще что-то не говорил об этом именно. Что 48 тысяч, нахуя у них эти, блядь, тесты брали? Это раз. Нахуя его брали, блядь? Получается, если 48 тысяч брали сейчас, ну да, вот 480 тысяч, это может, да, правда быть, если там и дальше сказали, что американцы сказали, или европейцы 700 тысяч. Окей, даже 700 тысяч это мало, нахуй, это еще больше может быть, мы же не знаем. И в итоге, значит, если 48 тысяч анализов они взяли, получается, значит, эти люди, которые давали эти анализы, они же знают, понимаете, подвох в чем? Значит, получается, не только у этих 48 брали, значит, это, блядь, нахуй практикуется у них, блядь, в течение этих 3 лет. Вот самая, блядь, мысль тут. Получается, значит, они знают, блядь, сколько подохло там
Само собой они знают, да? Но вдобавок они брали у них вот эти мазки или хуево сперму. Что они у них брали, я не понял, блядь. Что они могут брать? Кровь брали или что, блядь? В итоге, короче, брали то, что, блядь, нахуй, доказывает, что они родственники, блядь. Вот и все. Вот прикиньте теперь, самое интересное, блядь, в Башкортостане, в Татарстане, если тоже эта практика проходила, мы же не знаем, откуда эти 48 тысяч людей, блядь, сдохли где-то. Если это брали, получается, значит, это до такой степени, нахуй, для нас это звоночек, что в Башкортостане и в Татарстане мы потеряли народ. Мы потеряли народ. Вот в чем прикол здесь. Мы, блядь, потеряли, я не говорю даже других регионов, Кавказ, Чечня и так далее. Мы потеряли этих людей. Каким образом? Что они своеручно дали анализы для хуй знает для чего, и в итоге, блядь, узнать, наверное, ихний человек, не ихний, блядь, ну вот так, наверное. Получается, я-то сейчас додумываюсь, наверное, чтобы узнавать трупы, получается, узнавать трупы своих, кто сдох, кто что. Почему? Потому что все в мешках идут. Помните приколы, мешки мусорные? И мобилизация, и под этим щитом мешки мусорные. Вот примерно так. Чтобы вот это, наверное, узнавать, потому что они уже заебались их, они не знают, кого куда отправлять. Поэтому, получается, вот эти сортировочные базы требуют ДНК. Вот тебе и нахуй ответ. И в итоге, получается, штабелями, если этот видос Невзоров откуда-то выкопал, всякого Невзоров один это не делает, у него команда, значит, у них больше не то, что я один, там, допустим, могу что-то увидеть, а они там команды, если работают, получается, TikTok, YouTube, везде, блин, у Невзорова, получается, у них команда, и им легче добывать всякие видосы. И в итоге, если эти могильники, так скажем, блядь, нахуй, вайлсбергские, блядь, склады, блядь, используются под гробы, получается, нахуй, как я в тот раз вам говорил, в одном гробу, блядь, отец и два сына. Или там дед, отец, дед, сын, внук. Вот так. В упаковке, в пакете и в цинковом гробу. Конечно, там нужны, блядь, ДНК. И теперь представьте, 48 тысяч это только одна какая-то хуйня, где она пропизделась на одном мероприятии. А значит, такого у них уже не первый раз. Понимаете смысл? И самое интересное, что наши это проглотили. Наши в Башкортостане и в Татарстане проглотили. Вообще быдло народ, блядь. Кому, блядь, я не знаю, блядь, похуй. Кому похуй до своего народа, блядь. И еще вот здесь, если вы видели, вот здесь комментарии, сейчас я начал закрывать, пока там что-то делалось. Столько комментариев, типа, если он из Башкортостана, он, типа, я его не признаю, что такое понаписали тут нахуй. Да мне похуй, блядь. Мне до пизды манкурты сраные, блядь. Башкорт, татар. Меня похуй на вас, блядь. Уёбки нахуй. Мен сізні, блядь, қойткаш, блядь, күтерізге сіген бүтінігізні нахуй. То, что ты мне, мой, твой, нахуй, не котирует нахуй. Вот вы, пидоры, нахуй, сейчас подписываете, даете ДНК свои, блядь, и отправляете своих же родственников, нахуй. Вы думаете, что, для меня вы кто-то будете, что ли? Вы гандоны, которые продали, нахуй, за путинскую жопу, нахуй, свои, блядь, нахуй, родственников, мужей, блядь, нахуй, женщины особенно, блядь, нахуй, вам касается тоже, блядь, сучки сраные, блядь. Башкорт, татар, баласан, у меня похуй, Чечен, Дагестан, мне до пизды до вас. Манкурты, нахуй, будут, нахуй, так же, нахуй, лежать, нахуй, штабелями, как узкожопые рядом, блядь, ублюдки. И в итоге, получается, вот эти мрази, блядь, получается, сейчас уничтожают наш народ, блядь. Вот таким образом, нахуй, давая, блядь, нахуй, ДНК, уже, как говорится, в пакеты расфасованные, нахуй, эти людей, чтобы распознать, блядь. И итог, значит, конкретно мы уже точно уже можем говорить, что, блядь, не 48 тысяч, а
Каждый раз по 48 тысяч. И умножьте это на 3 года. Вот вам результат. Это получается, если 48 тысяч это на какой-то период она пропизделась, это получается, если она это сказала на 1 месяц, допустим, умножьте это на год, на 12. Получается, вот вам расценочка. Как раз таки получается, наверное, сколько? 600 мың, грубо говоря. 600 мың елана өлген. И вы думаете, что вы что-то пытаетесь умничать? Получается, нахуй 700 мың өлмеген. Har yılını 600 мыңнан өлген. Хуй с ним. Если даже 48 мың 2 айға бола тұрған болса, значит 300 мың өлген. Понимаете? Грубо говоря, yılına 300 мың өлген. Итог 3 yılda 900 мың өлген. И вот предположение 700 тысяч, вот это и есть. Да, вот это и о концовке получается так и есть. Получается, вообще до этого говорили, 1 миллион сдохло, 1 миллион. Да, 1 миллион положили уже. Вот теперь этот 1 миллион по процентной ставке раскидайте, в первую очередь это Башкортостан, потом идет Бурятия, потом Татарстан и так далее. Вот вы и раскидайте этот 1 миллион по всей Рашке. И вот вы увидите результат, сколько вы ёбнули на весь Башкортостан. Я думаю, с Башкортостана сдохло там минимум 200 тысяч. Минимум, если не 300. Вот эту сумму вы можете точно смотреть. А это мы найдем его. Хабирова за жопу, когда мы возьмем, мы узнаем, сколько ушло вообще из Башкортостана. Если даже сейчас мы не можем его посчитать поштучно. Так что имейте в виду, туганлар, вы убиваете наш народ. Похую то, что они манкурты, но вы причастны к этому. Вот и все. Вот это я вот хотел как раз высказать. Хоть и тема старая, 4 декабря, но... А президент Казахстана, однако, умеет троллить Путина. Развешанные по всему... Это я записываю в ТикТок теперь. Поэтому туганлар, наша задача срочно, любым способом 30-30 иллега хатлы, 30-50 мужиков вытащить и готовиться, как говорится, пойти на Москву. Другого варианта у нас нету. Всякие твари, которые живут в Башкортостане и в Татарстане, которые топят за Путина, они никогда, как говорится, безгатуган болмай, беркошанда. Так что вы забейте на них нахуй. Мен вот даже своим родственникам это в лицо могу сказать, что если они сейчас будут топить, и когда они поймут, как говорится, кто это все высказывает, они же никто не знает. И я вам скажу, что мне до пизды до них будет. Почему? Потому что они будут в первую очередь, блядь, нахуй, в той категории манкуртов, которые сейчас рубятся за Путина и идут воевать. Поэтому я считаю, что пощады, нахуй, никому не должно быть. Туганын буламы, блядь, нахуй, башкасы буламы, до пизды. Я это уже 1000 раз говорил, блядь, и еще раз добавлю к теме, что если вы хотите построить независимость, вы должны, как говорится, закрыть на все глаза. На все. Потому что по-другому никак. Шимки шунды буларга может, что даже үзеңне родной отан или улың может, как говорится, стать на сторону врага. И от этого это неизбежность. От этого никуда не убежишь, блядь, нахуй. Вот такая вот явь, блядь. Вот и все. И исходя от этого, мы должны будем вычислять таких уёбков, которые, как говорится, будут топить против нас. Обязательно. Обязательно.
Так, идем дальше. Вот этот комментарий я еще хотел добавить здесь. В тот день начали мне в YouTube сюда писать на то, что этот в этом... Что за какой-то видос загружал, короче, называется «Хватит лицемерить». То ли про Татарстан, что-то такое. И тут пишут: езжайте домой, это как бы приезжим, да, пишут, езжайте домой, вы здесь не нужны, никто вас тут учить не собирается, пусть дома учатся, хватит на халяву тут отираться. Это типа, так скажем, нелегалам такое высказывание получается под этот мой видос. Ну и пытаюсь этим манкуртом, так скажем, или это вообще узкожопо пишет, я не знаю, кто это пишет, но такое чувство, что из Казани пишут, получается. Хочу ответить, потому что там речь именно про Казань вроде бы и была, вроде бы. Сказать, что в Казани и в Уфе приезжие из Узбекистана, с Казахстана, кто там сейчас, так скажем, подметает улицы, с Кыргызстана, Таджикистана, всегда будут открыты двери и ворота. И им запрета никакого не будет. Почему? Потому что наш враг общий – это узкожопые. Поэтому мы никак не можем, как говорится, в своих туганларда искать врагов. Потому что все вот это, то, что они, так скажем, творят над ними сейчас, это отражение того, что мы молчим. Понимаете, весь косяк, который происходит в Татарстане и в Уфе, потому что мы молчим. Понимаете? Мы молчим. Если мы, как говорится, дальше тоже так же будем молчать, вот эта узкая община всех нас, как говорится, накроет, но в этот момент они, когда будут накрывать, они накрывать будут по уставу, как в армии, по уставу будут накрывать, когда ты ничего не сможешь сделать, тебя будут долбить, и тебе нельзя будет что-то делать. Вот к этому вы себя уже привели, можно сказать, да, приведете. Потому что статья. Устав это в армии, а в гражданке это статья. Вот и все. Получается, пикнул – статья, пернул – статья. Вот и все. И Шамарга Бетиндамен постоянно призываю вас, чтобы вы поняли, что безне üstümüzde хужа yok. Безне üstümüzde урыслар у хужа түгел. Вы не можете вот это понять. Вы как бы вообразили в себе, что над вами есть какие-то хозяева. И как бы это Путин или там узкожопые. Как вот здесь мне комментаторы писали, уёбки какие-то. Типа я не от них, оказывается. Я не от них, от этих манкуртов. Я не манкурт, потому что Аллах шикар. Поэтому мы с такими людьми мы точно какие-то отношения строить не будем. И Уфада, и Хозанда, и в других регионах, само собой. И поэтому адекватные, которые сейчас еще остались в Башкортостане и в Татарстане, должны услышать, что мы еще есть. И мы будем, иншаллах, хоть за границей, хоть где мы можем это говорить, где можно говорить. Хоть на Луне будем говорить, блядь. Главное, я считаю, что мы все такие вот, так скажем, блядь, нахуй, не вместе. Вот из-за того, что мы не вместе и пытаемся чмырить друг друга и перед хозяином, так скажем, показать себя таким правильным, нахуй, да, этот какой-то нахуй, этот типа мне Америка платит, блядь, или Европа, у них вот такие сразу отмазки, которые исходят от Москвы. И вы вот эту хуйню пишете мне там, говорите мне, или там несете это дерьмо с собой, блядь, в народ, блядь. А в оконцовке, как говорится, вы потом будете реально, да, ведь, когда мы зайдем, по-другому говорить.
Вот и все. А совершенно anlamıyorsunuz. Вот это вы думаете, что русня, командой над вами, это хорошо. И вы как бы живете, ну, типа нормально же. Воруем, воруется же, нормально. Нахуй нам другие. Вот таким темпом вы думаете, как бы, ну, наверное, не знаю, жить еще дальше. А тем, которые борются, как я, людям, я еще раз повторяюсь, вам тоже так же. Вам тоже так же нужно понять, что если вы дальше вот так будете терпеть и ждать час икса, то монашумный манкуртлар sizge tükürəgine. Тыкра с высокой узкожопой колокольни. А вы этого не можете понять. Я считаю, что таким упырком нахуй мы должны, как говорится, натереть нахуй не то, что кутен нахуй, а аузон, блядь, мойлап сегрегатишбес, блядь, чтобы нахуй, блядь, ихний, как говорится, рот, блядь, больше нахуй, в сторону узкожопов нахуй, никогда нахуй не открывался. Поэтому унижение, получается, нас и не вставание в ответ, и это и есть наша слабость. Наша слабость в том, что мы не можем, как говорится, ответить в обратку. Почему? Потому что, как я уже 1000 раз говорил, мы не можем сплотиться. Мы не можем сплотиться вместе. Потому что постоянно что-то ковыряем друг друга, огрызаемся туда-сюда. Мы не можем сплотиться. Вот в чем прикол. Оружие взять и вместе пойти на Москву. Вот это и есть сплочение. А до этого мы будем просто, блядь, пиздеть. Один там, один тут, блядь, и все. Былай болмайды. Былай дүния құрып болмайды. И былай бір қашанда соғышта независимость ала алмаған алмайды. Мына шундый хәл белән. Шундый хәл белән сез яшим дисәгез, гомер буе сез шулай куркак булып туылгансыз, куркак булып үлеп китәсез. Гомердә вы какие-то действия не совершите героические за родину. У вас будет просто родина, которая называется будет Манкуртистан. Вот в Манкуртистане вы будете жить по жизни, если вы будете дальше вот таким молчаливым методом своим, как говорится, жить. Вот и все. И вот к этому как раз вам пример. Невзоров опять скинули оттуда, как истинное отношение народа к своим героям. Это видео наглядно демонстрирует ватникам, что с ними будет в случае, если им посчастливится вернуться с войны не в гробу, а инвалидом. В итоге, получается, какого-то инвалида скидывают, получается, ну, можем включить, но толка нет от этого. Смотрите, что творят с инвалидом СВО. О. Менты пинают, что-то делают, привезли его, короче, инвалида СВО. И один пинает, другой душит, что-то говорит, и потом начинает тащить его. Его тащат, короче, и костыли, короче, ну, у Невзорова, может посмотреть, у меня в телеге. И все, несут его как мусор, короче, и закидывают домой. Иди нахуй, как хочешь, заходи. И все. Выкинули, даже домой не дотащили, просто все. Да, так скажем, блядь, до куймосана хатли китерган, до заборчика, грубо говоря. И все. Выкинули где-то, блядь. 22-й регион, не помню где. 22-й регион, блядь. То ли Чувашия, блядь. То ли, блядь, Мариэль, блядь. Что такое, блядь? Чувашия 21, блядь. 22 тоже рядом там, блядь. Машинный регион имеется в виду. Так что вот так вот. Ну вот, как в тот день я говорил, слушали Путин, Сирия и ислам России. Руслан Айсен и этот Али Чаринский. Провал Путина в Сирии, значение для мусульман. Ну, все смотрели, наверное. Обсуждают действия Путина в Сирии. Какой знак это несет для мусульман России. Ну, я тоже чуть-чуть послушал. Я как бы с Чаринским не больно. Как в тот раз я всегда напоминаю, как он пропиздошился
То, что, как они ржали, блядь, когда отпиздили одного татарина, короче, мусульманина, 4 дагестанцев. Он как бы встал в сторону дагестанцев, а не на сторону, как говорится, справедливости. И в итоге, после этого я его нахуй не смотрю, по идее не смотрю. Чисто посмотрел ради Сирии, наверное. Чисто для, как говорится, узнать, что творилось вообще, по их мнению, мусульманами в Сирии. Ну, ничего такого путного там они не сказали, мне не понравилось вообще нихуя там толком. Ну, нету, понимаете, когда народ топит, сидя, блядь, один в Турции, другой, оказывается, в Украине, за Сирию, когда у тебя, нахуй, жопа, нахуй, блядь, в дерьме, блядь, в Башкортостане и в Татарстане, не говоря, что в Дагестане, блядь, постоянно пиздят дотационный, блядь, регион, я считаю, блядь, про Сирию говорить, это такими, ну, может, они старше меня, младше, ну, Али Чаринский, наверное, явно младше меня. Вот этот Айсин, там, на год, там, а нет, не на год, 80-го он сказал, да, на 5 лет меня старше. Ну, как мои, так скажем, родственники, сестры, братья. И разговор ихний, такой, знаете, блядь, общий, да, такой, не цельный. Цель у них как бы Сирия. Вот этот цель, я считаю, блядь, оно как бы, ну, как вам сказать, блядь, еще такое название, провал Путина, блядь, нахуй. Да, блядь, хоть 1000 раз пусть это будет провалом Путина, блядь, какая разница, блядь. Самое главное, блядь, я считаю, что нужно разговаривать, блядь, как наш народ, вот именно вот, если ты дагестанец и татарин, разговариваете вдвоем, сплотить эти два народа и взять, как говорится, в свои руки оружие и пойти на Москву. Вот наша задача. А, млай, кутак чайна бутырга, блядь, нахуй. Каждый может. Дома у себя на кухне, блядь, с чайниками, нахуй. Поэтому меня постоянно я это говорю, вот в последнее время часто это говорю, потому что я что-то дохуя начал смотреть их, блядь, всякие видосы, и Руслана Габасова, и вот этих еще, и других, как говорится. Я понимаю, что вот, слушая их, я не вижу нашей победы. Понимаете? Не победы Украины, а победы нашей. Я не вижу. Почему? Потому что нету толчка этого, что от ихнего разговора. Кстати, они прям такое напоминание сделали еще этим, ну вот этого чеченца, как-то как он разговаривает, более-менее нравится, но тоже как бы му ебет, конечно, он. Руслан, другой, короче, один мужик, короче, не помню, тоже два Руслана, когда выходит, на букву К какой-то, Кутаисин, что ли, какой-то, короче, Руслан какой-то инда. И вот, он как-то более-менее что-то говорит нормальное, порой. И исходя от этого, они в тот день разговаривали, что у них, оказывается, набралось 100 тысяч подписчиков. Окей, молодцы, все, понятно. И такое чувство, что эти 100 тысяч подписчиков, оттуда из этих 100 тысяч подписчиков никто их не доумыливает, что ли, я не могу понять, блядь. Я не люблю кому-то куда-то писать комментарии, но иногда же при вас даже пишу всякие чаты башкирские, татарские. Меня вот, и точнее, может, они не читают комментарии, но явно уж в таких комментариях, я думаю, такой комментарий, я думаю, уловил бы я кто-нибудь, если такой написал бы. Не могут, что ли, надоумить их, вот эти 100 тысяч из комментаторов, написать, что «Туганлар, давайте возьмем оружие и пойдем на Москву». Почему ни у кого нет этих слов? Вот этот вопрос меня беспокоит самое большее. Почему этого нету? Получается, тут одна мысль появляется. Почему нету такого вопроса? Потому что эти люди
просто занимаются балаболством и ждут часа икса. Получается, они думают, наверное, мечтают, что без боя мы возьмем Башкортостан, Ичкерию, особенно Чечню без боя, представили, да? Дагестан и так далее. Это, наверное, я думаю, только надо этим нашим, так скажем, братьям-мусульманам тогда надо круглосуточно делать, наверное, за весь умму этот намазы и дуа, не вставая, блядь, по 24 часа. Быть может, тогда Аллах Та'аля услышит и в этот же момент очистит всю эту пидорасию, как говорится, от этой нечисти, и мы просто так обретем свою независимость. Это сверхъестественные вещи вообще. У меня крыша вообще не дотягивает до таких мыслей, если такое произойдет. Да, я верю в Аллаха, если Он захочет, такое сделает. Но в нашем понимании в данный момент такое не произойдет. Потому что живем в 21 веке, и нужно это понимать конкретно, что такого не произойдет. В таком ракурсе, в котором они несут нам какие-то действия, и если в этих действиях нету, блядь, уничтожения Москвы, а пиздеж про Сирию и как они взяли Хаму и так далее, радоваться в это, как особенно Чаринский говорит, типа он радуется, он охуенно радуется, как мусульманин и так далее. Ну, и мы радуемся. Но когда у тебя в хате, так скажем, твои сородичи, твои родственники у разбитого корыта, нахуй, и смотрят народ Путина, когда он, блядь, нахуй, там, выплюнет вам, блядь, нахуй, кость, блядь, свою, обгрызанную. Но я считаю, что, блядь, нахуй, тут пиздеть с такой аудитории 100 тысяч и не взять от этих 100 тысяч людей, подписчиков, ни одного путевого комментария, я считаю, это как-то не то. Я вам говорю. Потому что я считаю, что вот пусть у меня немного подписано людей, но есть конкретные туганлар, которые конкретику мы обсуждаем, и конкретику мы, как говорится, пытаемся говорить. И я это говорю. Поэтому я считаю, что у них вот эта недоделка, это влияет на нашу всю, как говорится, как они говорят, умму мусульман. Почему? Потому что нерешимость, нерешительность – это не дело мусульман. Потому что наше дело, как всегда я говорил, таваккал Аллах. Аллах Та'алямга таваккал кылган кишигина, мусульман гана ул шу гана житиша турган кишига айлана ул. Таваккал кылмый яшаган киши ул житиша алмый бир качанда бир кояда. И он никогда не будет рисковать, он будет просто жить, как говорится, тупо и молчать. Таким образом мы никогда ничего не добьемся. Таким образом мы только будем херней страдать всю жизнь. Мы будем вот так болтать годами, и толка от этого не будет. Примерно так. Поэтому это можно демагогию можно разводить еще пару часов, но я уже не вижу смысла. Шундыхаль, но примерно я донес, надеюсь, свою мысль, что нам хватит уже молчать, нам нужно действовать. Вот и все. Разговор уже нужно, так скажем, блядь, как в армии говорили, разговорчиков в строю отставить. Нужно отставить наши разговорчики, и уже начинать надо, блядь, в руки брать оружие и идти на Москву. Коротко и ясно. Да, страшно, кроваво, но выхода нет. Выхода нет. Так. Так, идем дальше. Вот об этом мы говорили вроде один раз или нет, но опять тут об этом говорят. Один раз мы говорили вроде бы об этом, или я слышал где-то, или это уже как бы они вытащили. Аспекты Башкортостан пишет. Россиянки стали чаще гуглить, как отправить мужа на СВО.
Интерес российских женщин к информации об отправке мужа на участие в специальной военной операции заметно вырос по данным Яндекса с мая по август 2024 года. Количество запросов, как отправить мужа на СВО, увеличилось в 15 раз. С 281 до 4256 запросов. Решившие заключить контракт с Минобороны получают значительные выплаты: 400 тысяч рублей из федерального бюджета, 505 тысяч из бюджета Башкортостана. А в некоторых муниципалитетах добавляют еще 400 тысяч рублей. Общая сумма поддержки превышает 1 миллион рублей. Кратко об институте семьи в России. Согласно исследованию Human Rights Watch и информация от российской правозащитника, Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству случаев домашнего насилия, а особенно острой проблемой стоит в отношении женщин. Около 70% всех зарегистрированных преступлений против женщин совершаются в семье, и около 40% тяжкие преступления – это преступления, связанные с насилием в семье. По оценкам России, от рук партнеров погибает несколько тысяч женщин ежегодно. Напомню, что указом президента России Пидором этим 2024 года был объявлен годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. По данным из открытых источников, в Башкортостане более 3,5 тысяч погибших в ходе СВО. 3,5 тысяч. Это аспекты пишет. Вообще аспекты, как бы вот такую поверхностную информацию можно понять. Но аспекты, плюс еще какой-то один канал, нахуй, я уже читать даже не хочу. Потому что там хуй поймешь, за кого они топят, нахуй, вот такие люди, блядь. Подобие, блядь, этой, сука, Рахимовой, блядь. Рауфа Рахимовой, ну вот такая хуйня, блядь, всякая. И вот они опять это пиздят. С 3,5 тысяч погибших. 3,5 тысячи только из Башкортостана ульган. Я об этом только что и вам говорю, что 200 тысяч минимум, наверное, сдохло, а тут пишет 3,5 тысячи. Я просто херею над информаторами, блядь. Нахуя так пиздеть, если ты вот ведешь такой за Башкортостан аспекты? Ну, хотя бы, что ну, язмабит инде, блядь, уже 100 мәртә, блядь. Сколько ты можешь уже, блядь, кишini алдарға, блядь. 3,5 мең түгел бит инде, нахуй. Бір киткәндә Башкортстаннан, сез уйлыйсыз, Уфадан, военкоматтан бір киткәндә 3,5 мең кеше китә дип уйлыйсызмы? Точнее, үлгән, киткән. Бір киткәндә Башкортстаннан, районларыннан, хотя бы, допустим, ничә район бездә бар? 30-40 район бар монда, бездә ничә район бар әле? 29 мы, даже я не знаю, сколько районов у нас есть. Допустим, из этих районов, если даже по 10 человек собрать, уже, грубо говоря, 30 районов, 300 человек это. А тут он говорит, 3,5, получается, знаешь, такие погибших, 3,5. Не может быть. Если в день, если даже 300 человек уходят, это за месяц, грубо говоря, блядь, вот изготовил крылосан, 9 мең была дайында, блядь. Айына 9 мең, блядь. Или 90 мең, блядь. Что-то я не понял. Шулай, дуслар. И я считаю, что вот эти, блядь, сказочки, то, что, блядь, нахуй, жены наши, блядь, так скажем, блядь, нас любят туда-сюда. Мужикам, нормальным мужикам я говорю. Мең хатыныңны яратсаң да, хазір в данный момент нужно спасать свою шкуру. Как говорится, твою шкуру. Поэтому я считаю, что если твоя жена или кто-то там из твоих домашних выгоняет тебя в армию, я лучше нахуй, наверное, блядь, дам им пиздюлей, самое интересное, блядь, или нахуй пошлю, блядь. Или вы живете дальше вот в таком в огрызании, или лучше развестись, нахуй, чем идти в эту сраную
как говорится, самоубийственную армию. Вот и все. Я так считаю. Потому что берген хатын, ул уже хатын түгел инде ул. Вот и все. Үлемгә хатын кеше үзенең ирен һәм балаларының атасын җибәргән хатын, ул уже все бетте дигәне. Ул кеше түгел. Вот и все. Башкорт, татар разницы нету. Вы должны это понимать. Опять вот видео, блядь. Осень играет в баскетбол. Прикинь, Вась, Ася она заминирована. Ну давай разочек. 3-очковый. Донбасс сила. Кубань тоже. Все, пацаны, давайте надо сюда съебываться. Ну, Невзоров постоянно всякую херню грузит. И вот тоже вот реальная херня. После того, как оркам удается расстрелять и превратить в помойку очередную школу в Украине, они используют ее для хранения своих трупов, а также различных забав. Ну да, они, получается, 700 тысяч, как я и говорил, детей спиздили у украинцев, разъебали школы, играют сейчас там в баскетбол в этих разрухах, и вдобавок, говорит, еще трупы хранят, блядь, охуенно. Вот жизнь удалась нахуй. И самое интересное, эти пидорасы, такие веселые, поехали, получается, убивать других людей. Вообще в другую страну, блядь. Уничтожать, блядь. И добавить хочу для этих европейцев, которые думают, что в розовых очках, нахуй, можно прожить всю жизнь, нихуя. Европейцы, вы ебанутые, нахуй, очнитесь, нахуй, и смотрите, как происходит вообще война узкожопых в Украине. И после этого думайте, блядь, помогать Украине или нет. Или все-таки послушать Трампа, блядь, который может и не помочь. Поэтому ваша шкура, нахуй, наверное, вам, наверное, блядь, милее будет, нахуй, чем, блядь, нахуй, узкожопые, блядь, которые мочат украинцев, и вы считаете, что они к вам никак, как говорится, не придут за вашей шкурой. Вот так вот. Вот опять вот до этого тоже читал комментарий, опять туда же одна овца писала, другая уже, Валентина Журавлева. Мигрант должен ехать без семьи. Отработал и уехал. Зачем их дети в русских школах? Даже так. Заебись, да? Значит, получается, зачем им, получается, дети иммигрантов, только нужны мужики, рабы, наши узбеки, кыргызы, таджики. Главное, приезжайте без детей. Заебись. Итак, идем дальше. Вот, Руслан Кутаев, к президенту и народу Грузии. В тот день, да, он сказал то, что интересная мысль, кавказский взгляд с Русланом Кутаевым. Он вроде бы, как я понял, я его слушал, вроде он высказал о том, что Грузия знала, что чеченцы, нормальные чеченцы, так скажем, вместе, получается, с грузинами. И я считаю, что Башкортостан, Татарстан, Ичкерия и Дагестан однозначно должны осознавать, что если
Украина, Грузия, если с ними что-то будет происходить не такое, да, как ну, в данный момент уже происходит в Украине, и потом, не дай Аллах, в Грузии, то вот эта тема, как я уже говорил, блядь, должен быть конкретным уже, блядь, звоночком, если вы до сих пор не понимаете, блядь, что уничтожение этим путинасосом, блядь, другие нации и их заставлять плясать под них, это конкретно то, что вы, как один видос был, водку, короче, на голову поставив, бутылку водки, танцевать в Башкортостане, это будет еще хуйня. Вас просто заставят, нахуй, как говорится, не то что умирать за них, а, грубо говоря, будете сосать до, так скажем, блядь, нахуй, какого-то колена, нахуй, своего рода у этих узкожопых. Потому что вы, скажем, такой народ, получился, который не хочет уезжать из Башкортостана, в то же время не хочет воевать с Русней, но в тот же момент идут то в Грузию, блядь, Грузию тоже, то в Украину воевать. А когда вам начинают говорить, чтобы вы вышли, блядь, нахуй с Башкортостана, с Татарстана и послушали нас, нет, вы как долбоебы начинаете, блядь, идти, умирать, получается, за вот этот, так скажем, рабский мир. Рабы умирают за своего хозяина в рабском мире. И в тот же момент вы, видя, что Грузия, Украина пытается, получается, освободиться от этого, вообще они свободные люди, независимые, вы, находясь в рабстве, не можете понять, что есть свобода. Понимаете, вот разными методами, разными выражениями суть, блядь, не меняется. Манкурты и рабы, получается, вы, ну, так скажем, любым подходом, если даже зайти к вам, вот это получается. Получается, что вы не можете понять, что иметь в Башкортостане и Татарстане какого-то узкожопого хозяина должно быть какое-то презрение, там, презирание. Нет, а у вас какая-то любовь. Вот в чем прикол. И я считаю, что, говоря здесь, Руслан Кутаев, обращаясь к народу Грузии, я думаю, он просто, так скажем, как доносит мысль людям, нам всем, да, тем, что, ну, как бы я его сейчас прослушивать даже не хочу, примерно я помню, что он говорил, что с грузинами, которые реально топят против Русни, эти чеченцы будут за них. Если начнется какая-то заварушка там, то эти чеченцы готовы войти в Грузию. Вот примерно он пытался, я так понял, донести такую мысль. Поэтому, почему я развожу эту тему, башкорт белән татарга тагын да мин исләтеп әйтәсем килә, что в Чечню из Башкортостана, кто-то говорит, с Татарстана никого не было. Пиздеж, блядь. С Башкортостана и с Татарстана поехали наши манкурты. Понимаете смысл? Когда была война в Чечне. И не нужно тут нахуй отмазываться. Не нужно. Не говоря о том, что там самый
ебучий нахуй пулеметчик был якут, блядь, который хуярил чеченцев из пулемета. Якут. Да, башкир татар түгілі, но якут. И после этого, типа, Башкортостан с Татарстаном не ходил в Чечню воевать? Вы кого хотите наебать сейчас? Поэтому вы должны понимать, что и в Грузию вам не ногой. И до этого я говорил, либо один долбоеб служил в Грузии. Забрали в армию, а попал в Грузию. А сейчас он в Украине. Уебок этот. Из Миякинского района. Башкортостан. Шонарға туғанлар, если даже похрен, блядь, если даже неинтересно, как говорится, ну, так скажем, меня слушать там или как-то прислушиваться, да, против Москвы, там, что я зову вас, да, ведь, ну, вы хотя бы тогда прислушиваетесь, так скажем, своему вот этому, ну, вот то, что видели, да, вот вы вот как бы прожили какую-то свою жизнь, вот то, что вы видели, вот на это хотя бы прислушивайтесь. Вот прислушиваясь к этому, я думаю, вы, наверное, больше, наверное, поймете, наверное, потому что я думаю, когда вам что-то кто-то левый говорит, вы думаете, наверное, то, что мы вам, ну, так скажем, ну, пытаемся наебать там или что-то в этом. Нет. Вы конкретно вот возьмите, выйдите в Башкортостанга, Татарстанга, посмотрите по сторонам, как кто, что, о чем люди думают, как думают вообще. И подумайте вот. И оттуда уже выставляйте, как говорится, свои приоритеты, как дальше будете жить. С узкожопами или все-таки сами хозяевами будете на своей земле. Вот только шундагана вы осознаете, что кто здесь, как говорится, правду говорит, кто пытается лицемерить и так далее. А так, я уже, ну вот, сколько уже постоянно говорю, давайте утыздан иллиге хатлы кишилер, давайте соберемся туда-сюда, чтобы вы собрались, я считаю, что-то произойти должно Башкортостан, һәм Татарстанда в виде, наверное, я думаю, каких-то не эмоциональных взрывов, а именно вот таких стычек подобия в Грузии. И эта стычка должна будет показать вам, что да, все-таки оказывается, вы башкирты и татары, вы не узкожопые, и к вам пришли узкожопые. Вот в этот момент, наверное, вы вспомните нас. Вот что-то такое надо, вот я не знаю, вам доказать, какое-то вот происшествие, что оно даст вам толчок. А до этого у вас не будет толчка никакого. Вот это и есть обидное положение, что үзіңні яқын итеп, сеңе яқынлық қылып туғаныңны құлақ салмау, вот это и есть то, что шайтан, получается, приукрасил положение Путина. А положение Путина – это деньги. Просто он купил вас. А как вы знаете по Корану, самые способные, это, как говорится, такой алчный, это шайтан. Шайтан вас покупает, а вы продаете свою душу за эти бумажки. И вот и получается, что
Урыслар, sizni просто так sotib olalar. Bizda bit ақша yo'q, chunki biz shayton tugul bit, sizni sotib olirga. И biz sizni всего лишь пытаемся остановить. Даже можно здесь даже не подключать тему такую, что давайте вы остановитесь, не идите в Украину, а идите с нами на Москву. Это даже можно не использовать здесь. Можно просто сказать, не выходите, все, не идите на войну, сидите дома. И в этот момент, когда вы все в Башкортостане, Татарстане скажете таким образом, мы не пойдем никуда, нахуй мне, нам ваши деньги, московские твари, вот в этот момент только вы поймете, что вот где наш враг общий. Вот шунда гана вы осознаете на своей шкуре, кто прав, кто виноват. А так, я думаю, вы не поймете. А грузины это поняли. Украинцы поняли на Майдане. И после мы видим, когда есть война. А грузины это поняли в 2008 году. Ну, они, конечно, поняли его до этого. Вообще, я говорю, то, что вот на нашем веке, давайте будем говорить, на вот эти в течение 20 лет, допустим, что происходило. Не говоря, что Приднестровье, Молдавия, какие-то там ебатории тоже по-свойски что-то было. Вспомнил. И вот везде натиски Москвы, везде натиски. Вот я так думаю, что наша ошибка в том, что в 91-м, когда все выходили, говорят же, Татарстан и Башкортостан договорились о какой-то хуйне, блядь. Когда Ичкерия встала и нахуй послала Москву. А они какую-то хуйню договорились. Вот этим действием не должно быть прощения. Мы должны, как говорится, за вот эту хуйню, как говорится, взять спрос. Это Шаймиев. Рахимов, ладно, хуй с ним, сдох. Шаймиев. И все его, блядь, нахуй, сородичи нахуй. Вдобавок этот новоиспеченный Минниханов, Хабирова у нас, блядь, сейчас. Вот с них мы должны брать спрос. Поэтому Мишуарга там битінде бізге Башқұртстан мен Татарстандан қозғаларға керек Мәскеуге. Оның үшін Башқұртстан мен Татарстанны қолға алырға керек. Ну да, вот, как раз это видео тоже скинули, оказывается. Прикинь, тут пишут, хохлы в ахуе сейчас даже не знают, что делать. Ничего особенного. Просто з-каналы похвастались, что в атаку российских солдат на БМП через минное поле ведет штурмовик на велосипеде. Так противника можно ведь довести, что они от смеха полопаются. Да, на самом деле я это сегодня видел. Велосипедист ведет бэху, блядь. Чисто тип на велосипеде ведет бэху в атаку. Да ну нахуй, ебать. Такой, блядь, дайте вот, это кто такой вот, его просто позывной, бля. Ну нахуй. Да ну нахуй. Вот на туре на велике катит. На педали крутит на туре. Да ну нахуй. Давай, пошел, прием, как меня слышишь?
Я в ахуе. Штурмовой отряд. Слышно, да? Штурмовик, велосипедист. Ты посмотри в натуре. А может вообще на самокате, блядь, на этом? Что это, блядь? Это Давай, робот? давай, газу, все, родной, давай газу, давай, двигайся куда надо. Это пизда. Прикинь, как лыгат в ахуе сейчас. Они даже не знают, что делать, блядь. Нет, здесь самое интересное, давайте вот обсудим вот этот видос. Велосипедист ведет вот этот Бэху, блядь, БМП, блядь, 1, БМП 2, да, вся хуйня, короче, что за хуйня там, короче, танк, блядь, ведет по минному полю. Самое интересное, что танк, это понятно, хуй с ним, взорвется, понятно, тоже хуево, да, так скажем. Но самое интересное, нахуй, и унизительное, это мясо, которое, нахуй, так скажем, грубо заставили, наверное, давая пизды, чтобы он сел на велик и 5-10 метров от танка хуярил, а танк его гоняет. Ну, как будто вот так выглядит. А на самом деле он едет по минному полю, сам рискуя, и как подопытная крыса используется, и за ним едет вот этот ебаный БМП. Вот самое интересное, блядь. Вот та суть, возвращаясь к моему разговору, Башкортостан, Татарстан на таком же коротком поводке. Только не медведи на велосипеде в цирке, нахуй, а вы на велосипеде, как говорится, на войне и по минному полю. Представили, да, в этот момент? Самый унизительный момент. Я просто, когда я его услышал, блядь, по новостям, я охуел. А тут аж видео мне закинули. И как бы, ну, так скажем, знаете, противно. Пусть даже это будет на велике, блядь, узкожопый. Разницы нету. Разницы нету. Там, может, вместо него башкирт балага может, татар балага может. Где вы видели, блядь, нахуй? На войне, на велике, блядь. Хуярит по полю, хуй поймешь, как еще велик едет там, я не знаю, блядь. Вот так вот, Туана. Шунарга вот такими, блядь, прохвостами быть уже должно быть надоесть. Вот мне уже реально надоело вот это все. Не то, что, блядь, нахуй. Смотря вот на такие всякие тупорылые видосы, что творится там, блядь. Что в ямах лежат, блядь, голые, нахуй. Велосипед, блядь. Білмеймін. Ничек сізге жеткізерге енді, блядь. Білмеймін, ничек жеткізерге. Так, дальше. Невзоров. Опять это про этого пидораса пишет. У Путина прогрессирует недержание глупости. Его уже нельзя выпускать на люди. И тем более снимать, показывать. Только отгремел скандал с поражающими элементами, как кремлевский упырь навалил новую кучу. Поясню. Это Невзоров пишет. Пропаганда тщательно скрывает количество не только военных трупов, но и коллег СВО. Совсем недавно все данные о новых инвалидностях были засекречены. Так, Тонор.
У меня сейчас этого нет уже. ТикТок тоже нахуй вырубил, пока выключили вот этот он. Давайте я так буду говорить, потому что без микрофона. Потому что уже, блядь, мне кажется, этот Куршеляр этот, что-то этот, возникают. Потому что, оказывается, уже час ночи, нахуй. Давайте я вот так буду говорить. Так тоже, надеюсь, слышно, я рядом. Так, давайте почитаем. Пропаганда тщательно скрывает количество не только военных трупов, но и коллег СВО. Совсем недавно все данные о новых инвалидностях были засекречены и исчезли с профильных сайтов. Чекисты изымают бумажную документацию с обезов и втыков. Уволен десятков клуш Минздрава, допустивших утечки скандальных цифр. И тут вдруг вылезает Путин и бессмысленно лыбясь сообщает о том, что в стране денно и ночно работает 240 денно и ночно, блядь, так написано, денно и ночно работает 240 предприятий, изготавливающих протезы рук и ног для коллег СВО. 240 предприятий, блядь. Нихуя себе. Но даже продукции 240 комбинатов катастрофически, как выразился упырь, не хватает. Получается, нахуй, блядь, Жириновский был, блядь, пропиздоныш, блядь, который постоянно пиздел, блядь, мусор всякий выносил, блядь, из Кремля, блядь. А теперь этот уебок, старый маразматик уже, блядь, 72 года, это Путлер, блядь, пиздит о том, что, наверное, ему не дали там попиздеть, но он решил попиздеть, нахуй, где-то там, блядь, в ебенях, нахуй, ученикам, блядь, где-то, блядь. Получается, на встречу с царьком согнали от протезенных орков, они гремели туторами и сияли, понимали, какое им привалило бесконечное счастье. Послушав цекот их протезов, Путин сладко раскис и почему-то пожелал увидеть всех безруких и безногих на коне. Рахата Эма. Получается, 240, блядь, предприятий делают протезы. Это где такое видано раньше, блядь? Где вы вообще слышали, что протезы делают, блядь? Я об этом вообще первый раз слышу, блядь. И тут, оказывается, 240 протезов, блядь, предприятий, нахуй. Просто охуеть можно. Даже слушать, нахуй, не хочу это видео, нахуй, идем дальше. Вот опять какую-то хуйню несут. Это Русня, военнослужащий, объяснил, почему надо уничтожать Украину. В Украине продались ЛГБТ-сообщества, и теперь там болезни мужеложства и лесбияничества. Пиздец, такую хуйню, блядь, люди. Для понимания, этот представитель великой цивилизации рос без отца, мать алкоголичка, сам уголовник. И вот что интересно, этот гражданин всю жизнь прожил в убогой глухомане. Он даже сам завел видеоблог, где показывает, насколько его глухомань гнилая, но все равно не сомневается, что надо лезть в чужую страну, устраивать там войну, нести туда вот этот убогий узкий мир. Ну, понятно. Ну да, блогер хуев какой-то. Поэтому я считаю, что мы же не Иванушки, и Башкортостан, Татарстан и другие, как говорится, не Иванушки. Мы не должны таким образом, блядь, размышлять, блядь, что получается Украина продалась кому-то там.
Получается, тут можно тогда вот такую речь толкнуть. Допустим, Украина продалась Русне. Ну вот как вот вы видите же, в Грузии продалась, блядь, получается, грузинский вот этот хуй, блядь, продался, пытается, точнее, блин, ну уже продажный он, конечно, пытается захватить власть. Продажная сука хочет захватить власть в Грузии. Вот это и есть, блядь, продажность. А тут, оказывается, Украина продалась Европе. Вот интересно, блядь. Получается, значит, Украина должна была продаться как-то грузинский хуй, который несет их сейчас в дерьмо, как говорится. Должна продаться была Москве, что ли, Украина? Вот так логика получается. А чё вы невъебенные такие? Лучше, чем европейцы и американцы, что ли? Или выше ставите себя? Вот вам интересный вопрос, блядь. Парадоксально, блядь, нахуй. Ответочка. Вот объясните вот мне, тупорылому из Башкортостана, объясните мне, вот как здесь логику ловить мне, как мне поймать логику здесь, что получается Башкортостан или Татарстан, кстати, не должен хотеть быть независимым, да? Получается так, что ли? Мы, оказывается, не должны ходить в независимость, мы должны быть рабами Москве. Потому что это правильно. Что, оказывается, если мы будем отдельными, мы будем ЛГБТшками и лесбиянниками. А то, что, блядь, нахуй, и у кадыровских, нахуй, у путинских в тюрьмах в жопу, нахуй, суют, блядь, всякие бутылки, нахуй. Ментовские дубинки, блядь. Особенно вот в Чечне такой, до хрена я слышал. И после этого что, как? Как Ольга Романова сама говорила, как один узбек повесился или что, или кто там был, как ему где-то там в Чите или где-то там в Сибири, блядь, в дубинку в жопу засунули, порвали ему кишки, блядь, внутри. И где тут логика? Найдите мне, уёбки узкожопые, найдите мне логику здесь, блядь. Найдите мне, вот, вы же умные, блядь, мрази. Найдите мне логику вот этому долбоёбским выражением ваших мыслей. Что вот здесь, блядь, все, блядь, вот так. В Европе или так далее. Ответ мне найдите, блядь. Почему, блядь, нахуй мы должны быть с вами? Мы не должны сами по себе быть. Почему? Да нет у вас логики, нахуй. Логику я вам ответ скажу. Вы просто хотите, нахуй, тупо, блядь, нахуй, на нашем, блядь, нахуй, имуществе жить, блядь, припеваючи. И держа, блядь, мой народ в рабстве. Вот и все. Здесь далеко не надо бегать, придумывать не надо нахуй, ничего. И это происходит, блядь, 500 лет. При Казанском ханстве никто вот с таким, блядь, заявлением, я думаю, не вышел бы. Что, блядь, нахуй, понимаешь ли, кто-то, кому-то, что-то, блядь, из-за того, что он ЛГБТ или там лесби, и они будут, блядь, оказывается, надо присоединять, блядь, получается, Казань Москве, блядь. Вдруг, нахуй, в Казанском ханстве кто-то, блядь, нахуй, будет вот таким, блядь. Или Китай такой. Я не могу понять, блядь. Вот. Шунарга, туғанлар, самое печальное здесь то, что, блядь, нахуй, наш, получается, халық до такой степени, блядь, нахуй, вот не может себе, вот даже, не знаю, блядь, нахуй, вот в дискуссии в своей семье, наверное, да, ведь, блядь, обсуждать эту тему, что почему вы, живя в Башкортостане и Татарстане, умираете, хрен знает за что,
И в этот момент, блядь, нахуй, еще вдобавок, считаете, что это все, как говорится, виновата Америка или там Европа. Как? За то, что вы идете на войну, они виноваты, что ли? Вы умираете, блядь, они виноваты, что ли? Вот, читая вот просто вот текст, и от этого столько уже логических вопросов вышли, на которых я знаю ответ, но эти придурки мне не скажут эти ответы, узкожопые. Вот мне, вот на все эти вопросы ответьте мне. Вы же умные, блядь, вы же учите нам свой узкий язык, вы же пиздец умные. Где здесь вот во всех этих ебучих мыслях, блядь, логика, блядь, того, что без вас мы никто? А с вами мы бомжи. Какая разница? Лучше быть никем, чем быть бомжами с вами. Прям в этот момент вспоминаю вот этого, впечатлил, блядь, наверное, меня это Чаринский, типа, и Руслан Айсин со своим вот этим последним видосом. Ну, реально, блядь, нахуй, разговор, который, блядь, ну даже вот, может, его надо было слушать, и там миллион, наверное, каждому, наверное, у меня было бы какая-то противоположный вопрос, наверное, был бы. Они правильно все говорят, все заебись там говорят, все заебись, все класс они говорят. Базара нет. Окей, вот так давайте будем размышлять. Но размышляя вот как они, мы не то что разбудить Башкортостан, Татарстан, пытаемся же мы разбудить как говорится, по общепринятым законам. Мы не то что разбудить, мы даже, блядь, нахуй, я не знаю, блядь, даже какую-то, блядь, нахуй, 1% чего-то мы не сможем сделать таким образом. А сидеть, слушать их, там, или меня, или там Гамбасова, или еще кого-то, блядь, слушать, сидеть красиво. А вот когда приходит дело действовать, никого нету. И как раз он в этот момент подметил, что, оказывается, у него какая-то ЧП было в Украине, когда пытался взять, говорит, 6,5 лет гражданства или там беженство какое-то. Он просил беженство в Украине. Я просто в ахуе над ним, блядь. 6,5 лет, говорит, меня мусолили. Не давали, говорит. И после этого я понимаю, что люди, которые думают, что тем самым, как он размышляет, что добивается какие-то ну, как бы, действия там против вот это унижения мусульман там и так далее, там вот это все он, ну, какие-то действия делает, да, потому что он в России его уже накрыли бы, говорит, как он говорит, и так далее, и так далее. Но понятно, он как бы тоже сбежал, как мы вот. Но сути от этих всех разговоров двух вот этих мужиков, ну, ответочка такая, знаете, блядь, что ни один из ихних подписчиков, я думаю, ну, точнее, я-то не подписчик, я просто посмотрел,
подобие, окей, не подписчиков. Кто посмотрел, допустим, давайте так будем считать. Вот кто-нибудь из этих посмотрел, предложил ли им, или там, или, точнее, нет, присоединился ли к ним двоим против Москвы? Нет, конечно. Потому что у них весь разговор был вот такой, блядь. Ну, вроде бы показывать, что наш враг Москва, но не говорят. Вот и из-за этого я считаю, что вот такие моменты, когда говорят, что в Башкортостане и в Татарстане это нельзя, то нельзя, и тут подобие вот таких комментаторов начинает говорить, что нас просто поверхностно вот так сделали, а как бы не говорят, что народ должен что-то сделать. Получается, понимаете, вот столько возникает вопросов от этих видосов, ответов нету. Для меня, ну, для моих мыслей, наверное, ответы есть, но не для, так скажем, общего, так скажем, внимания для этого ответа. Почему? Потому что эти ответы и вопросы должны звучать от тех, которые пытаются топить за независимость. Если вот, допустим, они начали этот разговор, они должны были это сказать. И по Чаринскому я понимаю то, что он топит по жизни за мусульман, оказывается, и так далее. Но вопрос еще один. Это почему я именно пытаюсь их дискуссировать сейчас, да, ведь дать понять всем вот этим, как их назвать можно, комментаторам, публицистам, я не знаю, как их назвать можно, вот этим людям сказать хочу, дать хочу, сказать, дам, вот, я не знаю, донести до них, что если мы вот таким образом, если будем поднимать народ, то мы никогда, как говорится, не обретем независимость. Независимость в таком, ванильном таком, розовых очках, рассказах не бывает. Почему? Потому что люди, которые считают, что должны жить независимыми, они должны, как говорится, подниматься. И вот дальше вот Ахмед Закаев, как Трамп покончит с Российской империей. Кавказ и Грузия, угрозы Путина, падение рубля, что ожидает от Трампа, условия окончания войны. Ну, это его мысли, так скажем, вслух. Ну, само собой, вот как мы, кусок эфира, да, так скажем. Его тоже я прослушивал. Там он говорит, сейчас слушать не будем уже, орать надо, что-то надо делать, что самое такое интересное там, как этот Трамп и что от него можно ожидать. По его мысли, получается, Трамп может быть даже жестче, чем Байден говорит, да, ведь, как это не только он говорит, и все говорят об этом, но суть разговора, вот его конкретика, он озвучивает конкретные вещи, подводит людей к тому, что мы должны, как говорится, понимать, что война неизбежна. И самое интересное,
что насчет Украины, об вот этой окончании войны и так далее, разговорчики, как это будет происходить. Как и до этого тоже уже говорили кто-то, да, ведь самое интересное, что Украину Путин может, так скажем, ну так, полностью там, если захочет, да, ведь там забрать. Но в тот же момент останавливать войну не в его, как скажем, компетенции. Это, ну, про Путина он говорит. И поэтому как бы даже Трамп, если даже что-то захочет сделать, он как бы, ну, досконально, ну, до ума довести как бы не сможет, потому что или так, или так. И самые условия, по его мыслям, что все вот это, что происходило сейчас вот до вот этого момента, до прихода Трампа, это растягивание войны и так далее, вот эти вещи окончательно, получается, так скажем, добили Украину. И вот теперь все смотрят, как говорится, на Трампа, по его словам, и не знают, как говорится, что он решит. И по его словам он говорит, что я тоже, ну, большинство уверен, говорит, я уверен, но по моему, говорит, чувству там, или как он там говорит, вот так примерно, говорит, что, ну, если сдадут Украину, то, ну, как сказать, блядь, получается, по его намекам, так скажем, да, что мы вот все, мы, да, ведь, блядь, просто, ну, опять куда-то замолкнем. Все мы как-то вот уйдем, блядь, в тишину какую-то, блядь, ну, и... вот так вот. А название его «Как Трамп покончит с Российской империей». Ну, а насчет этого, насчет покончить империей, ну, так скажем, если только Трампу не сменят, так скажем, риторику, так скажем, блядь, вот этой хуйни, вот этой всей, которая творится на этой, в этой сраной войне, блядь. А так, внутренний вот этот мир, блин, егошний не поменяется в этом, рабочий, так скажем, егошний, блядь, аппарата, блядь, там мозги ему не вправят, то я думаю, как говорится, что Украину могут, как говорится, ну, так скажем, блядь, обменять на каких-то сраных каких-то условиях, лишь бы остановить это, ну, так скажем, момент тратить деньги. У них как бы не именно умирают люди там, люди им нахуй не нужны. Ни Трампу, ни Путину. Именно нужны остановка денег, чтобы не сливать бабло. Вот самый интересный момент, понимаете, тут не в людях дело. И как раз насчет не сливания людей вспомнил еще одну хуйню, что доказали, говорят, что вот этот нахуй коронавирус вышел из Китая. Это уже конкретно доказали американцы, что
вот этот, сука, ебучий корона вышла из Китая. Они разрабатывали эту всю хуйню, китайцы, и какие-то долбоебы вытащили, и вот таким вот пошло. И в эту ответку они кинули, типа, такую удочку, ультиматум или что, блядь, типа, биологические лаборатории Китая, если такую хуйню сделали, а чё, блядь, по всему миру, нахуй, типа, американских биологических лабораторий дохуя, типа. Они в ответочку такую хуйню сказали, китайцы. Получается, если даже корона выползла, получается, из Уханя, то в первую очередь, само собой, ебануло, блядь, нахуй Россию, да ведь? Ну, а так ебануло вообще в другом месте. В начале, если помните. Потом только в Русню зашла она. Но тут самый подвох в чем? В Украине это второй план уничтожения людей. Вот, если помните, в 19 году еще не было украинской войны. Людей на земле дохуя. Уменьшать надо. И тут выходит корона. Оно не просто так выходит оттуда. И то, что кто-то вывел его, и кто-то там работал и вышел, заразился, и потом распространил, такую глупость могут рассказать все. Вот даже я вам могу сказать, вот я вышел и чихнул там нахуй, и я заразился. Да любой может это сказать нахуй. А никто же не скажет, мы принципиально его вытащили, чтобы положить людей там через какое-то время. И после этого раз какая-то, так скажем, люди умерли через какое-то время. И плюс, самое интересное, в этот момент, если помните, американцы очень дохуя денег давали на помощь беженцам. И Европе тут давали, это помню, рассказывали тут, как раз у меня тут были в то время знакомые, монголы. Они говорили, пиздец, тут жопа, вот так говорили в Германии. И как бы давали деньги, короче, всем. Платили. Это понятно. А вот цель, так скажем, была она, наверное, такая, вы знаете, проверочная цель вот этой, блядь, вирусной хуйни, блядь, что сильные должны остаться, а слабые сдохнуть. Вот примерно так. Вот из этого Китая там или откуда она нахуй вышла. И после этого вдобавок еще, если так размышлять, да, ведь вдобавок еще пошла вот эта война. До этого Грузия уменьшит численность людей. И вдобавок еще вот эта Украина. Это так, блядь, так скажем, размышления вслепую. И во всем самое интересное, почему я этот вспомнил, и Китай, и Русню, и блокировка ТикТока у меня сейчас только что произошло, если поняли вы. Суть в том, что Русня и Китай, так скажем, блядь, нахуй, снюханные уже, так скажем, давно, и козни строят против Америки и Европы, чтобы юань, блядь, поднялась, а рубль пиздой накрывается. Юань хочет, как говорится, встать выше, блядь, грубо говоря, доллара и евро. И вот и все. Это хитрый подход. А то, что в Русне народ умирает, а Путину это похуй. Потому что Путину тоже нужна та часть людей, которые
Ну, выживет нахуй, останется сильная. Нахуй ему вся Россию подымать. Ему не надо это. Сколько есть, столько есть. Вот и все. Поэтому все вот эти вещи, я считаю, это все запутанная хуйня. А конец все-таки это один. Что здесь, во всей этой поебутине, связана Москва. Потому что где только не посмотри, везде шпионы, везде эта вся хуйня, это Москва. Куда только не вылезет Москва. Да, еще вспомнил, вырубили нахуй между Финляндией и Германией интернет. Это тоже свалили на русню. Ихняя работа шпионская. Как можно, блядь, с одной стороны на другую страну вырубить интернет? Вот этого хуевия. Не будут же, наверное, финны или немцы всю жизнь стояла эта нахуй проводка, блядь, из интернета, и бах, и нахуй и исчезла. Вот столько интересных безответных фактов, ответов. Но через какое-то время мы услышим и на него ответ. Если помните, как газовый провод, блядь, взорвали. Тоже где-то там. Балтийском всяких там, где-то там, море или где это было. Откуда газ шел в сторону Германии. Тоже свалили в этот момент на что-то там на украинцев. Кто виноват, хрен знает. А итог потом все равно откопыли, что его бахнули, это принципиально бахнули. Шумдыхаллар, дуслар. Поэтому думать и думать тут. Ну да, вот здесь как раз я закидывал. Советско-финская война. Параллели с Украиной шокирует. Ну тут видео надо смотреть. И этот... Просто понимать. Советская армия что хотела в Финляндии? Вот это тоже вопрос интересный. Что она хотела? Не хватает на территории России? Полезла в Финляндию. И это, ну, так скажем, финская война 100 лет назад была, грубо говоря. 100 чем-то лет. И исходя от этого, нужно понимать, по краям России любые, как говорится, страны, пока это московская ига есть, не будут, как говорится, безопасности. Примерно так. Да. И вот тут чуть-чуть название только добавлю и, короче, на всякий. Я там, наверное.
Руслан Айсинский, этот, поистине, короче. Вот их канал поистине, который 100 тысяч набрал подписчиков. Нетаньяху за Асада, Хамас против. Айсин поистине. Руслан Айсин о том, как режим Нетаньяху хочет спасти Асада, ибо для них он удобный партнер, в отличие от повстанческих исламских сил. Ну, если это он уж пишет, ему виднее. Если Дубай, там об Асаде. Асад был, там вообще он лошара из лошар. Как он, как говорится, война началась, дёру дал, сказали, находится в Москве. Шундыхан, дуслар. Поэтому мы не должны, получается, сдаваться. Башкорт белән татар аңларга тиеш шуны. Шундый хәл, туганнар. Тогда 5 сәгать 49 минут булды. Сез белән почти 6 сәгать. Короче, будем прощаться тогда. Рахмат сезгә, менә 9-10 кеше утырды. Зур рахмат. Сездә уже таң ата, наверное, йокларга кирәк сезгә дә. Или торырга кирәк, наоборот. Ну, тынычлыкны тогда ябам, потому что җитәр 6 сәгать, моны әле загрузить надо. Кешеләр карармы икән монда 6 сәгатьне, это уже даже. Ну, хотя бы на перемотках можно смотреть. На скоростях. Ну, ярар тогда, туганнар. Рахмат сезгә, тынычлыкны. Будем округляться. Потом я закину все в телегу. Сколько человек сидел.